Так, непредсказуемый. Так, ну смотрите, мы прошлый эфир проводили с вами вместе. Сейчас пока YouTube-канал подключится, мы с вами сможем решить. Я хотел бы зачитать вам, как нас фиксируют, контролируют и слушают. Вы слышали? Так, ой, не туда, не то нажал. Разрешить. В прошлом эфире мы с вами говорили о том, как название вообще Чечен-Аул, что есть с такими названиями, топонимами, названия такие, как Чечкуарт или Чечхей, и об этом рассказывали в эфире. Это я сделал в основном, вы знаете, я и Ибраим, подключиться дней, YouTube уже подключенный, подключены мы или нет еще к YouTube, чтобы я хотел зачитать. Пошла, YouTube подключен. То, что, как говорится, у нас... Да, мы давно подключены. Один. Динабаря, Ибраим. Так, нормально. Подключились. Да, Дина пошла, подключиться, Дина. Все хорошо тогда. Ну, чтобы было понятно. И мы здесь обсуждали с вами название, что есть гора с названием Кистинка и Чачкуарте и Бакара подключиться. Мы обсуждали в эфире, что были такие. Ой, монитор дешевле, ой, беш волх. Так поле, ада, я чуабу, латуша. Так, полезно когда я зваш, ну, благодаря благо, хорошо, что хоть без оскорбления. Ну да ладно, он пишет. Считаю, что слово чача, чече или чеча, это и есть корень самого слова. И не существует таких слов, как чечен, чачан, чечан и в таком роде. И вот почему я наблюдаю за этими... Дальше он говорит, точка. Это прямая цитата. И вот почему я наблюдаю за этими соседями. У них есть пару козырей на этот счет, бацу, точка. Пока в здравом уме Айса Кадзоев, надо у него спросить, что на ингушском языке, с большой буквы. На ингушском языке это значит, я считаю, что это с большой буквы ингушское слово, дальше идет с маленькой буквы, чача, чеча, чече, окончание «н» добавили. Цаца, шиша, шеша от ингушей принято соседями. Точка. У Башлама в эфире один раскрыл их козыри. То есть он говорит, что мы раскрыли козыри у себя в эфире, как будто мы это скрываем. Мы это никогда и не скрывали, и печатаем, и публикуем. И он дальше говорит, слушайте, их козыри я после проверил, ушло дней 10 у нас, бах. Слушайте, то есть они слушают наши эфиры, мониторят, и 10 дней, говорит, у нас ушло на то, чтобы проверить данную информацию. Да, есть на картах ранних, конец 19 века и начало 20 века такие названия в горной Ингушетии, как гора Малчачкварт, ущелье Азчеч,
в Грузии, в Кистете, селение Чечкенты, между горой Казбек и Эльбрус. 2 перевала Чеча. А вот в самой Чечне всего 2 Чечен-Аул и Чечельхи. Тот в эфире заявил 12 топонимов от острова Чечен до пригорья Эльбруса. Мы нашли только 8. Найти бы остальные 4, тогда можно с точностью сказать, что чечан это не чеченские слова, а ингушей с большой буквы. Все, что касается Чечен, Чечня, Башлам с маленькой, а именно ингушей с большой буквы. Надо про это написать статью. Чем раньше, тем лучше. Срочно нужен лингвист. Конец цитаты. То есть, чтобы было понятно, мы это обсуждаем, мы это говорим. Вы послушайте только. 10 дней эти люди просто проверяли информацию, которую мы в своем эфире зачитываем, мы говорим, мы рассказываем. В принципе, мы ни от кого это не скрываем. Теперь оказалось, кроме буквы «Н», Чеченбог, Чечеш, КДГ, это абсолютная правда, бахцев. То есть это есть, 8 они нашли, остальные 4 не нашли, и нужно срочно их найти, зафиксировать и сказать, что они непосредственно принадлежат ингушам. Вот у меня возникает вопрос. Те люди, которые говорят, что мы занимаемся фитной, мы занимаемся не той наукой, что мы обманываем, коверкают наши названия нашего народа. Без разницы. Речь даже не идет о Нахчи или Нахчичуе. Тут уже дошли до чечен. Слово чечен. Многие люди не дают этому значения до тех пор, пока не сталкиваются с этим. Потом мы это зафиксируем. То есть они говорят, нужно срочно найти и первыми это зафиксировать, чтобы это было у них. И потом, якобы, уже нам сложнее будет все это доказывать, потому что первыми об этом написали они. Кисткварт гора тоже находится на нашей территории. И таких вещей мы находили очень много. Если же на то пошло, если это название пошло от того, что отселение Чечен-Аул, более позднее, то это уже недостоверно. Получается, с этим названием, с смысловой нагрузкой, название гор, рек, которые у нас есть, ущелья в горной части, не могло быть. И само собой, никакие пришлые тюркоязычные или монголоязычные, или кто-либо другой нам не мог это название дать. И само собой не могли это дать название не осетины, не черкесы, адыги. Вот. А название это есть в горной части, несколько названий, название рек, название остального, ущелья и так далее. Сколько их было на самом деле. Для меня это есть тот самый момент, когда нужно зацепиться и когда нужно говорить об этом. Нужно обсуждать, нужно проверять. Видите, 10 дней упорно они работали над тем, чтобы проверить данную информацию, чтобы они могли доказать или проверить. И они уже говорят, нам нужно пока, Исаак Адзоев, узнать, что это обозначает на ингушском языке. Хотя глупость, он говорит с одной стороны, потому что в любом случае, чтобы они называют у себя это языком, у нас это галанчожский диалект, парстхоевское наречие, разницы смысловой нагрузки там другой никак быть не может. И в нашем языке, и в их языке. Это должно быть как минимум фактически чуть ли не 1 в 1. Поэтому вот у меня возникает вопрос к людям, которые осуждают, оскорбляют, недоверительно относятся, пытаются писать какие-то кляузы, пытаются в Ютубе там залезть и умничать. Еще раз повторюсь, мне абсолютно без разницы. Можно писать, но как версия, я слышал другое или что-либо подобное. Вот таким образом нужно работу проводить. Понимаете?
Я училась, я училась там в советские время, перечисляет половина моих преподавателей, которые, когда еще я учился, были живыми. И они совсем по-другому рассказывали. Ты, короче, как она объясняет, женщина, походу, говорит, ты студент там Ютуба и так далее. То есть в Ютубе насмотрелся. Я в Ютубе вообще ничего не насмотрелся. Ютуб-канал даже, вот по сути, не мой. Его сделал наш брат Ибраим, который проживает за границей. Это он сказал, Башлам, Асия Меги, и сделал его. Меня в Ютубе и не было. Вы видите, если бы Инстаграм у нас идет, канал действует с 2013 года, а Ютуб, если я не ошибаюсь, максимум там, кажется, то ли 22-го, то ли 23-го, 22-го, кажется, или 21-го года. До этого у меня не было YouTube-канала, то есть где бы велись стримы или что остальное. И само собой меня не было ни в ТикТоке тоже. Мне не нужны ТикТок-лекции, мне не нужны другие. Я объясняю, что большинство преподавателей, которые были в университете того периода, то есть она мне, после всего я написал, если вы хотите, давайте я встречусь с вами. Я готов встретиться с вами, давайте обсудим, в чем я не прав. Да, из тех преподавателей, которые она говорит, что было время ЧИГАУ, то есть Чечено-Ингушского государственного университета, с тех пор, конечно, прошло там, да, некоторых преподавателей не было. Нам называют, там, оскорбляют, там, того же Виноградова. Я не прошу там гордиться или говорить, что Виноградов является там супер пафосным и так далее. Но это был в свое время один из, так сказать, в советское время один из лучших преподавателей, историков. Да, конечно, он, может быть, и не пропускал что-то наше общее чеченское, но в основе своей, это именно ему принадлежит и достоверная информация о том, что на самом деле Магас, Манас, по-разному он называется, находится на территории Чечни. Нохчи Алганюхт Оркю, вот это стратегическая высота. Владушу. Цу Виноградов, стук бок палки гина буши, засунта кашна штац, короче, это наш цанчур. Халодок, цанмети, юкечин, приложить шесть, открыть на бурса, умштицун, репутация, чояцун, точнее, чояц, негативный окрас. Но я про него слышал очень многое. Но давайте будем откровенны. Для начала, это был сотрудником непосредственно университета, и у него в учениках были кто? Далхан Хажаев, Хасан Бакаев. И сегодня их ученики, то есть они учились работать, как нужно, ты или я, мы можем сказать там, Далхан Хажаев, Хасан Бакаев, что они не были патриотами, что они свою историю нехорошо писали или пишут до сих пор. Далхана мочу, сон аетра, Хасан Димовой, разве Хасан проводит свою работу во вред своего народа, примерно? Его работы, посмотри, великолепно. Он бывший его ученик. Суть сейчас не в том, что он занимался, перекладывал, не перекладывал. Если в советское время или даже постсоветское время нету полностью опровержения его деятельности, то, что они фальшивы, научным образом опровергнуты. Нехизриев, да, конечно же, в тот период мне рассказывали, и наши преподаватели, когда мы учились в историческом факультете, если сегодня есть кто-то в эфире, в Ютубе или в Телеграме в данный момент, кто учился со мной, спросите, как преподаватели рассказывали, что из 100% студентов исторического факультета 80% это были КГБшники. 80% это были КГБшные сотрудники, они учились на историческом факультете. Научные работы, многие наши ребята, те, которые сегодня стали преподавателями, как их называют, профессионалами, работниками академии и так далее, они не могли публиковать те материалы так, как они хотели, потому что это якобы противоречило какой-то политике в данный период интернационализма. То есть это звучало как немножко шовинистическое и так далее, то есть националистическое, и не давали печатать и делать. Цензуре подвергалось. И что в этом аппарате цензуры стоял тот же Виноградов. Я точно так же слышал информацию, что ныне покойный Виноградов полностью все материалы, богатейший архив о нашей истории, археологии забрал и увез с собой в Краснодарский край, когда там началась война.
что после этого связывали с его сыном, что, чтобы там как-то какие-то материалы о нашей республике вернуть или найти, или опубликовать. Эта информация тоже была. И тот, кто говорил с сыном его, говорил, под какими жесткими репрессиями был Виноградов. То есть его заставляли многие вещи делать, его сын. Я его не защищаю, я не знаком, я не застал эпоху Не-не-не, Виноградова. все нормально пошло. Поэтому сегодня те люди, которые на самом деле, которые не имеют даже и маломальского отношения и тех трудов, которые были за Виноградовым, сегодня пытаются каким-то образом. То если так осуждать, то извини меня, но мы сегодня очень мало кого можем назвать достойными историками, которые говорят 100% правду. Понимаешь? И эта женщина меня обвиняет в том, что я якобы лекции в Ютубе, там, меня там и так далее, там, Амина опять же приписывает, вы откуда взяли, такое нам не преподавали. Если тебе нужна правда, историческая правда, возьми в Академии наук Чеченской Республики, она мне говорит. Она думает, что я не был в Академии наук, она думает, что я не знаю этих преподавателей, или что они у меня не преподавали. Ныне покойный, да, Агяш Дальцун, Хаджи Ахмедович говорил, как им не давали даже работу полноценно проводить, достойно, имеется в виду, в ногчи был, что он хала эйбцеду тарба. А разве я не говорил? А разве мы не знаем, что те же работы, возьмем Туземцева и других, которые про урарту, хуриты, они ни в одном месте не говорят, что урартийцы или хуриты чеченцы. В советское время. А что они говорят? Близко родственные чеченскому народу. Почему? Потому что они не хотят говорить, что они и чеченцы являются, у них одни корни. Понимаешь? И у меня точно так же мы говорили в эфире, приходил один грузин, я если не ошибаюсь, он рассказывал, как Мар поссорился с Сталином, когда Сталин якобы в частной беседе, где-то устно разговаривал со Сталиным, сказал, якобы Сталин спросил, а он был другом Сталина, любимчиком его, и спросил, кто является одним из самых древних народов якобы на Кавказе, ожидание, что назовут какую-то ту нацию, которую хотел Сталин, но Мар назвал, если я не ошибаюсь, народы не те, которые бы он хотел услышать. На что он сказал, что дальше я слушать не хочу, и после этого у них конкретно испортились отношения со Сталином. Его подвергли резкой критике, то есть он назвал нас, и как в своих всех трудах, он назвал нас потомками Ноя, то есть его сына Иофета. Нас и некоторые автохтонные народы, как это сделал Блюменбах. Немецкие антропологи, ученые. После чего было подвергнуто резкой критике его работы. Многие университеты, кстати, многие академики и профессора грузинские, которые ныне живые есть, или покойные, которые в честь них названы университеты, это были ученики Мара в основном, именитые, титулованные. Но Мар подвергся жесткой критике о его теории о том, что потомки Ноя живут, то есть религиозный окрас имеют, начали подвергать его критике. Я привел как пример Мара. Я привожу это, сравниваю его с Виноградовым. Он тоже подвергся критике. Его работы, которые были чуть ли не на самом высшем месте, начали жестко подвергаться критике. Сами ученые, то есть начали отворачиваться. Эта картина очень похожа. Если сегодня ты находишься в аутсайдерах, а тебе кто-то там не любит, не доверяет, люди начинают на тебе лить всю грязь. А он там где-то сфотографировался, у него был в руках российский флаг, он когда-то там работал в администрации, он работал там и так далее и тому подобное. Я это знаю. Он адыгейский талант, Я и английский говорю, язык учил, короче. Он тебя тоже... Просто мне связывались с Германией братья, говорили, ваша сурч маду чупасня, гарамау, важамау, короче. Сам не знающий ни родины, ни флага, не определившийся, к кому относится человек, который записал себя на фамилию своей матери, а что является в основе своей позорным для нашего народа. Шабуаш востагат цанс уже здесь нен фамилия тахирвац. И диквала уолаш еде фамилия тахош айдаду сунца. Меня с детства так учили. И наши предки все так росли. Не знаю, как другие. Шеде фамилия тахил вешу. Ну, дух ешу, но человек, который не знает
не записан ни за кем, пытается говорить, так я это все рассказал еще во времена, когда я, грубо говоря, был еще студентом. Это 2007-2008 года. И я говорю, и сегодня говорю, я встречался и с Жириновским, и с Медведевым, всем остальным, которые приезжали в образовательные лагеря, с Сурковым, со всеми я встречался, и фотографии у меня есть с Сурковым. В то время он был одним из самых ведущих представителей администрации президента. Я с многими бизнесменами, с этими староверами, не староверами, с многими людьми встречался в этом лагере. Образование. Мы одними из первых пытались убрать вот этот ярлык, который говорили, что все чеченцы террористы и бандиты. То есть мы пытались это доказать немножко иным способом, образовательным. А чем я занимался во время университета? Общественной деятельностью, а потом начал заниматься правозащитой. Я работал с мемориалом, я работал с теми организациями, которые сегодня находятся там в списке иноагентов. Это было такое время, потому что я таким образом мог помочь представителям своего народа, молодежи. Тот, кто знает это, знает. Я не хожу ни везде, никому это не тиражирую и не пытаюсь кому-то. Единственное, о ком я рассказывал в основе своей, да, но у нас так не принято. Это блог, это не живой журнал Башлама Чимаева, где мы обсуждаем мою автобиографию, мою жизнь, и что я там пил, курил, бухал, на дискотеке ходил. Мы же не это обсуждаем. И тептер дал халха, уадил дизерду, массухора нишиши. Мы говорим об истории нашего народа. А если мы думаем, что историк – это человек, который должен быть идеально чистый с рождения, чуть ли не с нимбом на голове, то есть нет, извините меня. Я, насколько знаю, таких людей я не видел. У каждого человека может быть какие-то свои политические амбиции, то есть он может занять ту или иную позицию. Кто-то может быть пацифист, кто-то может быть левый, кто-то может быть правый. Националист может быть, нацист может быть. Это у каждого человека свое мнение. И тут нету ничего такого. Так вот, этот преподаватель, говоря, что у него другая версия, да, в советское время перечисляет книги и преподавателей ныне покойного Хазбулата Асламбека Имрановича, у которого я защищался, который был моим преподавателем. Его сестра, она, правда, ее не перечисляет, Хазбулатова Зулай Имрановна, Хизриев Хаджи Ахмедович, Закриев Борис Байбулатович. И сколько их было, я-то помню. Багаев. Не Бугаев, Бугаев есть и Багаев есть. Всех этих, ныне сегодня являющийся президентом Академии наук Джамбулат Умаров был у меня преподавателем. Мы у него проходили политологию. Зачет я ему сдавал. Все эти преподаватели были у меня. И мы ходили на лекции. И я-то помню, когда в тот период ныне покойный Ахмадов Шарпуди Бачуевич, Гакаев Хамзат Адамович. Кого еще нужно назвать? Гапуров Шахруди Андреевич, у которого я защищался дипломную работу. Я ничего плохого. Я использовал материалы Гапурова Шарпуди Бачуевича. Я говорил об этом. Типсуев у нас преподавал историю там Франции, если я не ошибаюсь, или Европы. Демельханов, который у нас в эфире был. Со всеми я общался, всех я их на лицо знаю. Кто-то может быть благодарный, кто-то неблагодарный. Каждому преподавателю были свои любимцы. В университете наш исторический факультет делился на 3 непосредственно специализации. История России, регионоведение и музейное дело. Так вот, у меня даже регионоведения не было. У меня специализация была история, всемирная история, история России. Поэтому я сегодня могу и знать и в Дагестане, что было, и в России, что было, и повести временных лет могу знать, и Олеги могу знать, и многих-многих других могу знать. Поэтому... Да, Interval. Там, да.
Виноградов иларга Да, way تبتر شغروش طبعا اشتي شورت يتقوم بوش تصوم دايس ما يعني своровательный да, экспонат депортации. И вообще, конечно. way дайилан восстановить вообще возможно является на данном имеющиеся ресурсах. Давай сделаем вот как. Я тебе отвечу, я понял твой вопрос. Смотри, многие моменты, конечно же, восстанавливаются. Вернули определенные исторические экспонаты Ставропольского края, причем, я помню, были недовольны некоторые терские казачества, которые говорили, что это наши экспонаты и так далее. Разворовано. Я опубликовал у себя, где во время войны, Первой Чеченской войны и Второй Чеченской войны, воровали музеи, закидывали туда исторические артефакты 17-18 века, 15 века, ружья, сабли, прямо загружали в военный Урал, крали, где они попадались, военная прокуратура отбирала. Все это есть на официальном видео, и я это в первую очередь публиковал, хотя некоторые чекиндезы, которые живут там, я не знаю, за океаном, пытаются нас назвать там какими-то работниками спецслужбы. Это все было. Что касается возвращения, с Грузией немножко сложно. Они разрешают, но там должна быть договоренность, я не знаю. Но сейчас немножко политическая ситуация нестабильна в Грузии, и они разрешают делать копии, но не отдают оригиналы. Стяги со времен имама Шамиля и многие вещи, и чуть ли не с 15-16 века, то, что были найдены, кольчуги, много-много вещей, которых и понятия нету, сегодня находятся в грузинских архивах. Отдадут ли или как договорятся, это уже время покажет. Работу, конечно, над этим проводят. Продадут они или нет, опять же повторюсь, есть ли у нас готовые люди, которые готовы заплатить за него, а это будет стоить очень дорого, это будет исчисляться миллионы долларов, однозначно, потому что если вы думаете, что это все дешево или как, это у нас могут за рублей, за 1000 рублей там, за 20-30 тысяч продать артефакт, который стоит миллион или полмиллиона долларов, или же и так далее. Много случаев таких было, мы рассказывали. 4500 лет найденный золотой олень продавался там за, грубо говоря, миллионов 30. А он на черном рынке, когда вы забиваете, проверяете, смотрите, 2-3 миллиона долларов стоит. А это без малого, извините, можете почитать даже сегодня, это 270-280 миллионов рублей российских. И такие вещи, когда находят, у нас не сдают их. Вот в чем проблема. Чернокопатели разграбили. Вот в июне мы делали вместе с Юни эфир. Вы забыли, наверное, Юни, когда чуть ли не там бегал прямо перед поездом, находил этих людей, которые хотели вывести. Эти наконечники, которые у нас в горах собрали, где Тибустма, где это сражение, которое, говорится, с монголами было, который возглавлял Идар, который мы тоже публиковали. Эти вещи просто копия и стрелы, наконечники. Чуть ли не 2-3 килограмма купили. Здесь собрали и хотели их отвезти и продать. В соседние регионы, там, в Ростов и другое место, и дальше. Вернуть-то хотят, но даже то, что у нас есть, мы не можем, как говорится, не можем Богу. Это на уровне общественных разговоров. Нет, А что касается подделок, сегодня есть мастерские центры в Республике Дагестан, которые подделывают все, начиная от орденов имама Шамиля, заканчивая якобы пистолетами и ружьями Байсангура Биноевского, шейх Мансура, Эльбек Хаджи Зандакского и так далее, и продают их за миллион, 2, 3 миллиона, 5 миллионов долларов больше. Уаях на подделке еще продают сюли, которые не являются даже оригиналами. И наши ведутся, и некоторые покупают, но сейчас, насколько я понял, одна, так сказать, занимающая высокий пост, когда мы говорили на эту тему, сказал, уже начали разбираться, патенты подделывают просто так. В Ростове, в Питере едут, эту бумажку подделывают, которые говорят, да, на самом деле это того периода. Сейчас это уже как бы прекратили. С этими вещами нужно быть очень осторожным.
И некоторые люди, которые говорят, что у них в частной коллекции есть 100% гарантия оригинал награждений там, или оружия тех или иных национальных героев Чеченской Республики, это очень сложно. Я боюсь, что их могли многих просто-напросто обдурить и сунуть им, грубо говоря, подделку. Поэтому, вот, насколько я знаю, совместно с Юнией, с нашей археологией, просто сравнили с картотекой архивными музеев Чеченской Республики, нашли в Ставропольском крае, там, если я не ошибаюсь, то ли до 15 или 20 экспонатов, и запрос один, вернули их, они были недовольны, почему им отдали, там целую статью там даже писали они. Почему? Потому что откуда они ее достали, достоверно подтвердить или показать они не могут. Вот. Поэтому возвращать, конечно, их, если и будут кто-то говорить, будут возвращать, будут пытаться, будут договариваться. Но насколько это возможно, с этим есть определенные трудности. Это все должно входить в бюджет Министерства культуры Чеченской Республики. А это огромные деньги, огромные деньги. То есть там должна быть какая-то конкретная программа, на которую будут выделяться деньги, чтобы возвращали вот это культурное наследие. Я не говорю, что в наших музеях нету, есть. И я всегда спрашиваю, когда говорят, нашли там при расширении дороги, нашли туда-сюда. У кого бы я не спрашивал, найденные аланские, ранее аланского периода найденные захоронения на Теречном районе. Их забрали то ли в Ростов, то ли в Москву, все. Найденные там где-то в Герзель-Аулов, не в Герзель, в сторону Ойсхара, там тоже найдены были археологи сразу с Москвы, с Ростова приехали, им дали возраст 4500 лет, и я не видел их в наших музеях. Куда они ушли, как это все происходит, я, честно сказать, не могу вам сказать конкретно. Это больше должны знать и археологи, они должны, Султан Исаев Алариф, можно было более дотошно спрашивать. Я о том, что на сегодняшний день даже те вещи, которые есть, мы не можем никак их увидеть, картотеку, или где они найдены на нашей территории, должны находиться в наших музеях. Ну, каким-то странным образом их отвозят там в федеральный центр, зачем-то там. А разве у нас на нашей территории найдены не должны? У нас есть великолепные, да, краеведческие музеи. То деньги Ошувой, когда я ездил смотреть пещеру, описывать жизнь нашего национального героя Байсангура Биноевского, ездил туда, найденные артефакты, мечи того периода, сохраненные у простого жителя Нажуртовского района, у себя дома, ядра от пушек даже у него есть, ядра от пушек того периода. Там очень много вещей. Очень интересно, причем и 20 века, и 19 века, и 18 века. Они находятся в Краеведческом музее, то есть они не под стеклом, не пылятся. Это простой Цачуя Юцуа, Кячин, Шемахылар Уашуя, но они там. Такой же Краеведческий музей, если не ошибаюсь, хотели открыть в Урус-Мартане. Донде Юртолшер, Урус-Мартане. Там я тоже был, и там тоже он собирал экспонаты. Причем там самый интересный момент. В Галанчорском районе, музей Хиллек, у него на тот период он показывал, как в Галанчорском районе в высокогорье после дождя обвалилось дерево, орм цани, уавеш. Итак, что он нашел под корнями этого дерева? Он нашел огромные куски морского дна, моллюски, то есть окаменелые. В высокогорье Чечни были найдены морские моллюски, вот все это. Он нашел в горах, когда дерево после оползня упало, ормаш дольча, то море было хульшил, моллюск ши окаменелый, шай карин, хаят нерцу.
как высоко, это же говорит о чем-то, что эти пласты сдвинулись, как образовались горы, что когда-то здесь была вода и так далее и тому подобное. Тут много очень интересных моментов в нашем крае. И Виноградов увез не столько экспонаты исторические, я не говорю, что он этого не сделал, но там речь идет о документах, то есть об очень крутых документах, которые показывали, какие были находки, сколько башен, все описывается. И эти документы он увез, и якобы живой его сын в Краснодаре или в Краснодарском крае, насколько я помню, это говорили еще лет 10 тому назад, что искали на него выход, чтобы хоть что-то касающее нашей республики вернуть. Но опять же, я говорю, сегодня вот мы сейчас это обсуждаем, сидим с вами, говорим об истории, о нашей культуре, сидим в эфире, есть стукачи, сикофанты, которые сидят, слушают, они это сказали, надо нам первыми туда поехать. И они находят финансирование, они находят возможности, они находят мецената. Да, буди раз, первым, сейчас ночью, и потом ты, сколько бы ты это в Чечне не укладывал, давай, удивительно. Это у нас есть, это вы у нас своровали. Да, дерзок. Всем халдез нужно искать, нужно заботиться о своей истории, культуре. Ибрахим, если есть вопросы в Ютубе, сразу же хадайтла. Если у вас есть вопросы, задавайте. Для этого и существует наш эфир. Я здесь не собираюсь только сам говорить, но то, что нас мониторит и то, что работает по нашей наводке, это однозначно. А не работать мы не можем. Благо от каждой нашей, то, что мы обсуждаем с вами, есть польза. И нашей истории, и нашей культуре и так далее. Я еще раз хочу повторить и хочу попросить прощения. Я допустил грубейшую ошибку, когда рассказывал о Байсангуре Биноевском. Я хочу, чтобы все знали, жена Байсангура Биноевского была Белхто из Тейпа Белготой. А мать Байсангура Биноевского была Энгно. Я раньше сказал, что Энгно была его жена. Я ошибся, Бяхмобилош, я перепутал. Нанхала Бойсхари Энгно. Да, Бенохала. Зуд Белхтохала. Его жена не предавала. Его жена умерла при родах. Энгно на связи. Его жена умерла при родах. ساعات يبكي خي دواتين سون هوني هذا حالات سي شالتا يبقى دات بيلخ تواشني بينوشني يبقى دوال بيتان دا غاش بوشادين هما вот. У Байсангура Биноевского было два сына, Алвазарит и Айрибош. Обоих этих сыновей отправили в высылку, в Вятку. Сколько они там пробыли, я не знаю, но то ли 5 лет, определенное время, я сейчас не помню точно. Юхабош, она резко Алзарина, где-то от Астрахани до Хасавюрта, вот в этой области, поезде Хавалшона уехала, поднялась температура, лихорадка, и он умер. Так вот, по преданиям и по полевому материалу говорят, что его чудауштеса, мать чудала отравить винобаре. Сын Тагир вернулся домой, жил дома, прожил где-то 70 или 80 лет. У него не было ни одного потомка. Почему, тоже рассказывают старейшины, которые знают. Во время высылки им делали какие-то инъекции. И исходя из того, что он был женат и не имел детей, старейшины вышли, исходя из этого, сказали, что, видать, цель бесплодия холючет, умшлеленчутерду, бойс харишин кантан. Тайр не Олзер веллет, Тайр Динвисин, он Тайр точно так же, как и его отец, воевал против в этом сражении против Деникина в Веденском районе, нашем бойс хариканту. Точно так же он был проводником какого-то немецкого генерала, которого провозили. Этот материал я тоже опубликую, он у меня есть.
То есть несуществующий Байсангур Биноевский, оказывается, еще 2 сыновей у него было, понимаете? И взяли его совсем не так, как многие рассказывают. Благо у Бойсгара было 8 братьев. Считается, что итого было у него 9 братьев. Имена этих братьев я опубликовал, у меня на странице есть. Эти потомки остались, они живые. Вот. Связи велишь, он так когда нарнеец Руслан Бузуртанов со своей академией начал оскорблять, якобы ему прислали вопрос, оскорблять его инвалидом, называя его конечности, вплоть до гениталий, у них это любимая тема, начали оскорблять, он вышел, пришел в эфир и сказал: «О шунахига, о беношин, чирхай хорю, ашайстек сацава». Вот это был один из потомков прямых Байсангура Биноевского, прямых полкуда, он вещей технина получал. Дака 4. Да, К4, они после этого еще что-то там, кто-то вякал там из нарнийцев, но без лица, как всегда. Вот. Без больше мобати, что это нравится. По ДЛГ там был, оставили в покое. Да, они говорили, Сюришан, это и на Хилбати. Сейчас так-то они начали писать. Сейчас мне буквально 2 дня тому назад написал один, откуда вы знаете, что Байсангур был, где сказано, что он был без руки, без ноги, без глаза был. И он сейчас будет. Но, как всегда, не имея своего, нужно же прикапываться. То есть у них человек без головы 3 дня мог воевать, а оказывается, без руки и без ноги Байсангур не мог существовать. Но я это к чему рассказываю? Многие вещи перевирают, многие добавляют. Так что Байсангур Биноевский без всякого преувеличения был национальным героем. Он был принципиальным человеком. 99% Алмегаду, что сотешно то, что опубликовал я, материалов где-то 10-13 Шапи Казиева и других, которых я опубликовал, подчеркивая, что он был в Гунибе. Я этом уверен, на 99% уверен. Уверен, что в дальнейшем в жизни вполне возможно в некоторых архивных документах, и мы это найдем. Но благо даже среди Сюрии есть достойные историки, которые говорят правду, не боятся и пишут. Там, допустим, как и Шапи Казиев. Но есть и такие, как Юсуп Дадаев, который сперва в своей первой книге написал, что Байсангур Биноевский был в Гунибе в 2008 году, а потом, когда Сюли на него наехали, во второй книге он исправил, убрал этот абзац. Но благо у нас первая часть, как он написал первый раз, это есть, мы сохранили, и это тоже опубликовали. Уаймадати двищи наш. Альхамдулилlah, что мы можем это, я себя сейчас хвалить не собираюсь, но зафиксировать, у людей даже нету таких ни косвенных, ни каких-то маломальских полевых материалов. Они и то цепляются, выдумывают, ставят чужие портреты, пытаются сделать себе героев. А у нас реально существующий национальный герой, и кто-то пытается или отдать, как в случае Ташу Хаджи Саисанского, называя его Ташу Хаджи Эндереевский бог, уже естественно, вой волдер, естественно, ногчичуалдер, вой и цетюлдер, вой и хастодер, вой из-за реально личность Йолдера, вой естественно, от этой нахинцун цехи, на Ташу Хаджи Эндереевский, от этой. Причем тут Ташу Хаджи Эндереевский? Ташу Хаджи похоронен в Сесна, Нохчичуя, воевал. Больше всего сподвижников его были Нохчи. Здесь он является и непосредственно религиозным деятелем, и политическим, и историческим деятелем нашего народа. Ауахош, сунха, иштмаал, и гонки он мичаха, и гонки хаала, хацу гонки махбюцер, яцу Нохчи махцахаар, и так далее, и тому подобное. Но такими доводами, вы извините, мы сегодня в 20 веке, 21 веке видели, как человек, являющийся цюнге, гергернах, цюнда, деда, давялен кешниш хагоч, har нохчи до твохтай панду бошу стагу, шегар интервью, хаваться он кего алхадж. Все.
Он говорит, а все остальная правда, 99% правда, говорит о том, что и ночью. Ну, целая акция, витаешь, халитвой, унки. От таких мы, наоборот, даже отказываемся. Но если я привожу примеры, Хампашу Нуродилова и так далее, Мутушева и всех остальных, Мовла Висаитова, они тоже записаны были не как чеченцы. Если бы мы остались, так бы оставили нас депортации, если бы мы растворились, они были бы героями и терских казаков, и дагестанцев, и кумыков, и всех остальных. Но благо Всевышний Аллах помиловал, и мы вернулись. И сегодня ищем. И если бы сегодня в Аухе 23 тысячи молодых ребят, воинов не ушли на Великую Отечественную войну, можно было бы назвать их предателями там Родины. Но так не бывает, когда у тебя из ауховцев половина населения ушли на фронт, погибли, и ты их называешь предателями Родины. Где? Они что, были во власовской армии? Нет, ни один не был. Ни один не предавал, не переходил на другую сторону. Это ауховцы, это новчи, которые сегодня уже на протяжении стольких лет пытаются восстановить свой район, исправить историческую несправедливость. И федеральный центр поддержал их в этом законе о реабилитации. Говорят, отдайте дома. Вы же мусульмане, вы же соседи. Нет, они построили новые микрорайоны. Говорят, уезжайте, они не уезжают. Ставят условия, то за деревья им деньги нужно, то за переезд им деньги нужно, то если им один дом был дан, и там семья выросла из 6 человек, они теперь говорят, не один дом, а 6 домов дайте нам. Мы там деревья посадили, мы пристройку сделали. И мало того, даже уезжая оттуда, они продают эти дома, не возвращают тем реальным владельцам, ауховцам, а пытаются их продавать сюли, если это лакция. Если лакция, это, если сюли продают, то продают лакца. И модей, это реально, разве это не так? Разве нету таких случаев? Уйма. Это несправедливое отношение? Конечно, несправедливое. Тут речь идет о восстановлении Ауховского района. Живут там кто? Ладно, мы могли бы сказать, что там живут евреи, могли сказать там русские и так далее, другой веры. Нет, это живут мусульмане. И люди, которые сегодня ауховцы говорят, освободите наши дома, отдайте наши земли, принадлежавшие нашим предкам 500-600 тысяч лет, что они делают? Черчтир, додатно, штадош, вы пришли в 18 веке, был штабиль. Разве этого не было? Разве этого нет сейчас? Есть. Разве в гости, когда одни ногчи поехали на лошадях с чеченским флагом в Ауховский район, разве они панику не подняли? Подняли. Разве они не завели уголовное дело на приглашенных ребят, кто их пригласил? Потому что приехали туда с флагом. А разве чеченцы Донова и их, кто искал могилы сподвижника имама Шамиля, когда привезли в Чечню, на руках их носили? Разве когда даргинцы приехали сюда в гости, их на руках не носили чеченцы? Носили. Мы относимся хорошо, а стоит на лошадях поехать туда 5-10 человек, они панику подняли, кто пригласил, зачем пригласил. Это проблема. Это реальная проблема. Это наша горечь, это печаль, потому что это без малого 200 тысяч чеченцев, которые проживают на своих землях, но не на своих домах и так далее и тому подобное. А сколько этих, когда шейхам различным арабским они относили, и когда шейхи говорили, что нельзя жить в домах мусульман, братьев, если так высланы, они начали переделывать вопросы, задавать шейху, а нет, эти дома на самом деле, им за них дали деньги, им за них дали другие участки земли. Где дали? Хорошо. Где это массовое переселение в другие дома, в другие участки и другие деньги, где им выплачивали? Опубликуйте эти списки. Где эти списки? Не так, что чеченцы поселились там в домах кумыков с кумыками, которые более к ним были мягкие, тяготели. Они знали, что испокон веков с кумыками жили чеченцы. Я не про это говорю.
Я про государственную программу говорю, о которой вы говорите. Якобы СССР им дал деньги и землю. Где дал? Публикуйте. Посмотрите, сколько и в каких районах, и в каких селах проживали чеченцы до депортации и после депортации. Почему до сих пор ауховцев говорят, что вообще 93 тысячи ауховцев, акинцев, 93 тысячи, когда их там 200 тысяч? Это же история. История. Документы зачитывали. Все, никакого разжигания нету, ничего такого нету. Но это часть нашего народа, которые живут, исторически жили там. И только в 1921 году их присоединили к Дагестану. До этого никогда они не были ни Дагестаном и кем-либо. Это было ауховское наибство. Ладно, за другие я не буду говорить, там документы и карты, все это вы увидите. Нету никакой фитны, мы говорим просто отдайте дома и землю тем, кому они принадлежат. И после этого не будет никаких проблем, ни с Газгунки, ни с Юлей, никаких проблем не будет. Мы будем, как жили ранее, соседи, дагестанцы, соседи Новчи жить. Просто и все. Проще простого. Но не надо там нести шейхам различным арабским в Иордании, в Сирии, Египте. Сперва приносить и говорить, жить в чужих домах это нехорошо, а потом говорить, нет, это вы неправильно поняли. На самом деле им за это дали деньги, и сегодня там они просят, это правы они или не правы. Коверкать, конечно, можно все что угодно. Элементарный пример Буэйс Арсатиев. Ни в России, ни вообще, нигде в СССР, ни в России не было такого олимпийского чемпиона, как он. Сколько он завоевал. Он сегодня не может заехать в дом своего дедушки. Находится буквально через улицу, что ли, там находится. Не возвращают, не отдают. Вот вам пример. Добрососедские отношения мусульман. Как нохчи что-то поднимают, сразу нохчи оказываются нациками, нохчи оказываются плохими, нохчи такие-сякие, якобы посягают. Да никто ни на что не посягает. Речь идет о том, что принадлежало им. А сколько есть документов или нет, ладно, говорят, насильственно переселили их с гор родных на эти земли. Ну вот пример. Звезда, герой Дагестана Хабиб Нурмагомедов в своем эфире, посмотрите, в Ютубе есть ролик, рассказывает, как достойно его деды, когда вернулись чеченцы, сказали, все, мы уходим, оставляем дома, это не наши дома. Почему не последовали примеру Хабиба Нурмагомедова и все не ушли? А он достойный сын Дагестана. Пример всем. Сегодня же у всех на устах он. Почему не последует тому, что сделал отец или дедушка Хабиба Нурмагомедова? Почему не оставят эти дома? Почему не отдадут эти земли? Сегодня лакцы начали оспаривать с лезгинами и говорить, что мы леки, это мы первые приняли ислам. Мне присылают ролики, видео. Мы первые в исламе, раньше нас никто не принял. Хорошо, если это так. Так будьте первыми в исламе и освободите. Дома ауховцев отдайте. Вы же первые приняли ислам, вы так говорите. То есть не лезгины, которые на самом деле де юре де факто первые. Говорят, нет, мы древнейшие, Хорошо, если это так, докажите, что вы первые мусульмане, проявите иман, ислам, собор, отдайте дома, верните земли, мечети, клубы, которые строили и так далее и тому подобное. Верните это. Никаких проблем нету, не делайте препятствий, не называйте людей, которые законным образом должны были получить свои дома. Вы препятствуете этому. Не чеченские националисты, не чеченцы, которые живут в Чеченской республике. Нет. И мы это все знаем, мы это читаем. И нет тут никаких проблем ни с кем. Ни с кумыками нету, ни с Юлей нету, ни Газгунки нету. И этот вопрос будет закрыт. Вы всегда ссылаетесь на федеральный центр, то федеральный центр это сделал, Москва. Так сегодня Москва вам запрещает разве? Москва построила вам целый микрорайон. Возвращайтесь, скажите, братья, мы пожили, давайте маслаат, салам, все, вот ваши дома, мы уходим к своим. Нет.
снова и снова. Так посмотрите, какие, у кого есть в свободном доступе эти деньги, вот точнее эти документы. Они же есть, эти документы. Из 3000 домов, из 6000 участков вернули добросовестно 68 домов, 600 домов чеченцы выкупили, и 2000 без малого домов, которые до сих пор не вернули и возвращать не собираются. Из общего количества. Про земельные участки и остальное я вообще даже не говорю. Это документы официальные, которые есть, вы можете посмотреть, они в свободном доступе. Мы говорим об истории, об исторической справедливости. Братские отношения нужно строить таким образом. Вот. Я буду говорить, в данной ситуации я говорю только за АУ. И вот таких моментов в истории очень много. Байсенгур Биноевский никому не мешает. Нам не должен Хапизов или Ипатия или кто-либо там Красный Горшок рассказывать и делать фитнес среди нашего народа и нам говорить. На самом деле Байсенгур не такая личность, были намного круче его, такие как Шуайб Мулла, такие как Талхиг и так далее. То есть это нам рассказывают наши соседи, тем самым пытаясь травить Цуантрой, Беной, Куршлой. А для чего это делается? Мозгов у наших не хватает разве? Они знают, что могут сыграть на тщеславие нашего народа. Но есть одна разница. Нормально умный человек, и знающий свою историю, скажет: стоп, ты нас не учи, кто наши герои. Шуайб Мулла наш герой, и Байсенгур Биноевский наш герой. И те, и другие наши герои. Кого мы называем, кого мы не называем, это уже не ваше дело. Никто не принижает Шуайб Мулла Центураевского, Талхига, Ахмада Зандакского, Эски, Ума Дуева и всех остальных. Это все наши национальные герои. То есть проблема в другом. Здесь речь идет только об одном. Вся проблема в том, что в Гунибе оказался чеченец, который ушел. А остальные обманным путем, добровольно или обманным путем попались к Борятинскому. Вот в чем проблема. Чтобы не было, что последний, кто ушел, сопротивлялся, был чеченец и так далее и тому подобное. Но ушел он оттуда или не ушел, не забывайте. После этого сколько лет? 3 года свое сопротивление царской России вел Байсенгур Биноевский. После попался и был повешен. Как он ушел из жизни, мы тоже знаем. Чтобы не рассорить между собой тех же дагестанцев, Сюли и наших, выбив сам стол из-под своей одной ноги, так сказать. Разве этот человек не достоин того, чтобы гордиться им? Вы же гордитесь Шамилем? Гордитесь. Говорите, он имам Дагестана и Чечни, хотя везде он написан как имам Чечни и Дагестана. Вы не хотите признавать и шейха Мансура как первого имама Кавказа. Хотя я сейчас буквально публиковал документы, и мы знаем, что он был провозглашен имамом, адыгами и многими другими. Он так и зафиксирован. И турки признавали его, называли имам Мансур. Нравилось им это, не нравилось им это. Да, его сопротивление было не таким долгим, к сожалению, или к радости, по-разному можно сказать. Но посмотрите, как его запомнили адыги. Под каждым его постом мне пишут десятки, если не сотни черкесов, и говорят: ни одного инородного представителя, ни одного народа Кавказа мы так не любили и не признаем, и не отдадим своего шейха Мансура. Вот так они пишут. Где мы говорили в эфире Ахмадом про фильм, что можно было про шейха Мансура снять. Вы знаете, что написали черкесы, адыги? Мы готовы в этом фильме полностью с обмундированием, бесплатно, даже если нужно, мы сами даже доплатим, чтобы в этом фильме сниматься про Ушурму, шейха Мансура. Вот такие вот братья адыги, кабардинцы, черкесы.
Это один народ. Вот что значит и как после этого. Сегодня плохо там пытался один, сельскохозяйственный чабан, не в оскорбление, я не знаю, кто он там, 2 класса образования, оскорбить шейха Мансура, называя его какими-то грязными словами. Было такое лет 5 тому, не 5, а года 4 тому назад, если не 3. Но он, не зная историю, что шейха Мансура огромное количество кумыков поддержал. Армии шейха Мансура кумыки занимали чуть ли не, если не 3 место, если не 2 место, то 3 место. Это были кумыки. Они поддерживали полностью шейха Мансура. А этот чувак, тракторист, я не знаю, кем он там был, 2 класса образования, сел и там где-то в школе рассказывал, пытался объяснить, что он был там чуть ли не предателем и так далее. Все это видео видели. Потом, благо, достойные кумыки сказали, что он вообще недалек умом, что он несет чушь. Тем самым он чуть ли не перечеркнул действия своих предков. И я понимаю, сегодня федеральный центр, Москва разрешает изучать свою историю, разрешает печатать научные статьи. Никто этому, в принципе, не мешает. Главное знать грань всего. Историю изучают для того, чтобы не допускать ошибки. Шейха Мансура фактически и всех адыгов, черкесов без малого сдали турки. Они не поддержали, они сдались. Вот что произошло. Персы отдали Дагестан. Этому есть доказательства. России. Посмотрите, и Грузию отдали, говорят, России персы, которые владели разные периоды. Если нет, значит, эти источники все врут. Наше дело только прочесть. Если есть какие-то персидские там источники, давайте публикуйте. Турецкие, давайте публикуйте. Мы их тоже будем озвучивать. Мы знаем только источники российские в основе своей. И упрекать нас в том, что якобы мы знаем только то, что нам дают российские источники, а сами зачитывают их. Мне просто один баран зашел и пишет: тебя Даев размотал, он доказал. Он мне говорит, ты зачитывал только российские источники. Так я еще раз повторюсь, для баранов необразованных и чекиндезов. Я как раз-таки никогда не говорил, что российские все источники недостоверны. Я сказал, что Даив, упрекав нас, что мы зачитываем недостоверную историю, сам сел и зачитывал российскую версию истории. Да, благо во второй версии, которую вы там бежали, плакали, стукачили ему, ныли, где он вас назвал просто-напросто рабами, поскольку дань дают только рабы, а он сказал, что все на Северном Кавказе давали дань Тамаре, царице Тамаре. Весь Северный Кавказ. Вы можете посмотреть. А значит, вы рабы. И радуетесь, и пришли, он опустил там этого, 3-го, 10-го. Он меня не опустил и ничего не сделал. Он просто взял книги российских источников, сказал, я могу доказать, как 400 лет чеченцы, ингуши, дагестанцы лизали русские сапоги. Я это могу доказать. Разве он не сказал это в своем эфире? Если вы думаете, речь идет только о чеченцах, вы ошибаетесь. Нету отдельной истории чеченцев и ингушей. История одна. Так что, когда вы говорите, что меня якобы развенчал, я ему указал и показал его слабость. Упрекая нас в том, что мы используем российские источники, он сел, просто зачитал российские источники. На самом деле нужно быть валиком, нужно быть бараном, чтобы не знать того, что ты слушаешь. Просто потому, что он говорит гадости там, про чеченцев или про остальных. Я не знаю, за каких блогеров он говорил,
Но я говорю, Даев, если или любой человек из того, кто говорит, что я работаю на спецслужбы, если он является мусульманином, этот человек, я готов в любое место, если нужно поехать в Саудовскую Аравию, положить руку на Коран и поклясться, что ни один день не работал ни на одни спецслужбы, а выше, чем религия ислам, ничего нету, не работал никакой, я просто занимаюсь блогерством, занимаюсь нашей историей. И я всегда говорил и указывал, что Шейх Мурза Акотский до Даифа еще, когда не знали, кто такой он, я сказал, что договор Шейх Мурза Акотский заключил с Московью. И что такое челобитное, я прекрасно знаю, что такое холоп, я знаю, и все остальное знаю. И знаю, что такое толмач. Если для вас он открыл Америку, и вы после этого просто писаетесь кипятком, и у вас трусы намокают из-за того, что он оскорбляет. У вас фетиш такой, походу, когда вам нравится, что вас называют данниками и рабами. Но у меня этого нету, я давно из этого возраста вышел. Вопрос кто хотел задать? НН, говорится, Хатрач. Вы задавайте вопросы, и это не обозначает. Ассаламу алейкум, Кисауза. Валикум ассалам. Тардаса, когда Да. скажем, геймер болурса, соужадик, жимуатсу башлам. Жимол шана, тадена налгеш дольца. Цу сермак борцоя, yok змея и церцу сих. Юха. Ну, сермак. Это дракон. Сермак это дракон вообще-то. Сермак это дракон. Адола. И сермак бьюцерцу шкуза войца цана хилла бокш. И дюч, ну цуй цана хангиней цаш. Юхи хэч ворсу, хэч гана того шубо. Шин дагдом бош твой да идея вошитхон. Мен блогер гана хоуша кэ тюбша яца. Цана от сермак боса yok змея босар. Цюн цана шубан цада. Ну цан цига ома кырцаир бош. Это где-то 70, наверное, 7-й год. Цюна вообще ома хизайон и сермак изменяешь да, вот да, по этой теме. Конечно. Это из нашего фольклора, и многие инсуэши почти цанхай на херуал уверенно усо. С Асдица Дицери Хасан Бакаевец Булаха Язинчая Нацуа. Он рассказывал про волка, я вам говорил. Так вот эти предания, сказки про сермак, они были у наших баккачар, дючхилай, сермак дючхилай, бьюхми квартлаш дольшбари. Это речь идет о фольклоре. И об этом говорилось. И даже не так давно, в 90-х годах, когда еще шла Первая Чеченская война, и про сермак, и про хиннану, который является языческим божеством. Это вот перешло, как говорится, хиннан олвай. Это то же самое, это со времен язычества. И сермак это со времен язычества. Я не могу сказать, что драконов не было, были ли эти драконы, были ли это динозавры, но факт остается фактом, что речь о больших змеях почему-то каким-то образом начали называть, что они являются сермаками. Но в реальности сермак, насколько я знаю, это были драконами. Эти сказания, в преданиях у нас очень много. В сказках у нас их очень много. Но еще раз хочу пояснить, что только у древнего автохтонного народа могут быть такие предания. Это дело не в сказках. И вы знаете, что легенды, мифы, на нем и складываются в основе своей истории. Возьмем то же самое Троянское сражение, которое было совсем не таким, как они показывают. Ну и многие греческие Илиады и так далее и тому подобное. Это тоже миф, легенды, но сегодня из этого превратилось в историю. И сегодня реально люди думают, что можно 300 спартанцев могли одолеть миллионную армию персов, что, конечно же, является полнейшей чушью. Да, преувеличено, да, приумножено на десятки, сотни тысяч. Вполне могли 300 человек там удержать, там, ну, может, 5-10 тысяч в каком-то узком ущелье, что могло быть. Но преувеличение, без всякого, как говорится, пафоса, голливудские фильмы могут сегодня это приумножить, и вы знаете, или преуменьшить. Все зависит от финансирования, все зависит от того, кто напишет, как говорится, больное воображение у людей разное. Ну, или фантазия, хорошо, художественная фантазия, так назовем, не будем оскорблять. Вот. И возьмем примерно людей, которые говорили, что шейх Мансур уходил с десятками
чеченцев, остальные его якобы предали, что оставили. Но мы видим из тех же исторических документов, мы видим, что сегодня мы узнаем и видим по документам Дубровина, который писал после 70 лет смерти шейха Мансура, писал, что вся Чечня была на стороне шейха Мансура. Без исключения вся Чечня написано, и не только. И в основе своей взятие Анапы и взятие в плен именно шейха Мансура, первого имама Кавказа, было для них самым важным, потому что остальных, тот же Баталпаша, был отпущен Турции, причем он был награжден в Турции. В честь этого Баталпаши сегодня есть название Баталпашинск, находится, если то ли не ошибаюсь, то ли в Ставропольском крае, то ли в Черкесии где-то есть село Баталпашинск, насколько я знаю. Но человек сдался, человека наградили, причем с обоих сторон нас, если я не ошибаюсь, документов его наградили. Вернулся в Турцию и живенько, здоровенько, все нормально. А вот шейх Мансур даже не удостоверили, как говорится, в некоторых моментах говорят, что его показали императрице с окна, но боясь, что он может ему понравиться, он был очень красивым, высоким, статным, молодым человеком, зная его непосредственно и граф Орлов, и остальные, кто был непосредственно, как бы назвать их-то, ну ладно, приближенными к императрице, не захотели и сказали, что он варвар, не умеет себя вести и так далее, не позволили встретиться. Есть такое сказание тоже, насколько достоверно, Аллаху алям. Поэтому, что касается сегодня описания каких-то вещей, сегодня, если ты поедешь в Галанчорский район и более старших поколений, там есть рассказы про нарт, Нерч, Сандов, Маштольш, там, про нартов есть рассказы, что они были чуть ли не 2,5-3 метра ростом. Про Алмаз Шхляц есть рассказы, то есть Адам Алмаз Олш, Дахкидома, что они были, чтобы их видели люди в тот период. И это буквально в 20 веке еще обсуждалось. И есть сказание, что якобы перепрыгнул с одной горы на другую и разрубил гору, и они показывают эту гору разрубленную. Якобы. Что с чем-то, что дальше. В 95-м году доелали, и вот дух и сермаш, и нарт ногчи, дак и дермаш, милора турпал айлу тюан борен, и тубга эслеха ербу, тубга больше увы на самом деле. И умшка, дюсик шамердаг, ну цу муду и сермак муду сархан, сермакан дуалвел цалетта бокш. Да, есть. Да, конечно. Нет, я это, опять же говорю, этих рассказов очень много было, где победил, где показывается доблесть. Это все есть. И, кстати, и Ермолов, и Берже об этом же говорят. Если есть на Кавказе какой-либо народ такой, который есть такие сказки, мифы, и якобы неправда, он говорит, предания, как у чеченцев, ингушей, что нету никаких национальностей, как у них. То есть у нас очень много мифов, легенд и сказаний было, огромное количество. Причем раньше они передавались от наших бабушек, дедушек в устной форме, то есть не в письменной. И я вот предание, которое услышал еще в 80-х годах, я узнал у Хасана Бакаева, что впервые его опубликовали в 1992 году на журнале, у нас, в чеченском журнале. То есть это уже позже. Заметь, это не 80-е годы, это не 70-е годы, когда был Чечено-Ингушский государственный университет. Ни одно из этих легенд и преданий не зафиксировано нашими так называемыми, не в оскорбление, историками и так далее и тому подобное. Ибо если бы это было впервые упомянуто, я думаю, когда их публиковали на газете, это бы показали, сказали, что это в научной работе там отображается у этого. Но этого нету. Это же говорит о чем-то. Почему эти народные предания, а они-то их тоже слышали от своих родных, они не были опубликованы, ни в истории не были, ни в качестве легенд, ни мифов не были в научном обороте. Почему их не было? Что этому препятствовало? Потому что, знаешь, почему не было? Да потому что это антинаучно. Это никак не доказать.
Но, извините меня, зато русские же прекрасно, мы не в укор говорим. Есть у них прекрасные сказки про говорящую щуку, про там печь, которая скатерть-самобранка. Никто не отказывается от этого. Это публикуется, это в сказках и до сих пор даже на новый лад это публикуется. Есть люди, которые умеют сохранять и делают из этого культурное наследие. А есть люди, которым говорят, это все фигня, это не нужно вам, это... И тем самым мы теряем свое культурное наследие. Это большой минус для нашего народа. Много ли сегодня, вот возьмем пример, я приведу, я не в укор, не в обиду нашим женщинам, вы спросите всем детям, которые там, матерям, которые родились в 2000 году, хоть одна мать рассказала про этого свирепого волка, с которого сдирал ветер шкуру, про Сермик, про Хиннану, про Делу, про Селу, про эти все сказки, мифы. Хоть одна мать знает, если вы спросите у прохожих сегодня, рожденных, я даже не буду говорить в 90-х годах, я скажу 2000-х годах, сегодня им по 24 года. Какая мать рассказывала своему ребенку об этих преданиях, сказаниях, сказках? Ни одна. А то, что мы читать не любим, это знает каждый второй. Мы знаем, что сегодня, я тебе скажу на самом деле, Мадар Дюйцану, сегодня Тамаева и Вахарагова, или там других каких-либо, не знаю, людей, которые находятся в Инстаграме и так далее и тому подобное, знает намного больше, чем Турпала Нохчу, или про Хейнану, или про Селу, Делу. Не знают люди. А почему? Потому что растят их только тем, что нужны айфоны, крутые тачки, двухэтажный дом и все. Больше ничего не нужно. А этим народом, у которого есть только эти ценности, материальные ценности, этому человеку завтра, послезавтра скажешь, переезжай, он переедет куда угодно, отдаст и земли, и горы. Ему нету дела ни до наших башен, ему нету дела ни до истории, ни до тейпов, ни до юрта, ни до кого. Это человек эгоист. Это человек, который живет, только чтобы по вкусному пожрать. И не хочу дальше говорить, что делать дальше. Ой, И это не в укор, это еще раз, это наша большая потеря нашей матеря. Не знаю, сегодня, когда ты ставишь, я вот поставил там, когда пели, мать с детства пела там, Дади, Борзи, Анани, Кварни, Дохабош. Никаких колыбельных песен нету сегодня у нас. В руки телефон отдают и смеются. А мои дети такие продвинутые, они в этом возрасте могут зайти в YouTube, выйти. Да еще что здесь в этом такого? Чабану отдай iPhone, через месяц он научится им пользоваться, который не имеет никакого школьного образования, ему хоть 50 лет. Речь не об этом, не в оскорблении Чабана, я Чабан называю, потому что это самая как бы простая профессия, грубо говоря, там, хотя это тоже сегодня не назовешь простой. Я поехал в село, я увидел детей своих родственников, которые не умеют на дерево залазить. А им 8 лет, 7 лет. Дитти халабы училищный шахцахатцан. Бел шахцахатцан. Вот вы понимаете, что это общество, у него нет никакого будущего. Если эти люди не умеют выживать, ход лозутся, не знают эти люди, реально гордятся тем, что якобы эти дети, это плачевное. Мы поколение умрем, они не будут даже этого знать. Это большое упущение. А Сермак, Ахляц, это все предания есть, где побеждали есть, где рассказывали. И сегодня осталось, как говорится, в преданиях эти, и сегодня больших змей каким-то образом начали называть Сермак. И что это было не то, что ты говоришь там в 70-х. Это было в 90-х годах. Эти Сермак, Гинекешнишка, Цакешан, Угдяхкан, Арбел, Юртер, Нах, Герш, Яцбабан. Такое было. Ничего нет. Ну, называют, старое название сохранили, ну, а, как говорится, древнее название. А в реальности это и входит и в легенды, мифы. Еще раз повторю, что история в основе своей
собирается из реальных событий, но не исключено, что там используются и легенды, и мифы, и сказания, и как устные, так и письменные. Ишталдук. Юха ас бяхмы было хасам. Сам, да. Юха ш синцани сейшт. Со тюнсан халқи, ну, да, на тан айндут, он тюнсан. С бабушки сани, что айндук со. Санс ину что адыртха, доклак из ину ждыртха. В общем, согодить вам. Со дюцер халга раска хабахли революция ли сюли буй. Шехабо бежно да жуш. Специально метка лацерцы галу лахаю. Абсолютно. Жимюр ты всегда мал да уйди. Я мал уюртер на да был хишер да бояц. Тазудаш бахку бояц вот улгат ину да бояц. И шум ждется. Ты шлах. Юха от своей юртюй сега тайпан шоке. Мял бы принимать ваш гла, ну сигалгай, ну вей буй, нох чигалгай. Да. И сюли категорически почему-то принимать бяшсела, не говоря о гаске. Хуахл хильчаишта. Юх асюн мял хектор дуй. От сусун ответ садилар хэнс дисовый бусур в дубош мадюцелевой. Хуахл и сюли принимать бяшсела. Именно от тейпан дуй на, не знаю почему, ну, не говоря о русских. Вот и умдуй я так и не понял. Вот именно по теме бусур хильч вот эти модели. Вот и принимать даже целых на вот свой юрт тейпан воли, тейпу кышт. Ищется сам ходок сега. Я могу тебе ответить и заодно привести один пример о краже и воровстве. Буквально недавно я прочитал статью, пишет один Сюли, имя называть я не хочу. Он пишет: вы забыли, Бах, именно Сюли пишет, вы забыли, у нас были традиции Бахцо, Вадуа. Сразу ты вспомнишь, о ком идет. Когда к нам даже приходили какие-то мастера, мы их в села не запускали, поселяли их на окраине сел, и не разрешали им жениться на наших женщинах, и не разрешали им оставаться на наших землях. Они могли только временно находиться на нашей территории. И этот человек пишет, Сюли пишет. Просто. Понимаешь? Это Дагестан, где 40 разных национальностей. Вообще бакьоти. И у кого он это взял, мы прекрасно знаем. Это у нас в истории это все зафиксировано. Но он пишет и делает ролик, говорит, что есть чистые, нечистые, пришлые, не пришлые. Полностью уэйчунт ирхаят стоится. Это раз. Это отвечая на твой вопрос, ты поймешь, почему я это говорю. Презрение, дело тут даже не в исламе. Инса, буквально я год тому назад был в Шаройском районе, а вы знаете, Шаройский район это самый такой район, который Сюли с нами оспаривает. Очень сильно оспаривает, называя его своим. Так вот, я был в Шаройском районе, и я спрашивал о традициях, о баккачнах, их дючтар, перевод дюч, часанца, цахия, чирдешни, что ж, харчаш ворса. И этот человек, ему лет 90 было, если не больше, если я не ошибаюсь, то ли 95, то ли 97. Это хадюц и хабоцу. Шули барбацу, шаш бочи хабоэ, шаш лай шар ланшка даждотер церк истребах, хун даждотер альча, и наха чопэден барбацу. Он не с плохой стороны о них говорит, но он говорит как есть. Хун альча дин цаник варги барюш шейца вельча боди хабоэ, то есть уплату того, что они пасли на этих землях, они мало того, что платили какой-то там овчиной, то есть определенный шейцик, а даже дардуй, но шейстек гол мовельна боди хабоэ, дади что ламаз деш дакли чуаш тавуша, имел дол хундари, или илдеш барбахуш. И на тот период шар махцар шейбу бош, вот даже на тот период сейчас зудрица будет бах. Это только сейчас лицо в 21 веке и после возвращения с депортации цац получается зудрица балина. Не дабаветин, а балина. И то те, которые остались на наших землях.
Шаройского района. Что касается остальных моментов, что говорится в Кавказскую войну, имам Шамиль очень сильно хотел эти вещи убрать между нашими народами. Пытался. Но, опять же, все сохранилось. Цо ей бог байтар, цо чеберлай, халакбяш, техиецар, шарвай, баг байтар. Это все сохранилось. И вот на подсознательном уровне дала муха дала еще мадар дейчесон из лиц, кукварги валцалясон. Но, как говорят российские источники того периода, они никогда не считали, ногчи никогда не считали их своей ровней. То есть, вай эли ду оларцар, а царь не укалейш во оларцар. Царах эли минутца, царах лей минутца. Вай шадыш эли ду, царь не укалейш во. А на самом деле это так есть. У них же были ханы, у них были рабы, и много такого было. Разным убейте габиш. Из-за этого максимально, хотя, вроде бы, адыги, черкесы, это Черсия Хабош был, их принимали политическими беженцами. И до того, как имам Шамиль, очень мало людей, которых переселились оттуда сюда, до имама Шамиля. И только после прихода имама Шамиля появились в многих районах и даже на предгорьях некоторые тейпы, которые были им подселены сюда. Вот. И эта проблема была. Но он делал это с точки зрения своего устройства, своего государства, своего, имеется в виду, нашего общего. Но эта ситуация была. Сегодня эти вещи, даже сегодня, на сегодняшний день, любой ахкишката, ауха ашбу, цанука, я панкися ашбу, нохчишката, тига ашбеш, ауха ашбуш, Иордания ашбеш, на самом деле очень малый процент хаяли наш бу, дайлит нашим, это вообще почти бац. Цанцаля церс и. Ты сегодня ауховца спроси, ща милу хуш, ща варидейшка дуинда, ща орам цена буш, учим цаля. Я дайлита цаля, тем более, есть хаялу цаля. А почему? Циц дуэн дукай. Сунцаха. Я не могу тебя... Просто когда хадиц воллой, это будет немножко попахивать временами джахили. Иш там, вы просто, он не денис. Я шватрусу, вот схрена, ой, цажима, ой, равнях, ешь сарлах, вайн, модердиц. Это четко описывается в истории, я это публиковал, Чуах Карура Юшуни публикация, Сюа Ира Юшуни описывает пленный солдат, русский солдат, который описывает, как относились, с каким презрением относились. Мало того, что... И как раз этот момент и описывает, что чуть ли не каждый перским, бюсин перским, дина толпами хузи. Эцуал хал ашбол ногчи шухасади аборюша. Цершю охбонш прямо мил хомахбол. Ногчи шеш мел қи ашбол расагин хум лурцан. Эшт лязим букуш. Тагана сагди харам воду дикту ацабас. Это горан шен. Да, лязим чуно бедвервац, но такая ситуация была. По крайней мере, исторически оно зафиксировано. Но уже во время имамата ситуация начинает меняться. И Шамиль, одна из примеров того, что Шамиль хотел сблизиться с чеченцами, чтобы чеченцы доверяли и шли с ним до конца, это было, когда он женил своего сына, который не хотел и которому нравилась какая-то девица, там и описывается, на дочке своего наиба Талхига Аргунского. Цо ияли, цо елла эн. И момент ерхуэн, алла щухующий последний, алла шашни, даст нардей щухующий, уняден цель, уняден, швейца, бацо, каусиш бош. Асиица и цири эфиря. Этот момент, и где там четко дальше в этой книге написано, что имам Шамиль запрещал своему сыну Джамалдин Вармячусону и Галцеваля. Запрещал своему сыну, когда тот первый раз пришел жаловаться, что у них дикие обычаи, он говорит, дикие обычаи, то есть да, его швяча
și mai și dațăiuși și deții, veșiții, iși borciu, ce adaiuși el. Idiki nrau și ucăroce și înțegină și în făsăhieti nrau și boș. И волна имам Шамилу Мегердакс он запретил разводиться, поскольку это способствует тому, чтобы сближались ногчи, ну, грубо говоря, имамат был крепким. Пытались сделать этот интернациональный брак. وابشلون А, بعضك بخل ديسين سيد تو لامچور تيب توتو يوخا оцхена ха чё сосоум шсаюшум лелина лил дорни да допустим тадевыша ерцуш шмубара ялча сар тхатей понимаете юалцейтер да. инца тадево инц далгештур воко ош ворса чё оцаню айцани чё шизахлу шештка зар ил бил варио иламро яц тем более яцел исаялитер юдевыш беши цаялеч оцхена это где-то 80-е годы дубы. Чё это союзом жду клеил дору схена это нацизм. Это даже не столько в нацизме, Ваша, это даже не нацизм, братан. Это Италия, Штейна, ой, оскорбление собак, на сегодняшний, 80, Италия, Штейна, есть некоторые тейпы, которые не разрешают жениться ни на ком, кроме как из своего тейпа, и мало того тейпа, даже Вирда. Шайвирди Шиби, Даял не разрешает. Есть такие сегодня, там бухнешь. Свободен, шейта и борьбе, я лучше мекшпуха. Да, есть это. Наоборот, против этого мекшма, да, целый адат, шейта и борзуцели. Из адата. Да, смотри, здесь есть адат, а здесь есть и какое-то религиозное течение. Это есть. Адат, я ложь мазовала. Адат я запрещенный, да. Вообще не то, что ам. Я ложь, мазовала, ты пониш ложь. Ну, дольше дукой, дольше дыркой. Ну, когда, допустим, ишь, дешь дукать по сегодняшний день, травить же, что человек ялин, зудаш буй, и сейчас она аорт, он хаклуш, бог гягерлу, хаклуш, ну, в смысле, это... Да, не прямое родство, да, я понял. Да. Ну, и шамелок, ишь, духнуть из низ, мадати, мадарячи, все как это вид ключен, дуак диланчин, я или ездил, ну, обязательно из-за игума и крайне резкий консерватизм. И если мы переходим с точки зрения науки, чего диктить читать? Потому что обычно дети от таких браков бывают то есть диебардуй, ледрухул, а даже иждебня цера шея ишцац цемгашхулце, чо гучи лош. Разные больничные из-за бадыгдича и хума сунаетря. Если я не ошибаюсь, как мне сказал один из ученых, из-за все-таки перекочевало со времен Джахилии лоштуй. И Джахиль в Болханере, Цухендуин да Хадух, что Ошумдуй. Это было на основании того, что Талана мы называем чистокровные Оштухумдуй. И Гумларда, они в прямом смысле этого слова, то есть ты J2, из ДНК стич, она должна быть J2, из понимаешь, вот о чем. И есть такие, немного, но есть такие. Это, конечно же, диномагендации. Во-первых, Саадат, Цамуа, и Хума. Если так говорить, Мадардича, Ашикзам Ердушин, смотрите, возьмем примерно тайп дышни. Жим тайп дати, токум юкидош дати, цан аур юкидош дуй. Я поясню, почему. Дышни токум юкидош дати бокуду. Дышни вообще и томкалинские, они вне токумов. Но есть, не забывайте, дышни, которые живут в Веденском районе. И они хотят, они или не хотят, они входят в состав нохчмахроевцев. Так что я хочу сказать про дышни. Дышни тайп анюка есть все 4 гаплогруппы, составляющие нацию нашего народа.
дышный J1 был, дышный J2 был, дышный Q был, дышный L3 был. Чтобы было понятно. L3 Eqi loş bas başla. Какой был L3? А вообще, чтобы понять. И можем ли мы сказать, что все эко сегодня только L3? Это тоже неправда. Ну да. Можно с уверенностью сказать, что есть и J2 среди них, и J1. Потому что, еще раз повторю, в Чеченской республике среди миллион чисто военных человек, 1,5 миллиона нашего населения, ДНК дает 20% ночи хандать. 20% ночи не сдали ДНК. Чтобы было понятно. Но Хакара и ДНК там сводить мудо, как они говорят по ДНК. О, тайпан, сам фамилия, сам сдать, и чани, да, должен дать. Дать. И доти есть элементарное доказательство. Но эти вещи могут докпитанда еще шметик бой. Я поясню почему. Документик шут эмш бөлчхена иши халкаин цо ши халкаин болнен хваши тайпан цехаят. Масла нот сер хилтаро там, допустим, бено. Но халкаина и алрош. Цундага цегина велла цундажи мошен дуинда. Или там определенные разные, или от чумы умерли, или от болезни, или от того. Нейн хваш дехвачун бисин баца нейн хваш хавалу қи вашкула. Так доинч чиршёш меттикш бо хавален ишт халқин. Шей юъва волдери. Қиети шо? Хавален. Я масла бах асам иши ва халқин я қидек дала ешичи я берца хулш вала ха вашу хавел давел ишт момент шуш. Цундера таганлештина ходайл волвелче многие вещи ты сможешь не объяснить. А есть еще и те моменты, это не секрет ни для кого. Тагана есть элементарно простая вещь. Сегодня, если говорить медицинскими терминами, есть люди, которые бесплодны. Или мать, или отец. Они делают сегодня оплодотворение. Медицинским образом искусственное оплодотворение. Само собой, при выборе вот этой ДНК, если выбор хаяла, это, конечно, база данных, крепкий он, ну, это тот, кто медик, может понять меня. То есть уживаемость высокая и так далее. ДНК многие вещи показывают. И если сегодня такие базы данных есть в нашей республике, ДНК ногченик харю. А если они делают это где-то в Америке, в Германии, примерно басом, в Швейцарии, Израиле, как вы думаете, чье ДНК будет и какое оплодотворение будет у этих людей? Конечно же, это повсеместно, это не касается только нас. К сожалению, 21 век породил очень много заболеваний. Использование фастфудов, использование вот этих, как бы смешно ни выглядело, использование памперсов приводит детей многих в бесплодие. Малая физическая активность приводит к бесплодию. Это большая проблема, и это знают и генетики, и знают это медики. Многие эти вещи не обсуждают, и там и ролик, да, я чебила, бюле, особенно зудришь, худуешь, сапамперш, дышишь моей, сапамперш, ездишь моей, и все остальное. Я еще лет, когда только эта компания начала развиваться, я видел выступления шотландских ученых. Они рассказывали, как делали бесплодными испытания, они как проводили бесплодными, делали своих некоторых баранов. То есть особый вид баранов, которые не хотели, чтобы они распространялись. Они рассказывают, каким образом закрывали определенную часть, держали его в тепле, и после этого этот баран оставался бесплодным. То есть он набирал большой вес, но оставался бесплодным. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть и они сводились к тому, что вот когда на протяжении от рождения ребенка до 5 лет, если этот ребенок будет находиться в памперсах, что это время будет всегда держаться в тепле, я уже не говорю о том, что там он может собраться определенные там отходы человеческие, то этот ребенок
там некоторые носят до 5 лет, до 3 лет, что этот ребенок автоматически становится, со временем станет бесплодным. А эта болезнь, БИЧ, это сегодня без преувеличения даже в нашей республике, как и во всем мире, 99% женщин используют памперсы. И Понятно. оттуда возникает проблема, что могут быть бесплодны. Оттуда дальше идем. От бесплодия им нужно, само собой, делать искусственное оплодотворение. От искусственного оплодотворения мы увидим такие ДНК через определенное время, которые покажут, и ты не сможешь никаким образом доказать и сказать, что он чистый, нечистый, потому что, ну да, мать выносила, да, все, но ДНК это будет чужеродное, инородное. Эти проблемы, это многим может и показаться, что это немножко, но мы, поскольку знаем, что генетика непосредственно связана с историей, и она показывает происхождение от отца или от матери, там речь не идет именно мужское, там речь идет и о женском, а то, что женщины могут не иметь. Так, точно так же, если вообще женщина не может быть ни суррогатной матерью, берут или суррогатную мать, эта чужая женщина вынашивает ребенка. Это современная реалия. И если вы думаете, что мы не столкнемся с этим, если будем жрать вот эти фастфуды, если мы будем это геном модифицированные, есть овощи огромные, арбузы, которые появляются в январе месяце, которые мы едим, хотя прекрасно наши отцы и бабушки говорили, что арбузы поспевают в августе месяце, а до этого это нитраты, это отравление, нельзя есть. И многое-многое другое, это, извините меня, вот эти гамбургеры и эти хот-доги везде, которые продаются, эти же суши, которые у нас нету нигде рядом такой морской рыбы, которая используется, допустим, в этих питании. А питание это является первым, как говорится, более выносливый ложку. Почему? Потому что они едят в основе свой натуральный продукт. Ламрой это даже неправильный термин. Мы никогда не говорили ламрой. Ламан хуай ошхала. Ламрой это вообще даже другая национальность. Они не на самом деле... Ладно, это как-нибудь другой раз с вами расскажу. Ламан горец Бог, да, башла. Да, ламан хуайду горец Бог. Ламан хуай лома хаб. Ламрой Бог куда-то. Ламрой Бог непосредственно, есть и описание ученые сделали, это относится к тем хаям, которые перекочевали в Центральный Кавказ. Хаи. Абсолютно багдалшим, да, садится. Будать сразу, но это публикация. Башлам, юмала, башлам. Хай Боги. Хай, да, абсолютно верно, хай. Так, хай хари беш, так, ламан хой. Ламрой худшкалла, так, иштугу. Ага. Хай арху диацак это. Хай это армяне, хай бал. Сасуны, армяне. Башлам, Ламрой Бога, Ламан Бог одно и то же. Ламан. Да, сегодня. Сегодня, что за ман, что ахилла, юренда, шейн хитер кипер, хумши азияш, дукру икинч штуки сендон, да, под разными этими. Так, царь язынок хатлет, сунух тиеш что это, домадуй на сам. Ладуахан до конца, алилай, вот и ой проблем. Послушайте, сегодня, на сегодняшний день, синоним ламрой и ламанхой сводится к единому целому. Но было время, когда это не было тождественными, и они не были синонимом. Достоверно это, или недостоверно это, Аллаху алям. Но, однако, сегодня это очень сильно вжилось и очень сильно употребляется определенным контингентом людей, которые сегодня почему-то считают, что житель Итум-Калинского района, он ламрой, но он не чеченец. Есть и такие люди, потому что Бог, эти люди приходили ко мне в эфир в 2018 году, говорили на нашем языке, этим людям было 50-60 лет. И причем это говорил не один человек, а говорили определенные лица. Тот, кто со мной с 18 года, прекрасно помнит, как мы воевали с этими людьми и доказывали. Еще раз повторюсь,
есть какая-то гипотеза, которая говорит, еще раз, говорит, что ламрой и ламанхуай, правильно говорить ламанхуай, хуай стражники, ламан стражники гор, те, кто живет в горах, а рой использует, это больше лингвистический анализ, опять же, это гипотеза. Да, это достоверно или недостоверно, я не утверждаю. Но я должен обязательно зачитывать разные версии, чтобы насильно верить дей и дуйца бахас. Есть и та версия, и та версия. Но есть как... Asun mettigit sala sun shaho quzar wa taypan milo kharusha batsu taypan qoman milo shalamro ba wa qamdu lamro ash du batsu as michar gal mukula michar denka michar muat michar hudu achana ha shin adu yitak shin yokhul du batsu وقت تقول شين شيء ديش ديستان كوني عادين خائي вот это байда пошла поехал ну разные باشلا حاجات هم اسف هذا اسالك ادرس اللام شو عاشق لام رو تيكيستي حلقي وعبع تيك وابو لخ شو عبيشة شو حربو على سوق دقيق بيلوش بس شيء لام مقبولش شيء بيت بوخبولش باوا يو شيء لام مقبول شابك علام رو شتلقش دويتش غير عينس دي استيخش الباسم تيكيستي عاشو تقر والله لام شو حلا واخيش سنا автоматом ламро хулшкули мухули цацбеш халхи вамбе цацбеш богбисан асбога ма асен эдалош албахити башла цацболчара цунахто ца ногайшник исан жетон сандас ва саламро тахан соук ламро тахан хадай 1856 года отхаял да вави антиеркисти абсолютно как вохлчаа вот гордость ди сумма да цитхаби степату ламбол висхан анда духва ханисса войдек агмаду и юк алил что пишем ажла ничего из того что говорят а с примером ничего из того что говорят теркисти абол ночи Üşterkoy bu bog это полнейший теркистя цатей да сохин сулелла тикмасанаш элюрта ломаз юрта нойря ишоря мы суметтахласу аса я еще до того как занимался еще во время еще студенческих годов я занимался интервьюером был то есть я проводил социологические опросы и я тебе хочу привести пример ты думаешь если только здесь дала и бдацу субену юрткачер теркистер бену избалнас это был 2003 год, буквально третий дармячился. Это знаменский теракт. Теракт Дукхани али дукас. 2003 хули, 4 хули, и штука. В это время теракта я проводил социологические опросы. Учился в университете, я приехал, теркистер сумкачик. Я думал, там квотирование идет от 18 до 30 лет мужчин, от 35 лет женщин, разный возраст шкаты шерфия. Но совершеннолетних вышел. Опросы, анкета, эти вопросы задавали. И там был один из вопросов. Мадон, был. Сюда. И я спрашиваю, там идет речь. Там была президент Мельхиечун. В то время еще Масхадова. Там вопросики есть. Масхадов у себя. Референдум. Там разные вопросы. Это независимый центр Левада проводил эти исследования. Я студент 2-го курса или 1-го курса, я не помню сейчас. И там стоит вопрос, кого вы считаете виновным в начале Второй войны Дара или там каких-то терактов Дара, вообще военных действий. Дейлга Бокмадон из Висхан, Эд Зудриш и момент я. Дал Галаквой, дал Кьялю Альшу. Она прямо так говорит мне. Да, но это время, как раз я тебе поясняю, это время после теракта. То есть там, Бог только больше, Герген Нахбайнир, я все понимаю, Асбахцин, Ладуа. Тайпан Бену, и он, Камел Деши. Асбахцин так. Тайпан Цабаса, Аламро Мюльшбу Бах Асин.
В то время я даже не как историк. Что я хочу узнать в понимании ее, кто такие ламрой. Ладуацо Бог. Герегорскел диха мелвек шавик ламрой удал кялвел цербях бухарт он балр бахца. Я это хочу сказать и пояснить для чего. Во-первых, эта женщина не знает ни истории, она не знает, в каком году и как биноисы были спущены. Она не знает, что Ялхюртю Беноши, включая и Шатойский район, Масара Бено Юрчурч, Меттикш Кезгю, Беной Боч Меттик Кезгю, и это один из самых больших тейпов Чеченской Республики. И эта женщина, являясь из гор, не имея образования, но зная какие-то потери, зная смерть, гибель, война, я все могу понять. И это и модель Асбоштик, она не понимает, что нет ни одного тейпа, ни одного в Чечне нету тейпа, который не произошел из гор. Нет таких тейпов. А если есть такой тейп, значит, это пришли, и они не ногчи. Это 99%, 9. Все ногчи вышли из гор, начиная от Джейраха, заканчивая непосредственно Чеберлаймох. И шайл гридаю, и том кайл шатой, шарвай, шамялдов, ногчи больше цигар хабирбу. И от этого идет и Сулейманов, Ахмад, и все остальные говорят. Ламбоцик, юртиоцик, бауйоцик, шевари дацах, цецаху швега, из-за ногчевать. Он дальше цигар хавял цахельча, и ногчу хулила дац, потому что на плоскостной территории только после реконкисты спустились. А Беной вообще появились там только в 19 веке. А Зантвай, доккой тайпны штуицу нас теркисти ашту. Теркал сиха ашты штуицу. Тига беш мышбу в основе. Беной был, Зантвай был, доккой тайпны шагде штуицу. Энгной был. Это все тайпы, которые... Алруай был, ну и так далее и тому подобное. Гендер Гунуайбу. Гунуайбу. Я Кейбу Аберкан. Кенюртам, чай Кейбу. Кенюрт в основе своей. И плюс, ажал цул сиях мавельна ченте юртю, тига беше в основе ченте бон. Тига Занкой буду. Бу астунде. Беше юг шусе тига. Вот игума, как всегда, тана история цахукчу, че цадитинчу, тот, кто занимается только тем построить дом, осесть, жить мирно, вот им нету вот об истории, глубокое изучение истории нет. Поэтому появился хара чуай бонсига, начинаем с дойкур ойлады. Из-за игумша танеш динавай хундючту, тана кане вай халку шуле, вай хара дольшду, хара хилду. И дубог вай цацагухум дуай. Язин хальшвай тиеш диези, цатиеш танеш дина, с асбокудо. Вай даеш ешайгю. Ха диезвай. Вай танеш дина, модердиче вай истории, современная история чеченской истории основана на чем? Знаете, на ком основана? Вся чеченская история основана на чем? Нет. Официально зарегистрирован, описан. Знаете, кто является во всех официальных российских документах, начиная с 19 века, кто является первым достоверным источником истории чеченского народа? Назовите. What? Мирвайшон? Лома доктор, лоудаю. Вот я поэтому вам хочу сказать. Из-за царский офицер, ну, я вам говорю, потому что возьмите любую книгу Татоева, Сюли, Гольштейна в основе своей, когда они перечисляют, среди них вы чуть ли не на каждом втором вопросе вы найдете Лаудаева. Как описано, зафиксировать Мувину, Хауслаши, Кинчкштя, Журнаштя. Первый чеченский историк, первый чеченский этнограф и так далее. Лаудаев не был
ни историком, не был ни этнографом. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сундера и тематики, я прошу вас всегда дослушивать до конца, что же я имею в виду. По этой теме дадим типичную. Что касается Ламан Хуай, Лам Рой или генетики, еще раз повторюсь, никогда 100% достоверной информации нельзя достичь, если кто-то один из этой фамилии сдал ДНК, у него там, допустим, показало J2, это не обозначает, что все его братья, его девижли, Дешичуай, Демяхчуай, что они все будут J2 или там J1 или L3 и дальше. Это, кто бы сегодня не говорил об этом, любят очень пафосно говорить некоторые норницы, это недостоверно. Нужно, чтобы все 100% сдали. И целый 100% говорить о ДНК-генетике не вариант. А они берут из общего количества, то есть 100 годайли, допустим, если 80% J2 говорят, они исходят и излагают эти 100 человек, они кладут на все остальные, там говоря грубо, на миллион человек. И говорят, значит 800 тысяч J2U, я лично у себя в эфире слышал, где некоторые норнейцы, я не буду говорить, где они говорили, только J2 ценниш бушейниш. А так 240 данных даил чарх, цанюк, а 221 фамилии Вухунца Олцар. Нет, он этот человек не последний, он занимается историей, когда ему начали уже многие свои предъявлять, он уже потом начал говорить и о J1, потом он признал, что и L3, но нациеобразующий в основе своей 4 ДНК, это все тейпы ногчи, основываются на этих 4 гаплогруппах. Это не говорит, что нету других но в основе и ветки это J1, это J2, это Q, это L3. И Y. Есть у нас и T, есть, и T, як Бог дачун. Но их в процентном соотношении меньше, чем эти 4. Нет, Башла, и Т, и С, это уже, это явно, то есть пришло, это юпар. Нет, Он будешь пришло. Он будешь пришло. Це монгольський гаплогруппів. Wallah, дело в том, что ДНК-генетический проект, он России сдавать яшмаяси, его сдают в основном Войчар, Нокчиш сдавать ящик, это скандинавские страны. Так вот, у ДНК Т-группы масла, я тебе хочу сказать, что единственное родство, которое даже и было с другими странами, это была Скандинавия, это были викинги. И как попал человек с ДНК викинга, чистейший дол, ногчи, тейпанюки, мунисвелла из-за худу, это уже остается для всех секретов. И теляцвац, и ночи уи, причем наш харуи, наш тейпанюки руи, возникает вопрос, каким образом, что было, как было, мы не знаем этого. Но, однако, говорить о монгольских или и так далее, и насколько я знаю, это маловероятно. ДНК ДНК ну تيداخشي مسياخشي جوارداخشي دعكت أمياخشي ناسيونالنس جوتشوتي أدم تقاخشي وديف نقطة شيء قيتر دات إتو $1 مليار دلياخشو ردستو بيان جوتشياس ناسيونالنس أبردلتياش ياس حسب علما يقين أوكشي حسب علما يقين أوكشي это ДНК, хинси признать не акшн, лженаука, альтетели мишен, дук яхты научные. В России его приняли только с 56-го года. Сундел бас, ДНК идут хакам дубоху, тул глупый хум да дачу, доник Мерседес юакшу и немец убоксан хум душунис. ويتعا ДНК цех шхалва дейш ديش خيحاني خيميني أخوش ميشرو بارعزة أولي إنسون دك دوق إشتبقى شاوش خاشون تون دي مش بعبيتش أولي هذا كايوش يلخ
поколение حياة قدوق صغيرة عين مش بقى نش بسنا بات وينو أخطأه Sound دينك بعدين كايا تصغى يوج إتن نوع والله يمشي بأنو سيدي مشي حبي أكمبو إيش واحد مش خويشنا لوك إسبقشنا حال يوج إشتغلق صنجي موصلك دينك علم دوي تنقطعه ما خا ديزوين هنت دينك علم نو هيتت مسو كش ريازين المال يلنو поджирный толстый вопрос хватина Англия тхантак ши гергер нахлюх ши ханс рацу хаш англичанин из вақтак за 70 что ДНК дайел то ДНК тох дайел шхинах чун возраст 320 тысяч лет хватина югу яхкин чунгер сундела 300 тысяч, он преувеличен, ну, от 320 и ДНК ну гайт на гюхцуни ка университете яхкитин цартятбел 320 тысяч лет си научный труд чуку сурюшин башлами. Петишу. А синцесей шекун шикшин. Сада има ДНК эсумант это уже 30 тысяч лет, 40 тысяч лет, там гома сапин, суня один сапин сбош ючер, а вой бусул диньяха تحبات أي أزير بيخمري أنه هو شرح تحت بيان تسوي شيء موخل بوش كوارت شو حكي يقع تحت دعهم شخيتواش يوالي يرسل يوالا يوش هنت يحقنوا وقت جدًا كاي سو هنت يبصل الدنيا عبيتشلو يتقي بعد أي أزير بيخمر وار هو شرح تحت بيان تسوي شيء تون بخيلر تون تيشل دينا شنتو تحت زين كاتبجنا ويتعدو كورد عدو ويوني ويتصحك بيرد عدو ذات وحق ديتشل هم دو ديتش حتى دول гучли هم что вы корг да сахат это давайте вот логический вопрос летишь. Тейп хую, что представляет из себя тейп? Ответь, Лошсон. Что тебя أسألك Алла. بشلام أعلى Просто тейп, что это представляет из себя? Именно кровно-родственные отношения нахбуй, именно цанцинах, оштеге, тейпл кровно-родственные. Не путать с тухумом. Глубокая ошибка. Вот что обозначает тейп. بشلام يسوق على تيش يسوق على تيش تيп يغيرون. Тейп это территория, которая объединяет горы. Это компактно, что аж было гарно, что войну мы тейп хильча и кровно родственник шбумет. На самом деле кровно родственник шбат. Остейпон чуадол гарно, что иш ду цагар халоте иш гоша родственник шбу. Вышгар иш гоша родственник шбу, но они друг другу не родственники. Это цундельду и разнообразие вот этой гаплогрупп. Вы это должны понять. Как раз дополнительно хаттер дальта. Тукум это вообще лакар тейп наш واحد из объединителей. Это совсем другое. Союз. Союз. Это тейп дают твой. Башлам, в общем, вопрос ответ очень. Да, Америки как раз сунди, что ответил Хаша. То есть тейп это то есть идет от родственника, то есть по кровной линии, ты сказал. Да. Да. Официально тейп, это считается одним. Да, вот. Я второй вопрос, то есть от ответа я зависимо от ответа задаю вопрос. Тогда если от людей одного тейпа они утверждают, что имеют общего предка, как у них могут быть три разных гаплогруппы, к примеру, Меллардой? Я ж тебе привел пример. Нет, смотри, эти Меллардо, то есть и другие там говорят, что у них общий предок, но с тремя разными гаплогруппами. Поясняю тебе еще раз. Смотри, если говорить, как говорит АФГ, это подходит, потому что якобы некий гарш, это все от одного. Что бы ты ни говорил, некий гарш, это один отец у них. Ага, гар это предположительно, родство и хайох линию. Они, например, вежри поли, например, сколько он тукин, например, тангари, сколько он тук, от как он ты даешь линию, что некий юг. Церк энтихила, церк некий юг, это. Но они же все друг другу собордятся. И гарш, целуешь очень ош. Вот это гарш именно цан семьях. Хавя церк, дайскастина, шей фамилия, хая церк ош, некий. Но гарш является одним и того же тейпа. Гар вейт дейбук гар букис. Например, лакарен ломер тейп наш халотиш. От тейп наш камеллюл и поселение шуй хутараш.
Уж разные бук, гоуша даже родственник больше. Уж гарно что с поселенища. Гарно что, значит, там живут родственники. Понимаешь? То есть, по-твоему, то есть, Соборди, Хазлач. По-твоему, да, ты, Не, Соборди, ты можешь просто забить. На сегодняшний день есть элементарное определение любых этнографов, чеченских этнографов. Возьми и посмотри, кем являются тейп. Тейп, допустим, по своей тейп. Тейп – это род, Азла. перевод с персидского языка. В основе, в основе своей, допустим, есть некоторые, вы говорите о разбросе. Возьмем, допустим, большие тейпы. Есть некоторые тейпы, а мы говорили сегодня, которые только имеют одну генетику. Биной бушун. Возьмем примерно. Я объясню. Собордилось. Есть некоторые тейпы, у которых является только одно ДНК. Но у них есть и также и гары, есть и также и неты, и они все друг другу по идее своей одно ДНК, а ДНК показывает родство, он показывает, что у них один общий отец. Если масла бахасам, гар и милуцо, штагенер, гергалудой, абоштик, ДНК не покажет родство с этим человеком. Он покажет, предполагаемый родственник, улица? Не может быть предполагаемый родственник. А ДНК не показывает предполагаемый родственник. ДНК точно показывает, от этого рода или нет, 1000 лет, 1500 лет, 2000 лет. Клёсов сказал, Клёсов, да, Соборди. Клёсов сказал, что ингуши это отколовшийся от чеченцев 1000 лет тому назад один народ бацев. Более молодая ветка, войнавская ветка Ирцу. После этого резкое нападение Ирцу. У Клёсова не все ерунда. У Клёсова есть моменты, да, российская генетика чуть-чуть отстает от европейской, но все-таки ЛГ подтверждает это ДНК и показывает, допустим, те же Уарсхой с нашими Белхтой, Бейной, Цуантрой, у них общий отец 500-600 лет тому назад. 500-600. А это, чтобы ты знал, плюс-минус из Приттл, Елриттл, да, Цахулце. Можно объяснить это? Что я был что выводил тейп наш أكيد ولا كنا حوني تزيادنا وكينش شيء تاد يعدو تشدا تفتش وقت غير قلت له ما تعقد تان هو ده ديز ده حديث تانسوك تيب نشغلات например короче ويا от جرج ورسيح дойлق وي дойлي جرج ورسيح бойлق северный склон я бойла وي тейп наш هيرو داليتنو يريد شيء горный часть я حيل арц долч дич дол металлха уже يقع ديش دوين تاخ уже плоскостью. Вот арц те так что вахошен до тейп наштуй. Еще перу квалдел до тейп наштуй. Перу вахошен до тейп наштуй. Кар лага ваби символ, например, ногч махкоевцы, вот тейп наштир, да легш, волш бет белбу. Поэтому у них есть родство с орсхоевцами. Видите? Вот орсхоевцы, они с востока, то есть с запада на восток, да их аниш. И قابل بلا مش بيش باتر أو هاي بات إيش تروش بيت بيبوتك دا وير قطع وير شون دي تيجا أكي كربون تيجا عافية كربون تيجا هير شوي كربون تيجا دوكو كربونش. Ну да, они все, мы все знаем, что с запада... Да, вот это говорит о том, что с запада на восток, да, их говорит. И перекладывал до тейп на что и лагадал и ногт махвай боч, шут вай боч, орслай орсло, тукум доч. И орской тукум квалдел лаха, и орской тукум квалдел до котай по уэнин доишту, потому что уж поздно квалдел, будет их квалдел де. А духа квалдел до тейп на это шатоевцы и нохшмахковцы и вот эти оухой. Мы уж вабисан ханти вабисана приблизительно цацбоча наш хардисан ол ука набисан ол كتسارع ديك تخا وين قاعد ايش خلقي وابيسن دي انت اوسوي نفسه سؤال تماما حالتها بشرم سؤال يا تشك تايبنش ازلقح قوالدل دحر لي تايبنش نقاحه تايب بوشيغا это территория так вахошен догарнаш они не кровно родственники друг другу может быть лохвабисан чултя уже он я цангаран я даван вахи ина например тига допустим боосин та بين المتقلة وتجع بيرش وجا كرون رودسنيك شكلترلوش بون جاتي تمت كبيات تبسليني بياتي التكيخ بسليني إيمن لقر تيب نشتيحة تجع دقو يوش كاجدي خوتر ات أدين جار إيه كتابة مين تخيطر لو تجع هون دي هالشا إن برمين حلوات وإقي
Lomer ekke büyütüpünüz. Sen yere çuyuk boğuş bu 2 oluş beş bu üçü sen şey koyuyorsa işte şeş oluşa da 3 taç doğru. Do. What kate yere wabi ana işte waxa yaxşış sam ya dawla lahar kay yup erkay boğuş işte masit kay yutiga hayla. Dedi. Вот иш родственник друг другу. Но кигарно, что, например, который называется по-другому. Например, терлошник скейнш уля ашбук هو лартуна вона хумет кефти. Эй, телесонти. Никар имеется, никар. Вот никар иш они не родственники друг другу, понимаешь? Ой, чан хумет, ты тайп хелча и кровный родственник шпумет, кровный родственник шбатуш. Башла, ой, цепочку уюхок. Ой, шаду хума. Задается логичный вопрос. АФГ, освободилаться, я поясню неправильность твоего утверждения. Давай, слушай. Подсмотри, с точки зрения, если мы опираемся на науку, переселились они первые, даже пускай это будет 3 брата, приблизительно Бахасвай. Пускай это будут нашхоевцы, которые пошли нахшмахкоевцы, шатоевцы и ламэкки. Примерно хайоцвай, коваш хайоцвай. Возьмем 3 брата. Называемые 3 брата, что бы ни было. Поясню тебе. После того, как происходит реконкиста, они начинают спускаться. Прошло даже, во-первых, не прошло столько тысяч лет. И ДНК, еще раз повторюсь тебе, не может отличаться ДНК от того, кто проживает в Лам-Эккой, и того, кто проживает в Аухе, не может у них отличаться ДНК. Ты понимаешь это? У них один ДНК будет. То, что ты говоришь... Вот номер вабочкина, який буй, у них еще мабу разные ДНК есть, что? Сейчас який мабу, может там разные герныши, надо он тик, сунди люди разные гаплогруппы. Это объясняется. Как? Ты тукум, маду. Тукум, да, тейпту. Не, эккой тукумду, лам эккой тейпту. Это разные вещи. Ломер наш бьется у нас. Лам эккой будешь и тейпту. Подожди, ауга беш тукумду буга, ауга беш. Дуде. Да, цдей. Дуде. Ауга бу общий бу тукум. Отдельно эккой тукум дат. Это 100% душин. Они называются не ауховский тукум, они называются акинский тукум. Я не знаю, акинцы царь, он долго, он акинч будет, что куда-то посмотрит, как они могут акинцами. Объясни, ты в этом прав. Акинч будет. Было цахол, масса их тюкбол, туком сан цахол еще. Аусал? Освободился. Тукум слово, оно инородное. Мы его приняли. Инородное, да, сон, пошла. Инородное, да, сон. Освободишься. До 19 века его не использовали на нашей территории. Не использовали. И опять же, видишь ли, у тебя есть своя гипотеза. Я тебе говорю о научных вещах. В 19 веке четко описано, что впервые его использовали в Дагестане. Это разные тейпы и разные народы, проживающиеся на одной территории, их называли в Дагестане тухумом. Некоторые сказали, что это тукум от тюркского, но арабский это называется тухум. По крайней мере, зафиксировано в словарях. Это мы проверяли в Мединском университете, и что обозначает это слово у них есть. У нас, если мы говорим, поскольку у нас язык хурийский, уральский, древний хаяча, название димтую. Димту название, что можете проверить, спросить у любого лингвиста. Что касается Башла. Башла, вы ключевой момент, что перебить. Собордился. Я сейчас собордился. Если мы не закончим, я еще раз повторю, здесь есть сикофаны, стукачи, которые перевирают инсокчуа бакару, бакарве анчерия. Еще раз зачитаю текст. Бакар очень текст переиначит мой на хордон. Очень бяш бог не искала. Так вот, тухум как раз-таки это союз разных тейпов, проживающих на определенной территории. Будь это Нахчмакой, которые не назывались Нахчмакой, а назывались ичкирийцами или искерк. И второе там шатоевцы, или же это будут там другие и так далее. Но тейп, то, что говорит тейп, что мы возвращаемся, если даже эккей, або бакалар, как появился акинский тухум или рка, дело в том, что фиксация, когда научная фиксация происходила, Ахмад Сулейманов, с которым не согласны на сегодняшний день некоторые исследователи, не ученые, а исследователи, прошу не путать. Эти исследователи заявляют, что Тирвай являются не тухумом, а являются одним тейпом.
Однако Мелхи заявляет, что они не являются тухумом, и они являются одним единым тейпом. И плюс Эки, которые являются лам Эки, тейп, которые не входили в тухум, а акинцы, тухум, который фиксировался, первых 10 тейпов, когда Ахмад Сулейманов фиксировал, ездил по этим местам, люди, которые подошли к нему и сказали, что в этой местности проживают в основном Эки, он зафиксировал как акинский тухум. На сегодняшний день в Аухе проживает 49 тейпов, которые называют себя 19 махковские, абсолютно верно. тейпы. Среди них есть чеберлоевцы, среди них есть шароевцы, среди них есть даже шатоевцы, проживающие в Аухе. Но сегодня они себя называют ауховцами. Но Аух и Эки, это название Аух, это объединяющий Олцар, но Эки тукум до Ошлошту. И сегодня среди тукумов, которые зафиксированы в научном обороте, среди 9 тукумов Эки является как плоскостной тукум, а лам Эки является не входящий в состав непосредственно лам Эки, не входящий в состав, и Эки это тукум. Дальше Дарвай, Шатвай и так далее. Лой абийца мо мелхи тейп ту или тукум до мунха Собор делаешь, я закончу этот вопрос. Сапрос чо исталиша чуабиш бишам болс цундер маситус перебивать тут Что касается Мелхи, есть очень хороший ученый, сам являющийся Мелхи, который написал очень много о нашей истории, очерки чеченской истории. Его зовут Ильяс Сигаури. Ильяс Сигаури в своих работах научных, которые обобщены, как вся чеченская история, четко указал, что Мелхи является тухумом. Точно так же и Тирвай записаны как тухум. Если же эти тейпы, я не разобщаю тухум, там Тирвай тейп дала, я разобщать вас. Но Сунчу Бяхкин Тирвай, Амаду, блогер Вош, мы с ним говорили. Если мы хотим, что это вышло из научного обихода, тогда нужно со своим докладом, со своей работой, собрав все подписи всех тироевцев, поднести в Академию наук нашим этнографам и зафиксировать, поднести петицию и сказать: мы представители этого тейпа, Них и Гарш, Никарой, Гимрой и так далее, мы говорим, что мы не являемся тухумом и мы являемся тейпом Элла, предоставить Е, и после этого в научной литературе уже будет указано. Но до тех пор, пока которые были Мамакаев, Сигаури, Ахмад Ильясов, они являются и учеными, и исследователями, которых, по крайней мере, критикуют, но опровержение их работе научным образом не сделано. А остальное все, что мы занимаемся сегодня, это исследования и домыслы, наше понимание этих вопросов. Сундер Бяхмабил совели ноксмахку хай дик полностью хаэльча, а юкер перебивать вирус. Продолжу, что он все перебивается. Вот я говорю, инцевые сейчас свой ТЦДР тейп, либо мы отвечаем, то есть тейп это по родственной связи, или это некое территориальное объединение. Если это родственная основа на основе родственной связи, то есть как Энгной, например, его ответвление Эхшпатвай Гары, у нас QR1А гаплогруппа. И те же самые Беной, то есть у его гайров там шей G1, шей супладил, что стабильно, а его уже цада уж тейп, то есть. А выкаются на претензии хуюся цум утверждением. Цу элер гайрш, типа вот, и баган долша, и гаплогруппа, типа разные, но я с этим корнем не согласен. Те же Беноевцы и те же Энгиноевцы, их гайры, их ветки, их неры, все имеют одну гаплогруппу, общий предок. То есть даже у меня, если у меня все такое тысячелетия назад буду жить, если эта гаплогруппа у меня 10 сыновей и распространилась, то есть... на горы, на нехай бая? Да, вот тысячи лет, то есть если не произошла мутация, как маркер, чтобы там... Да. У нас общий предок, но есть у нас тейпы, которые
К примеру, у них G1, не G1, другая G2 хаплогруппа. То есть это уже показывает, что у этого тейпа не один общий предок. И мы вот это должны решить. Все, я лошон. Все, Хазла. Башла. Ага, башла. Бошла, общий предок обоса. От эхке хабот. Эрлуаи, кей, остхуаи, от эхке хавошоч, и цапрадитель. Hence, also on Bajas, Melado as option Pradator. Hence, the Ducha also look it's Eka, Habel Boot, Eloy, K. Terloy also has owned. Terloy also has up as Doinichu Melo had a walk pola do it. Sunt a Hadoxdu, Radana Etich typo, Emina, is Hadoxdu, Alheziason. It's also Edalon, it's so Elchon, Edox. Hence, a melody is option predicts a coach. Hence, how option predicts the shui is that hence it's always she. Хазла, хорошо, объясню тебе. Смотри, насколько я знаю, подтверждено и научно то, что обсуждается. Есть везде ссылки. Чисто родственные лам-экки являются уарствой, являются эльсеншвой, Харачой, Чунгрой, Чермой, все, кто имеет Варандуай, все, кто имеет гаплогруппу L3, они по генетически имеют родство с лам-эккой. А Кей был, само собой. Кей вообще я не отделяю их даже от лам-эккой. Бодер, они L3. Конечно, L3. А вот что касается Тирой в основном идут J2, есть у них J1, но они не идут. Хинсок нокшмаку элерк, хинса, допустим, тайпан экспату. И ни один экспату и документально нигде не заверено, научно не доказано, что мы являемся от энгенуэмсов. Но научно есть, что братья экспату являются Хазла, Молкой и Цеси. У Цеси есть гаплогруппа J2 и Q. У Мулквай только J2. Насколько я знаю, Q-цери Орсон Сагайза. А что касается по ДНК масла Бахас Эршбатой, есть Эршбатой, которого показал J2, чтобы было понятно. Причем европейский ДНК. Что делаешь? И я хочу, чтобы было понятно. Но что касается по генетическим данным, Энгной, Гуардлой, Эршбатой, Цигиюкбош, Дишни, Цигиюкбош, Цеси, это те, у которых есть ответвление Q-баз. Беной, это у кого есть Q. И опять же, мы говорим о вещах генетических, то есть общий отец. Не забывайте, это общий отец. Но это не говорит, я же вам сказал, были случаи, когда в войнах у нас очень много погибали. Это не как сегодня коммуникации были. Вы думаете, что сегодня телефон, мы можем связаться со всем миром. В то время, до того, как начали прорубать эти дороги, с одного конца в другой конец дойти нужно было как минимум через все эти общества, через все остальное, через леса. Это всего лишь на нашей маленькой территории. А что она? Это не как сегодня сел на машину, поскакал, приехал, уехал. Это очень сложно было. И плюс ко всему, не забывайте, если вдруг Эршбатой, Нуцвала или Эршбатой, Юаэла, Беночун Мария, масла, чтобы было понятно, я довожу. И масла Бахасам. И Бено Юаэла, и Эршбатой Винат Антех. И бено я масла я доудел дала всякой может юрт ягина и дайна эти юртар син дади юрт масла ягиню ямчик иттуз ягиню шел маситтуз ягиню кидай ойтар ягиню приоз ялхус ерч ягин мою цигар дабаг биесе а дабаг чат антебаг биесе тебан вахош масла ба сеси бух боч если целыми баба на масла гойт хавет свой гойт один кукнушу эршбатур. Я до поры до времени даже не знал, что я буду масла Бахасом. Примерно это может быть энгной, который не имеет никакого отношения, допустим, дуэлкют. Но дуэлк мечаю, там ингушетяю, мечабу энгной, бух, мечабу энгной, юрт,
Это вообще другой конец, восточной частью. Асбоукуду. Вот таким образом шек оман юка и перемешаться дар хумадать. Остались ли, не остались, шудукташ, ой, тагара мадует свой, уаха очень камел деш, ой, там бах, ой, баккана, бисин бац, ой, если через 10, 20, 30 лет, если ой, техниен, кан, даже тейпан цеяцахуш, уаха очень, там нахбук, ахтей, пухтей, мукишка, пупишка бош, аша, савошса, ол, дедик дуэльца, ол, кидикс, ол, любой негр, герч, ела, тие, ела, вок, вала, жим, вала, любой хум, разных хумшу, халгаттер, уахар, и гылк дош, ой, если я бол беш маду, ой, мыттан я бол беш маду, а хорошо, хайот, масла, тана хайот свой кистой был. Компактно аж ит эзер бу, еще, аж панкися аж буш. Да, ку алдиз вот цар, кисти тукум алдиз вот цар. По идее, кисти тукум мадайис, по идее, ду, компактно. Гюрджи два штате. Ду, а вообще бах, масла бах. Но, несмотря мухаджири техайн шайюц, кой дабан бил той, бит трой, хибеш бу Иордания, бу Турция, бу. Масла ашунла, ой, дал ва следующий эфира, ой, гоширю, ашунгой тарбукшун. Дабан галай шаш экки галай бу бакца. Еще мухаджири техайн юшун. Цар шаш экки галай бу бакца. Галай. Лом экки юшун. Сундера хауслаш, собордил. Сундера. Экки галай муху. Вот Цюньката, они уехали 150 лет тому назад, они потомки мухаджиров, ногчи иду, тайпан муж душу аж, тхо тайпан экки галайду. Я такого не слышал, но оно есть. Мушхуай, хауслаш, берткела. إذا абсолютно تقية الدرس. Собордилаш, хауслаш. Масла хаует свой, берткела, мушхуай, тайп. Муж хуайбу. И они говорят, мы разные. То разные дубахцы. Хотя общий предок и происхождение у них одно и то же. У вас хуайбуешь, чабиш ногчи будешь, но с Богом худу, чтобы было понятие. И таким образом перемещение лахаркей, дая, допустим, дая хинсбеной, шута беню, шара беню, видна беню, теркистя беню, масана беню чу. Но это говорит о том, что там живут только биноевцы, и только, что это относится только к ним. Нет, конечно. Кто-то от основания берет. Кенюрт ас эльчхана духабеш, кенюрт ашбеш кейбу олшду, алка кейбу олшуш бонсигабах. Чентюрт хают свой правобережный, ченты юка аш масла кейюрт цюка ченты юртюза. Но сега аш бешебеш ченти буй, бац. Ченти юрт, яхтилан цаюцун башла, цо халк шиди юрт калюз. Ой, нет, цул халкам им первомайские алязина юно асима цадуйцы. As Bogam, ченти юрти кей юрт аляцагам сун. Санчо адех ва будия чуанен ва буса ицара адегам. Висхан as Богудус, ислур ва самый гохуду гайшун. Самого единственного, что я могу ответить так. Ногчи тейпну, я ногчи тейп дать. И сундийцля. Но, сачо дихарду, сюк хатташ мадия, сундцеля, ногчи дочь, тол тейп, ногчи ду. А никогда в жизни эрдать, хоть прошло 100 поколений здесь их. Чтобы было понятно, у меня свои взгляды, но это не говорит о том, что я прав. Не забывайте о священном адате наших предков, которое было, которое есть и которое существует на сегодняшний день. Если иш хабахки, сам политический убежище, если иш тубин бала, если тубин баца, иш вахоштин буй, сам покровительствует, сам бакоел, иш ларбяш, войнокши юка айч буй, тагана, войдейс дулдельче, а хуняде, хош буй, уж буй бахче, там есть некая грань, которая не лучшему. Масла عنده أشقة عشرة شو ترتيب نشتو شيء коренной ей ина ДНК их показывают абсолютно чистых шатоевцев, но они сегодня называют себя только андой. Почему? Есть научная работа, написанная книга, что в определенный период во время смерти чумы были переселения шатоя. И анды больше уахо, очень бисин, дейш нану бел беж киги хадали ногчиш, ишкел харбул, дахульш, кидек, сахульш, метикбу. Анды шука, не только они.
Ана стоебу. Плюс ко всему, хавет свой пример бахшунаш. Чебелу ашюка то же самое душон. Мқиечан юка хаят стоит масла тан духа больше хазм целое, но чуть-чуть цацил юршка денка далу альше تعقيس بالبولش يبرش بالبولش денка далу вон хорду шоун киду ядат. Сдали пару человек из таких, из 5-4 человека показали абсолютно чисто чеченский ДНК J2. Вот. И у них показали чистейший J2. А J2 это о чем говорит? Он китайп дуй дать. ДНК точнее. Дуй дать. Но они сегодня таким образом спаслись и прожили 100 лет, 80 лет. Не знаю, 2 поколения, 4 поколения прожили среди них, знают их язык, и они говорят, что мы что, отхоунки болцы. Возьмем один пример. Шунхайт Бахас. Под Нальчиком есть целый княжеский род, который называется Чеченовы. Они до сих пор существуют, там Ребет, Ломах, Каспушу. Они называют себя кабардинцами. Чистейший ногчи бушуниш. Абсолютно верно. Дударов, который сегодня называют себя... Дударовы, которые называют себя сегодня осетинами, многие Дударовы, Басаевы, они сегодня называются осетинами. В научном обороте они указаны чисто чеченский субсклад от лам-эхкы. То есть суюкы, кей бала, и шлам эхкыбу, кыбеш бала. И эхмерзит эхинах бу эл хагош букуш. И хуа дала дается. Тагаудские осетины будешь. Но сегодня да. Пошла. Здесь, что утверждение, что мы алгачуатся, и просто алгать сразу кохом или шихом эдос. Я чайна чоца интернациональный шбержен войн. Умки ويغلقش تيلات короче перебить ما شو غلق شوي تيلات وي موت بيت وي عشبو شاش نخشي بو ألجي هما دات بوش إشتنش جنسون أصبوخ دايش نخشي دو بوش شا ورغي دا ويتا خا بوش شا إيو مول شا умки وغلا شا بريسا جيني خا إيز بوس يو еще татарский казаки шама бой войн за териком чеченец один человек цаволшном хаше терс казачий происхождение ну человек шанух чего боже лилшку а чеченцы это говорят да вы сейчас чеченцы короче еще лица динаули и не стать из-за тебе حوالي просто ответ ну ой ушимляет это боишь но мабахиш нохчу эш бохце бос а шпату элера интуиtion скорее всего общий предокол что очень яргар так хилмикш таку типа лохбако сюгделька дало мостаго я это нахаял сообщение особенно с Ингушетии. Сейчас лично оплатить тон. Они меня даже записали в Кью гаплогруппу. Никто, я не сдавал ДНК. Тест я ДНК не сдавал. Пошла. И ДНК я туйдо, что он бяхмобила жукала, да где это было. Sabag hoqi hum idan kayo бо. Аза туй, маар, мас, ци, разница с любой, да. Да, кайкан, магаси, хава, хало, ищ, возможно, родственник шалмагалвай, ищ, близкий, даял валаша, кигу дяч, албарасам, хински, татайпан, татина уиз, хинса номилис, юга, сату, шпост, ашвусо, соши, ату, дяиш, Jetzt родственник wordt olis moels het nog lechts hat also je wordt also is za dus do ik moet mu hij bode basam kiego werk shbit bolich she dai boys nam za problem met bit za tepta dolsh dalai je tradassan so jimu shkut ne zo aanbeten gele is dat mos je keer per hoek mos hij horen she duzla she keer per niet zo عرض قئر إذا قصدي عبش إذا غلي ما عبش هو نوعي شو عبش إذا واسط بيق بلي سبيق بلي تغل غيدوي تواسط توبش غل غيد داز نوعي داز تو أدين واسط دوي يتحسن بولجة تو نوعي دو واسط أولي إشتا
белка инс охшуах ке гош саму эдон. Смута оли рашан ош дехам дуйца пос алхи баста. Ваймяч о кегичи, ваймяч о it's хатсболшат, it's алаата. It elocveg wala, it's eloch, hütri duhalu yaşvega, hoknok çuçur, ärens yılşkaynahan. 100% duyba iş olşun, çiçense öyle çak dokşuştu iz мяч о шагалга у бочу дючва. As hon albo ein so tape dienstag tape noch gego der rosa rotsnik sto olwe. ودا مولا اشتا وشتا ده تعرض سبينكشتو نوخش ده مولا اشتا دش it's موش لدوش كلامك إنا خوي إنز ويدوي شنا ويتصدي الشهر تلا اشتادو قوهم شتا شود نشيل يتعب ها Вошла. Собор Можно пару слов скажу? Я быстро закончу. Собор я хочу, чтобы... Он доля там икеи и эхе хабл бу икеи и уастрой и халу ушвасо изначально научно هذا حوالي أول إرادة نشانك صعب هذا يبقى ده تنقلاتكم خيال Ажла, аса версии научной сайнгина даю шарион, да эрдон точнее. А так мы можем изготовить АФГ, ЗАУР, любой ношмахо, у каждого своя версия, я никого не заставляю. Давайте скажем, что написано в научном обороте. В научном обороте сказано, что определенные арсхоевские тейпы произошли от акинцев. Кей это не происхождение от акинцев, это часть акинцев. Кей и актеба. А вот он... До, абсолютно верно. Но, что я хочу добавить? Вот орство, и даже не все орства, тейп на шабиш бахца, то, что говорит наука, только определенные тейпы бахца. Насколько я понял, конкретно это те, у кого гаплогруппа L3. Понимаешь? Еще хабирбу аль-язин духон. Официально, то есть есть данные об этом, что то, что написано, и скидывают. Это научные и 20 века, в основе начала 20 века, и сердцание гишун. Это дуде, даязин дуде. Что кей вообще базина бац, кей это само собой, но что я хочу сказать, из-за вая, как говорится, вая из-за хинс и тем да яхкана. Башлан, вайшин хум хахдин хударис. Собор делал свой сихдат. Да, уахан, что сабал ховый. Ладно, схани хулш. Хорошо, собор делал, минута. Новость сообщить, товарищ Усушун. Новость такая, мне последние 3 дня все начали звонить. Кстати, Нохшмаку, тебя тоже поздравляю, всех Вардло и Эшбату поздравляю. Мы официально ингуши. Я за Да, борца больше. Да, шугинца, а шугину отдыду, но тхо Эшбату, тхо точно хат хогалыша хадылду. Потому что собор де собор. Уже я здесь. Какая хорошая новость. Собор делаешь. Это о хайленю уже стрелка билин карта ду дольш да архивный документ. Тхо этсера асиновский ушелер хабылбу. Это о хайленю на самом деле тхогал веду тхогал веду от хонохчи ду бахтете что. Но я засланный казачок, так что все ашмел. А кто могли засланный казачок? Дудер and words. Да. Так, это кеню-то засланный казачоком, кто могли, да. Все, кто там является экс-бато и родственным, мы официально должны признать, вой курт алдез, вой вой паспорт, я схахкин шадыш вадуэл хой ингушети, вой тига да. Табу хилма бези тига, в любом случае, още че было рисковать, да? Башла я беркатил спости шункан. Да, Ила, здесь смотрела, скидывать я шум. А теперь, Бакар, отвечая на твой вопрос, и первый чубяхкинчан хазир из-за цехазича. Да, если суна, что нас слушает и как работает по нашим работам и по нашей с тобой теме, вот, статья. Цитирую. Что за тема?
Я буду, смотрите, статья Дадиков Чатюшуна, и я хочу зачитать его. Официально цитировать, как написано с большой или с маленькой буквы Асдаошун. Это специально значит, что и текст Иш Хушвочуна, тот, кто в этой теме, сразу поймет, что это написали нордийцы. Слушай, цитата, начинается цитата. Айвге Аладула особенно важно в Доне. Считаю, что слово чача, чече, чеча, с маленькой буквы все, это и есть корень самого слова, и не существует таких слов, как чечен, запятая, чачан, запятая, чечан, и в таком роде. И вот почему, точка Бушун, и вот почему я наблюдаю за этими соседями, у них есть пару козырей на этот счет, точка. Пока в здравом уме Иса Кадзоев надо у него спросить, что с большой буквы, на ингушском языке это значит, запятая. Я считаю, что это с большой буквы ингушское слово с маленькой буквы чача, чеча, чече, а окончание «н» добавили, точка. Цаца, шиша, шеша от ингушей принято соседями, точка. У с маленькой буквы башлама, благо он написал хоть имя, ну ладно, с ошибкой, но не важно. Ладуаш, буквально дукан ячунва эфире ахридол камял. Бакар вашему день камял донор, вашим темел. Башлама в эфире, ладуа Ховонович, один раскрыл их козыри, ладуа козыри. Я после проверил, дальше цитата, ушло 10 дней у нас, ладуа, точка. Да, есть на картах ранних конец 19 века и начало 20 века такие вот названия горной Ингушетии: гора Малчечкварт, ущелье Азчеч, в Грузии, в Кистете, селение Чечк-Энты, между горой Казбек и Эльбрус 2 перевала Чеча, а вот в самой Чечне всего 2 Чечен-Аул и Чечель-Хи. Тот в эфире заявил 12 топонимов от острова Чечень, с маленькой буквы «сла», кстати, от острова Чечень до Пригорья с большой буквы Эльбруса мы нашли только 8, Ладуаш, только 8, точка. Найти бы остальные 4, запятая, тогда можно с точностью сказать, что чечан, чачан – это не чеченские слова, а ингушей с большой буквы, восклицатель. Надо про это писать статью. Чем раньше, тем лучше. Срочно нужен лингвист. Конец цитаты. Так что в эфире то, что мы говорим до утра, до вечера, в любое время чудовка, ладуша, сикафанит яша, нарнич яхшол, пангибу. Башла. Но Учил сам Алис. Сон Салавати. Салавати, между Териком и Юру Хвярчук, микрофон дай на то Тадич. Велинха. Салавати между Териком и Сулаком. Тига упоминание еще одного населенного пункта Чечен-Карина Алатяк. То есть ты даешь ему наводку, чтобы он поискал. Да. От острова, смотри, как прослеживается. Остров Чечен, историческая область проживания чеченцев Салавати, там населенный пункт Чечен, потом на Сунже Чечен, потом на Аргуне Чечен, потом на Аргуне правый берег Чечен, потом горное ущелье Чечен, потом населенный пункт рядом с Бамутом Чечельхи, потом идет гора Малчеч, потом идет ущелье Азчеч, потом идет Чечкенти, это уже Кисети, Грузия. Потом идет перевал Чеч, потом второй перевал Большой Чеча. И еще пару там есть, я пока их не хочу называть, но это вообще удар по печени. Фантастика, я тебя там реально на картах есть эти названия. Я уж шушун. Должен архивный документ.
Нет, у меня есть на все этих, да, еще один момент, сейчас, чтобы вы поняли. Я где-то 8-9 месяцев вел не диспут, а просто объяснялся с Арби Вагаповым, знаете, да, лингвиста нашего. У меня была своя такая вот околонаучная гипотеза, что чеч это в старину, до времен, когда мы еще не умели, мир не умел перерабатывать металлы, чеч называлось золото. И он как-то так относился, отвечал, иногда через неделю отвечал, но серьезно ничего не воспринимал. Потом он говорит, почему у тебя такое вот это имя? Я говорю, смотри, мы сейчас называем металлы по их свойствам. Мы деши называем деши, то есть тает. Тает оно при самой малой температуре. Да. Быстро тает. Дети, да, мягкие. Дети мы называем, потому что он быстро твердеет. Ну, по свойству называем. Потому что серебро, дети, да, оно быстро твердеет, там, ну, буквально. Застывает там, быстро. Да, застывает. А я говорю, до этого у нас были другие названия, пока мы не умели их перерабатывать. Я говорю, я исхожу из того, что вот чеч название золота. Потом и река, говорю, родник, говорю, Чечелхи, Чечелхи, 2 реки. Кстати, гидронимы тоже есть, помимо остальных. Тоже золотоносная река, так и так. И он все равно, и потом я ему привел карты немецкие, российские, турецкие, где это обозначено. Царские карты. Потом привел ему выписки с 17 века. Он это все просмотрел, сам вышел на связь, говорит, знаешь, говорит, это уже имеет право на научные... нет, он как-то грамотно сказал. Это имеет уже, короче, основания, чтобы научно этим заняться. Это, говорит, Арби Вагапов мне. Что так это не просто так, чеч или чеча. Да. Да. Сейчас место для размышления некоторым срочно нужно обратиться. Ну, поскольку я являюсь ингушом, я Айса Пахтардой, проблем. Чеч Бог. Насчет чеч, вы слышите? Да. Чечелхи, золотистая ручка, ручья Бог, что переводишь. Да. Чече Бог, из столицы Бог, ду, чир Бог, ду, чир, ивой, от чир Бог, ду, столица Бог, ду, чеч Бог. Чечелхи, босс, чечелхи. И мечаются, ой, хуза маяти. Юнок чуваю, энгноши. У нас две, одна река, другой ручей, так и называется. Ну, цюнь царх, тиллан харюк, цюнь тир, чир. Как можно гору назвать столицей? Вершину горы столицей? Не, столица, июца босс. Например, определенный юрт хаильня, и торговый центр халибо, чеченю из... Чечин тига аяли или сунжить, а чечин махила первенник. И сунжить я гюда свек. И столица Бог, чир Бог, дуйс. Так, хинец аяла. Сунжить. Ладва сунжить. У Самсона 1615 год на карте обозначен населенный пункт с левой стороны Сунжи Шальжа. Он был всегда на левой стороне, пока Ермолов его не сжег. Это его потом перенесли на правую. Например, Франция, Сулаж Бог, тоже хидук, но Сулаж Бог. Мы же сейчас за уши не тянем ничего. Не, за уши ты не тянешь, да? Если тердишь шлох улаж, мелдук дугаем, просто... Тердишь шлох шмалац. Я просто прослеживаю название от острова Чечен, самая восточная точка обитания чеченцев, и до самой западной. Еще хочу добавить. Армения, и Чечен был, Шмидт. Хаусла, что бы делаешь? Ну, Армения, у нас есть основания. Мы-то вообще-то... Наш путь подходил через Армению. Смотрите, если АФГ обошел предположение, ты должен понять, что высокогорье, горную часть, незачем называть области, которые называются Чеча, имеется в виду внутренняя часть или низовая часть, и назвать столицей. Что было первое, название горы или было название города? Если бы мы говорили, что название города, это было бы одно, но гора название имеет раньше, чем город. И от горы мы не можем сказать, что Чечу это была столица из-за этого. Но как исследование, как гипотеза, мы, конечно, можем предлагать. Есть много вариантов. И Чечен огляется там вокста годуч, бакариндек доца, я закидывал. Ченчу эльцо имеется в виду непосредственно
медвежье брюхо, اتمت تختاريو ألا إذا سيل كوارتني пригордни юка يلمتя اتяхилду элдуис сюаржентя. Тоже есть версия, но сразу же опровергли эту версию, сказали, но он рассказывал, как это говорил по непосредственно по полевому материалу. Цундер, как версии, конечно, мы можем говорить, но об остальном предлагать слишком много, 8, 12, 14 названий, это неспроста. И я думаю, что в этом плане как раз-таки Бакар связывал Алироев Бари, Вагапус, да, я думаю, что это, как говорится, работа над ним идет. Инсбях мобилаша Арзаур Воршинова, Кюгам Заур Хагуалгачу, что по очереди дистхалитова, щадыша, чтобы не было такого, что мы чисто только Заур Вистрала. Я уже забыл, ладно. Ладно. لا باوس تعال مشلام بيستغيث Вистрала, Собях Кивия, Вистрала. سومو سو هو عيسى كتزو ويش تعال جازن بو Не Язина Гиват Сунтада Бьезбахцой. عيسى كتزو вообще дурачок хилмаю Советским Союзом Ламбада личка вообще так всех больниц каких отдолж педалду. Ладно, и это я не знаю, честно, если он хочет ждать. Оскорбление мои. Это их цель, Башлами Гергарна, оскорблять, мобилы. Ламбада олш личка штаба шатся била Бошлами Гергер хыллаца арсайныш поючим. Ладно, речь не об этом, речь о том, что он занимается языком, они хотят спросить у него, какой имеет смысловую нагрузку это слово. Но мне смешно другое, не это. Будь то Айса или кто-либо другой, разницы нету. Неужели эти люди не понимают, что это слово и смысловую нагрузку, если даже Айса какую-то укажет, что она будет полностью идентична чеченской, потому что язык один. Язык-то один, а там смысловых разных слов, нагрузок мало, если они не придумают какое-нибудь слово на букву «Ф». Если он скажет, это какой-то фантастический какой-то на букву «Ф» слово, конечно, это не от нас. Но в остальном случае это всего лишь для нас, по крайней мере, это галанчожский диалект или астроевское наречие, это одно и то же. У нас этот язык есть, язык баса, этот диалект есть, разницы в словах не будет. Башлам, софту ажим алсам адам дочла инца кел истомаха ацбaqиш нахит висхуш штам بالش ديك وانا واخو شو هنت وي مساله بيتش دخني لي لوچار خايز بات استغبخ بات استغول شوي ناخشي هيس استغبخ اق بات بيتش تبيتش استغبام باتي تا هيس بك شابك دخني دوك بيتش أخصون دلا يتهونيتي الاشتهم قادليس بات بيتش استخلامة هو عليه بوتسيوش ات وقت جا قيتيق انت قول مال تيلرش دغن علشان يستاتي وين هنس وي ديش لاتش يدواش نيس اولشتات قوي سو بوخ بالي ات استريتي بات استر بات با دي تي استر با ديتي هوندو با и нахчи хеспдол устхидуй үш жан дауй де устхи и тахиспдол шо ёх кавказях устхи хилдас ба и бежуй эт жан да де устхи тундел ошуба де устхи богсан и халх велауш эт ломан нерташ ништол гечвашхын и жат я хахути дадюч и нахчи устхи هي سبروديو أستربيان خلبات سباختون بقلت بيت أستريات سباختون ديت أستريو بعد دين تحاخر تنتعبيو تشلا بيجعو لوحك شتخلة جعو لوحك شتخلة وحلقة ولدعبيو تشلت قتي نيقش تعلوم شتاع بيريغون ياشخينا إي أستري جتون تحاخر تنتعبيو تشلا تندر إنيست ديت أستريو باختون بيت أستريو أولش يهون داخقين دو تخاشين شي جماليح شي دايشا لوما يستري ديحسير قتي نيقشل ديح داخشين تا دائما ديت أستري أولشتل أتوني آلر بحن يسمديت جد يحاخوتي أتشي جن عن يحاخوتي جعلسن بعدو يتشلخ جه قيادة خا أديك دو Башлам,
Можно каждый раз скажу о другом. Вот это ДНК, вот там, почему в одном селе, да, в таком небольшом обществе могут быть разные ДНК, разные там люди, прочее, прочее. Ты вот пару примеров привел, да, я просто дополню. Вот пример из жизни. Вот это Ардош война. Gerga būja nākāšais jūrtot pamīļuši orēti. Bēž, человек 50, bēž atdilitden, siedoš, хилау класс, киги бēž, нānoš, ka daļš, ka būja nardoš. Ну, и домадины массив-то группами по всей СССР они развозили по домам этих детей. Да. И бēž, и там шли на это. Тумека, зудри, божери, табят, луштер, бēž, хаиз, дēž. И это Гергер, охса, говоринцам, велвез. Шасом вēž, так вахту, лорtu, вирит бēr души. А из-за да винатун тига. Ja jurtar da bosta, du har left da vin khlatun, nan yainatun. Twice شو بدي تخلطون وتعوجون شو نسبلوش и от на пулестен бешлет хал гулден эту беш далой чен зудер я хоч бу шей куч бодо ну налет ваши беш короче так эларда хатарыш и орж дабиган чо того авел чохтер дутер на хляши так короче о айна шил мете айна Троясан шабе дочь в один день вдруг у него появилась вырит бер души шасна веш так вац пош велдавела слил швыркать. Это были дети модердич. Тунуш хайн дутаха, тунуш мюльш бутаха, мюльш мютюртар бутаха. Но eu tabecht is je jurtavian, jemurtues, inta jemurtu. إباش شيء إباش لا أشعتوي أنز الشيء باش تنقيد نتوش ماريوش ماري تن زبالة هنس داو هنس بحاجات ونيخ разные гапла групп у меня наш ДНК массу разных редутер واحد بوتش разных редутер массу разных редутер Абсолютно شاش تويورتر دو бош شاش от шиебе тайпан ду бош халка яны нах تويورتر нагнам ха шадек ну хуэрдо хэнт тунат мох аусар до от тайпан ват ала мечтайпан усо эрдукту бела да заур. Понимаешь? Это таких примеров много. И все предыдущие войны, и все последние эти войны. Таких случаев очень много. Сейчас опираться на то, что вот там предок общий, не общий, а тахан ищут юрта раз нахуй. Там причин может быть масса, просто элементарно бытовые. Я приведу тебе исторический, смотри, приведу тебе исторический анализ этого вопроса. Например, мы много раз говорили, знаем, что все предгорные села и равнинные села были сожжены, люди загонялись в горы. Возьмем, хорошо забежим вперед, времена Тамерлана. Мы знаем, что были уничтожены процентно, все говорят об этом и знают, 20% ведь обещал ночи Халлаквина, Динвиснак 20% убиваться. Точно так же мы из исторических документов знаем, что никогда, даже в 18 веке, чеченцы не бросали трупы своих воинов, собирали трупы и хоронили их. Это мы знаем. Знаем, что не оставляли даже трупы, не то что говорить о живых детях. Сжигая села, уничтожая села, уничтожая другое, там уходили в горы, сохранялись горы, но бершен, телуч, берхуль, вала, ваца, хульшваца, ногчи, берду, хачхавич, криваш. Это даже не столько давно, и пример, который ты привел, это 20 век. Это 20 век. А что было до этого? Была Кавказская война. Рассказывает тот же Ермолов, когда какие-то чеченские села с мирных чеченцами происходила стычка, они за ночь
когда убивали кого-то, забирали все, что есть, уходили к своим большую Чечню и были на стороне имама Шамиля. То есть он описывал чеченцев тем самым. Это мирные чеченцы, Теркисти, Ашпешбон, в том числе все, кто живет за Терским хребтом, все, кто живет за Сунжинским хребтом, и Нохчимобайцу, Хинохчимобайцы. И плюс ко всему, представим себе, сделаем небольшую аппликацию того момента исторического, который ты говорил. Представь сегодня, возьмем чеченца, который на сегодняшний день, Ишер историю, Ишер кадек, Ишер 19-летний Нохчу, сегодня представим картину, которой произошла какая-то трагедия, и высылает маленькие дети. Этот человек не знает ни тейпы, он знает свой тейп. Он шанохши халаритер и бер шеядыш сей шеду аль-хаюцу. Пример я лушук абошун. Эти дети всегда будут знать только то, что говорил их отец. Их отец будет говорить, что тайпан масла, я бенову, я ваштрову, я варандову. Эти дети все вырастут. И он построит им дома, Ахмабахар построит юрт, Вахош, Бокабеш, что они сегодня для всех будут тайпа варандо или бено, или там энгно, или эшпату, без разницы. Для всех. Совершенно верно. Они сегодня его дети. Да. Султан Штина. Дух истории. Шо юча. Харшит он Бельшхена. Хилоз. دقي حقيقة باندول نانوش دين بسن يكر باندول بيش حق دالن حلقين نان دادوش ديسن دول بيش حقيات حلقين قين يا شيء ثاني دادين قيتشنا حلقين تير تيبان تيوش شاوك ابرزو نتسخل ميابوشان تير تيب نشتدوي شخل ترلو يا حون مدر ديتلا احتان لاشدينا والن تو اكانت ولح وخ وجريش تشيشواش حلقة واش هنا شاش بيلد عبولة تانت تاري إيشو شيء وجري بات ما قالش شيء هردوشون висят душон бош халмакейна халки вош. Конечно. И сегодня, когда мы начинаем говорить о хунядин, да, есть определенные тейпы и камниш, которых назвали тейпами в Чечне, онки тейпи, новые тейпи. Мы знаем, почему их назвали, потому что им не давали статуса на нашей земле как национальности, как народа. Им давали статуса тейпа, только тейпа, потому что они ровень только тейпу, а не всему чеченскому народу. Потому что, ибо это была правильная политика, и те ученые, которые это описывают и говорят, это абсолютно верно. Не нужно сдавать Арсюли Канду, Нокчичу Аш, а Миша Аш больше. Маслаба сюли. Ягумки кандуар, нет. Поэтому записали их как тейпы, потому что они уровень даже самому маленькому нашему чеченскому тейпу. А что касается этнографов, этнографы сегодня даже, которые защитили кандидатские и так далее, все в один цвет говорят, что в Чечне на сегодняшний день примерно есть мертвые тейпы, есть живые тейпы. Мертвые тейпы, к сожалению, мы не можем сегодня назвать все, они у нас не зафиксированы. Это наша малограмотность, наша ошибочность. Но есть и живые тейпы. И есть сегодня вообще формирование тейпов закончилось в 19 веке, я до ученых. То есть в 19 веке последнее формирование тейпов закончилось. Но поверь мне, зная по своему опыту и занимаясь нашей историей, я понимаю, что есть некоторые тейпы, которые появились далеко в 20-м даже, не 19-м, а 20 веке. От названия села и так далее и тому подобное. Какие-то непонятные бытовые взаимоотношения, спорные горные процессы между лам-койш, юрт-койш, муах-койш, керт-койш, обиженные, гоши, тет-цабёш, гергелунш, хедваш. Дух момент чуешь, у нас, к сожалению, этого добра тоже немало. Цундайра вайкиет лез. Иш милха тейпан балах, иш нохчи коман халар ицаду.
Ахмелыч Охтана, Бяхче, Цебяхче, мы знаем, что по материнской линии у нас не передается, у нас патриархальное общество, у нас только по отцу. Да, мило, эшбату, все, цу халка ини, цу лилини, эшбату шмаслабас, эшбату шука, эгвардла шука, ебена шука. Все, ебену, и даделла, имел шаху адала, вахаин, хинцен, понимаешь, хажал, аденка, далуай, асвадаяз, асвахалам киуру, но хасацкант мавати, хаот элес мавай, хадана не дема дини бош, и камер сам даст дирма даст лартавочу. Это полностью может у человека психологию в дальнейшем. Почему? Потому что любой цундоудин момент у этого ребенка может возникнуть. Сошивал харин цундоудин да царон, шиечун цукампиатела, суна там масла цейла. И вот таких моментов очень много. Даже цанкиата, цанк ант беш масла бабушкин. Есть такие моменты, что он цанк ант беш дух деш, укольно харса деше более مو ارخ درشه هر забац шайниш бац олишта забаш его цаци отсевиш. Поэтому этих моментов очень много. Мы нисколько изучая на одном совещании последнее время, ты знаешь, что сказал один представитель научного истеблишмента. Кстати, он и упрекал, он говорит, сегодня, я читал этого человека статью, он говорит, сегодня не нужно в нашей республике говорить о тейпах, это только разобщит наш народ басу. Это в крайне неверное суждение. Это крайне неверное суждение для тех людей, кто сегодня может профессионально владеть чеченским языком, но не являться коренным жителем этого народа. Мехкел и адаты четко для этого выработали какие-то определенные правила. Они имели гражданство, они могли жить среди нас, но они не имели права принятия решения, допустим, земельного вопроса, то есть вопросов государственных каких-то вопросов у них не было разрешения, а так они являлись полноценными жителями нашей республики. Но что говорит сегодня религия с этой точки зрения? Если ты знаешь, на сегодняшний день ситуация изменилась. Изменилось в каком плане? Сегодня появились современная наука, появились гаджеты и все подобное. И если ты являешься маслабахасом, кто-то тебе сказал, или ты проверил ДНК, или ты точно узнал, что у тебя происхождение иное, ты не имеешь права хайдех хавел больше хасокиш де хавелу алба ояца. Со халкину сунса и дахит, но с точки зрения религии, потому что иначе готов себе вместо воду альбутика. Мы не говорим о внутренних, мы конкретно говорим о национальности. Прошу не путать. Тейпы — это один народ, а нации — это разные народы. Поэтому с этими вопросами очень сложно. Некоторые ученые говорят, но с другой стороны, поверьте мне, если мы сегодня уберем те же названия тейпов или уберем название тухумов, это может привести к крайне страшной и непредсказуемой картины для нашего народа. Это полностью сотрет нашу национальную идентичность. Потому что, еще раз повторюсь, любой человек может выдумать или сказать, что я являюсь вашей национальности, садавина, нансун, цакарё, но сунхайза сунохчу. Все, после этого мы должны поверить его и сказать, нохчу отбиться, нохчу нет. Тот, кто изучает Нет, знать это, конечно, это обязательно. Кто изучает это наш фундамент. Особенно во времена Тамерлана, во времена Хазарского каганата, Хинциш, Джахиль хан Эду, эти моменты не самые лучшие были у нас в нашей истории. И там есть моменты, где предавали такие отпрыски, так сказать, которые были рождены от каких-то династических браков, от чужеродного, так сказать, элемента появившиеся дети, они больше всего были склонны к тому, в историческом плане, я говорю, склонны к тому, что они предавали или своего отца, или приемную семью, или же, если он являлся там 50-50, так сказать. И это и особенно сильно это зафиксировано в наших сказаниях или шкадегдари,
И это не только у нас. Еще раз хочу, чтобы напомнить. Тот самый великий Султанмут, ученый, который кумыки говорят, он был чапаном. То есть его свои кумыки и родовое его древо лишило наследства и сказал, что он не является полноценным потомком, точнее, сыном своего отца, потому что мать у них была разная. И не знаю, кем она была, то ли наложницей, то ли кем, но факт остается фактом, что его называли именно чапаном, и что даже у кумыков, и я знаю, то же самое было и у адыгов, и у многих народов, по крайней мере, они переняли от автохтонных народов или нет, я не знаю, но остается фактом, что от таких ситуаций такая была неоднозначна. Я уже не говорю о приемных детях, я даже говорю о смешанных браках. В истории они зафиксированы, как ли, я не знаю, еще раз повторюсь, я не могу сказать однозначно, что это так или нет, Аллаху алям. Но если мы говорим о временах джахилии, они зафиксированы не лучшим образом. То есть ты каждого второго, кто там перешел на сторону Тамерлана, кто там во время хазарских, я эти вещи знаю, я их читал. И я их не публикую, потому что сега цантай панюка, цашитай панюка, цаагу, Тамерлан ау хилла аллашду, то, что они помогали Тамерлану, предав своего отца. А лучше нохшиш ау алду. Но еще там нохчи был. Но сегодня, если ты скажешь, вы какое-то время занимали сторону Амира Тамерлана, тут может возникнуть такая двоякая ситуация, и цуюкай доудал тарло, вир вахкархил тарло, башт бухил тарло. Сундера и гунша чога и грань переходиться, это не говорит о том, что мы должны свою национальную идентичность стирать между собой. Вайгин смысла по прошлый эфир, вы помните, мы когда говорили о наших братьях, для каких-то братьев и некоторых соседей мы говорили о том, что мы один народ. И слушая наши эфиры, они выходят, пишут какие-то небольшие разницы, какие-то там устбин ваш, я стулбин ваш. У нас это стулбин ваш, у них это устбин ваш. Какая разница между ними? Они барана убивали, чтобы принять, мы убивали бычка, масла. Они смеются с нас, а у них такие же предания. Они смеются с нас, а у них такая же почти что ситуация. А в некоторых местах есть и там у кого-то хуже, у кого-то лучше. Поэтому эти грани нужно очень четко соблюдать и понимать. Во времена имама Шамиля произошло великое перемещение народов, я бы так сказал, с одного края в другой край. Сегодня многие из моих личных знакомых, с которыми мы и встречаемся, и общаемся, когда мы начинаем говорить об определенных тейпах, у нас происходит казус такой, который я говорю, не, подожди, это не вариант. Да, они прожили, да, они со времен имама Шамиля, но у них не наши корни. Они, не, там же прошло 4 поколения, но же говорится 4 поколения. Ну, ребят, мобилаш. Такой, и тогда не нужно говорить о какой-то древней истории, нам хватает 100 лет. То есть любой человек, который 100 лет тому назад пришел к нам, мы его должны назвать все Арнохчеву. Каким образом? Ну, допустим, цоша там новый убах, или цоша сюли убах, или цоша черси убах. Задается вопрос, черсишам оставим, это отдельный вопрос, у них никогда не было, у нас с ними не было никогда таких проб. Но остальных возьмем, да? Возникает вопрос, мечабу алам, теркел дия хуламбу, губу абючбы, бас, чучуаца ламба, цаметик яца, я юрти. Курган хирючи, курган хирю. Ну и бахасвей, смысла бас, если возникнет такой вопрос, с точки зрения, кто прав? Тот, кто говорит, что он... Я всегда, для меня, для меня нокчи – это все, кто принадлежит нашей национальности. А чечен – это может быть тот, кто проживает здесь, гражданин Чеченской Республики. То есть для меня чечен и нокчи – это разное. Это мое внутреннее. Нокчи – это другое. Чечен – это другое. Нокчи – это нокчи. Сундер Алмадуиз. Нас, когда выселяли семьями, а вернулась нация. Да, абсолютно верно. Башла?
هينز عجام وي ورد دش الهم دوز السيجر دوش شو ما دات إذا ميتشنر غولي سيولي غولي عن تيبو تلوش خلا إتج ده تلوتي تو بيوي يتعبير تو الغلط يجا تو بيوي تلوتي ده سنوت حق أستجيج هم ألجا ترويج ألسان دوشون ده وقتها دلك ترويج ألسان دوشون أتك تلوش خلا ده هينز طبعا سامباني عتيش سرقت زمان جا قونا بك قونا لورش خلا خيته ميلش قوما ولا تيوي أنتج واحد تشتون زودا يغتي سنوت حد فين ورق بكلين غيسوا زود دع يغت سو حق يالتوا إذا وي ورد دايش بو شنو سيجر دوش ده سعر إيه نحشو بو أيوة صبر دي هيدا تو تايب نخول شو تايب نغوق ده وجه هيدا هون ألجا ها صبر دي я хочу ها сделать поправку когда وقت بو وي ورد دايش نيس وش شغلتي ها стоп دي أوكي صبر عشان я хочу сделать صبر дي ورق поколения Ночмахко, собордаешься? Я хочу АФГ сделать, чтобы АФГ до конца вопрос задать. Или я хочу сделать поправку, чтобы ты не вводил людей в заблуждение. Во-первых... Я не ввожу в заблуждение, ничего себе. Нет, это заблуждение. Когда ты говоришь... Сейчас поясню, почему. Когда ты говоришь «стумабиня цюнгшейзуд», нет, это неправда. «Стубин элочхила», но сразу цюнгшейзуд югает Бог, это неправда. И он должен был определенное время, то, что ты говоришь, по крайней мере, с кем бы он ни пришел, там определенное время должно было пройти. Никто сразу свою дочь за него замуж не выдавал. Никто его... Я читаю, я не говорю то, что не имеет под собой оснований. Нету ни одного доказательства после того, как стубима биняха, что сразу этого человека кто-то выдавал за него свою дочь, и он становился полноценным членом своего общества. Это неправда. Такого не было. Он становился членом этого общества, он получал полнейшую защиту. Любая проблема с ним, ответственность должны были нести именно тот тейп, который несет под патронажем этого тейпа. Но он, еще раз повторю, в основном такие люди, которые приходили, чтобы ты знал, оно было для укрепления того или иного тейпа. Это раз. Во-вторых, не забывай это. Во-вторых, они приходили со своей семьей и проживали 3 или 4 поколения. Всем это вокта, где шокач вокта гуис, а бурдянши тохус ават, где шокач вокта гуис, дюч. И так тебе анвалах, и так на цун ар вахар, цун болар мугду хажи, нис ворх поколения. И ворх поколения да яля, цун гасам цун галедир луца яля. It's worth عارق غلط سدالع يا مرتوت سيالع تلوش خلا نجحسن it's worth دا يقع تحنجر غلط دال اللي ناخن تعزير دال هم خلا شو حقوق خلي وي بينش برتخ شو دايتي شيء كم دا شيء يول يرشا لرشا حايتي تتعيل تتعيش خلا وين ما مهت ادخل دا تمت يوتيوب تعيشون فيديو ويا из-за я спях мобилаш и хунбах продолжить не сразу. Но там должен быть определенные принципы и плюс ко всему. Даже пройдя 7 поколений, насколько я знаю, их не допускали вопросов государственного, то есть, допустим, мехкелю, цуюку ишбохкиш сахиллау. Он хает балансу. Мехкет шо, мехкелю ишбохкиш сахиллау. Даже если пройдет 7 поколений, их не допускали. То есть там и эти правила все должны были быть уничтожены. И уничтожил их в первую очередь имам Шамиль. Он хает балансу. Сразу теляхца и багдатсон. Я не знаю, кто тебе это рассказал, но и багдатсон. Сразу и в таком случае نخش مخو على هذين شو إلر عربوت وين عربوت الوت هو بقى نخش اسمه إلر حاجة أنالوجيا لون عربو وانت примеру инч ورق поколение يولا идеально просто шагумлар нохчи хулис хула мунхули нохчи ахуду итэлэцдол итайп дуй остайп на хулис он дясат эло чуиз он одэллек туахдушун иш понятно хилла инт официально цыган حاجة برات أفيتان سجان شدات أح هنز حوتي سودي اشتغل لي وقتاً شحول سودي تياشوها على اللي الخيانة عدل خلد الهما أحتوخ إنسان تدوشة أحتغل لي إنسان دوشخلج نيس خل أصنع خية ويز
قيتيا تزامن شو حقوقنا خلشاني عطلو تشخل قيتيا حقوقنا خلشان عطلو تشو تيجا رازني تسغل عملو ملواتي نو اتلي تشو تاح استقر ديال دولهم تروح دوشن وتو تقدر ديال ديك تروح دوشن هو تروح دوشن اتلو تشخل اتلي استو تايب نخول شخلق ان قاعسن تن ورك بكلين خيتي تشو تاح تن هما اللي شو شغلق قيتيا نو هو مباشر باش ها ها есть вещи, которые противоречат своему суждению того, что ты говоришь. Во-первых, смотри, во-первых, те люди, которые приходили за помощью, прошу не путать, это, по твоим понятиям, мы должны были принять всех Хазла, Маслабас. Было воинственное племя скифов, было воинственное племя кемерийцев, было воинственное племя, воинственное бог, Конхуай бог, Туан Бахуш, Дартни, Ляш, по твоим суждениям, а это как раз тот период, о котором мы с тобой говорим. То есть, по твоим суждениям, наш народ, пришел человек-завоеватель, и он все, и нохчеву. все, и حسوجدينش مو مش حميحنا بيس بروسو دون ميل حبيحنا شتيلوش معين بداتي وابلون ساعه تقوي توخ بيتابوخ борша. Я тебе поясню, как говорится в истории. И смотри, какая ситуация. Люди, которые приходили к нам обычно или просили, это политическое убежище они просили. Это два типа людей. Есть те, которые обслуживали, и есть те, которые политическое убежище, сегодняшним термином дейчного. Чтобы ты понимал, опять же, в основе этнографы говорят, их принимали не все, а принимали их тейпы, которые хотели укрепиться и стать более сильными. То есть Джимдел тейп, они хотели присоединиться к другому тейпу. Были и такие случаи. Одного и того же. إذا بقداتهم باشلا تمدل رحم اشتيلوش تمدل بوق إذا بقداتهم ها نو تاسون تاع حديث السلام عليكم etnogruš moramo še mnenje jucak ha أجدوتو النخش دا قربو شدول عملداتي إتيمات موغا نخش دا قرول ما شوخسو لا تاسون يسون خزدات هدو إذا بسنتين Амин Тисаевс ишт объяснить, то ворх поколения хитича генетически меньше 1% изначального нации Юсбахцун, если он женится, его поколение женится только на чеченок, в итоге из их поколений людей, после 7 поколений, у них в крови из генетики остается меньше 1%. Ваше утверждение противоречит исламу. Нет, не противоречит исламу. Духваха. Дэр салам хилвай фаях маруй, чун история хаусинш чун дай. Я арбу масхила. А что здесь? Нохчикам дуй, нохчикам. Что нас объединяет? Язык, понятие, кривые. Ой, понятие, что вы моту традиции, отцу объединяете, что кой дуй. Вот если мило хули, так хавен, ой вахи, ой нюкривен, ой тилет. Ой традиции шли лишь, ой мот бьют, шех юл халхил был, хабяхтем был мот, тацан уже бит билла. Ой хич, вот тантейп нот тилет скрича. И ой хунцо хулшу, и моду, ой ход ногчу хабяхтем халх. Вот урартур хабяхтем дубовый, например. Ажа урартур хабяхтем дуй, вот урартур меньше едел гир дуй, дат. Ой, ну как, какие элементы шкирион, да, чисто генетически один лет там хульш, да, так группе. Абсолютно верно, это невозможно даже с точки зрения медицины. Сейчас речь не об этом. Ажел Центароевский, я с этим мнением, я слышал это мнение, оно ошибочное мнение, потому что генетика это не подтверждает. Пройдет у тебя 7 поколений или 70 поколений, у тебя изначальный код ДНК будет тот же самый. Это недостоверно. Это раз, если говорить с точки зрения медицины. Если мы говорим с точки зрения адатов, я прошу не путать, что адаты у нас появились до появления религии ислам, до появления христианства и до появления там, буддизма или кого там, иудаизма. Не стоит забывать об этом. Адаты – это законы, неписанные законы. Они фиксируются намного раньше, чем религиозные воззрения многих людей. Но мы не должны путать вещи, как говорится, АФГ в одном прав. Прав он в том, что
сегодня нету какой-либо той национальности, которая бы составляла, и любой генетик вас может в пух и прах разнести. Мы не даем, во-первых, все 4 самые крупные генетические школы, университеты, которые вообще проводят исследования, они все говорят, нацию генетика не показывает. Это раз. Она показывает кровное родство, то есть он показывает только хайдех хавелу хоевацагой. Что касается народов и народов вообще как таковой, не забывайте об одной вещи. Если бы так пошло, если бы мы были первыми, то есть у нас ДНК-субсклад должен был быть не L, не M, не J, не T, а должен был быть А. Появляясь первой ДНК-группе, это группа А. Но мы не являемся группой А, масла Бахасом. И все появились, если мы говорим от религиозных точки зрения, от Адама и Евы. Но Всевышний создал и разные языки, и народы, знаем Писание, что определенное время все были одними и так далее и тому подобное. Правда это, неправда это. То, что написано в Коране, для нас является последней инстанцией. Если мы говорим о временах Джахилии, народ мог собраться, говорить на одном языке, быть и стать этносом благодаря тем, как говорит АФГ. Но тут совсем другое понятие, и по нашим адатам. Никогда народ не перенимает язык и культуры, и традиции у слабых, чтобы было понятно. То есть они пришли к сильным и попали под их влияние, и они просили у них помощи. Это совсем разные вещи. Они попросили помощи, они отказались. Еще когда не было ислама, еще когда не было христианства, они сказали, мы хотим быть частью этого народа, мы изучаем их язык, мы хотим быть слиться с ними в одно единое целое. А иначе говоря, извините, сегодня, когда мы начинаем говорить, тут получается, то ли ты сармат, то ли ты скиф, то ли ты алан, то ли ты хазар, какая-то ерунда получается. Поэтому приходили в первую очередь, приходили к сильным воинам, и не так, как ты пришел, ты завоеватель, ты красавчик. Да, у нас была и такая тема. АФГ прав. В каком плане? Мы всегда брали имена сильных воинов. Это в наших адатах было. То есть мы взяли имя Батухан, Чингисхан, Тамерлан, хотя они ненавистны нам. Они уничтожали наш народ, они истребляли нас, наших с вами предков, матерей, детей, сжигали села, уничтожали все. Однако у меня возникает вопрос, какого черта мы сегодня должны быть, допустим, какими-то, я не знаю, тюркоязычные имена или какие-то другие имена. Ладно, я могу понять, мусульманские, это с точки зрения ислама, это хорошо, там взять имена пророков или взять имена сподвижников, это религиозная подоплека. Но какой религиозной подоплеки можно брать там имена там хан с приставкой хан, или бей, или кей и так далее. Там не кей имеется в виду, тей, а вообще басом. Бек, да, абсолютно, беки всякие и так далее и тому подобное. Поэтому в первую очередь мы должны понимать, что принимали тех, кто просил у нас помощи и кто попадал под полное наше влияние. Это раз. Что касается, я прошу не путать, еще раз, какие были у нас нравы во времена государства Урарту и Хуриты, и какие были у нас сейчас, это абсолютно разные вещи. Потому что сегодня, если географическую карту положить и взять 4 основополагающие гаплогруппы нашего народа. L3 – это индоарийская раса, Q – это индоарийская раса, J – это относится к семитской расе, а J1 и J2 и разница – это абсолютно разные географические места. И сегодня может любого человека сказать, а что, откуда, вот с Северной Америки вы пришли, или с Алтая вы пришли, они могут сказать, там, или с Сибири пришли, Q, L3, вы кто, пуштуны вы, или кто вы, индейцы, точнее, индусы вы, или откуда вы пришли? J можно сказать, J1, J2, вы кто, ашкенази вы, или же вы арабы? Поэтому об этих вещах судить тупо по генетике, по этим вопросам нельзя. Все это заключается элементарно в простых вещах. На сегодняшний день сильное племя потомков Ноя пришли, и кто-то, кто получал свою помощь на этой земле у автохтонного народа 1000 лет тому назад, 500 лет тому назад,
они утеряли. Мы их не осуждаем и не говорим. Они просили помощи у сильных, и они получили. И они неотъемлемая часть нашего народа. Мы говорим не о сегодняшнем, не о тех людях, которые прошли там 1000 лет, 1500 лет. Мы говорим о тех людях, кто пришел буквально 100 лет тому назад или 50 лет тому назад. О каком вы можете сказать, а разве Адат? Адат, да, но сегодня, Мадардицевой, сегодня те, которые потомки адыгов, которые здесь живут, они никогда не говорят, они говорят, ну, цен ног чему отбьешь будешь, ой, сгылок лилош будешь, ценцов в жизни цара, я питан доуды, альметик бат цара, цара шахмы, что а ты кончерси душа шокса. Вот Асадбог и Мадаисом. Есть точно же аналогичный безграмотных баранов пример. Возьмем Теркал Диага. Есть, я столкнулся с этими, которые там начинают хатай понурать гуной. У гюнариш туда-сюда. У вас терский казак. Ханде да дани. У терский казак. Я баран. Он яра. История цага. Не, ну уж безграмотных людей всегда достаточно и много. Мы сегодня не судим о тех людях, которые прошел 1000 лет тому назад, слился в единый этнос. Когда мы слились и когда мы стали единым целым, это совсем другое дело. Но если мы сегодня будем говорить, что любой авианс, мы так говорим, как будто половина населения у нас пришло, стубен вышел. Нет, это единицы. Это единицы. Что духдаш. И не было такого огромного количества стубен вышли, как вы думаете. Это, повторюсь еще раз, единицы. فيرتع بسلامة فيرتع دي أزير دي بعد صدو دي أزير دي بعد صيوقع إتحيت تشيلسي بوق شاش تايبان تشيلسي دو أولته شاش تايبان تشيلسي دو أولته أحتاج شو إيش بوخ إيالش سهين روي سنا واستوي سجارجا وي زودر شكول إيش تأخشو بوخ تشيلسي بو أحتاج بالبرقش Челси تايبان دو أولته تشيلسي تايبان دو أولته تايبنا شوي لو ما بيدوتي تغطي تشيلسي نجح سنتون تشيلسي خير شوي تشيلسي وقدو ده استقطع نقطة تايبان وقت هو نقطة وعزل إزماي وبوستك ما يقولون وين يقبح كان بو تشيلسي بوي إيش دخلش إلي بو إلي تشيلسي بو إيش مش بلا تا групп يقيان если эта группа ассоциирует себя с другим народом, значит, إيش ويق بات. Понимаете, вы не جيم صابر ديلا إيش أشر ما شيخ منصور دعواك شو تياح إيش خيول شيخ منصور سان حبيح كان خيول رازني تياتيس أسبوع خدو если أنا ассоциируют себя с другим народом, إيش ويق تايب نبات. أي خديتان عقال وش سخيل أي خديتان تعال صباح شاش تشيلسي دو تايب تشيلسي دو باختار شاش نخشي دو باختار حتى مو أخو الشبع أخبع شو هو قوم سي بير قوم بيشعطان بير لطبي الشعلات إيش ماجو لطح إيش مخلت تاع يسش تشيلسي دوبا تشيلسي إيش قيقامق قيقومق بقش وين نقطة تايبنا باش إيش نقطة تايبنا نقطة تايبنا خلشة تيرا لو مع متل بيز نو تير تير باتيس تايبنو تلاتة أتاشي دعية وشو كيتو إذا وجه وايد كل تايبنو تلاتة بس يرتاح تشيلسي بوكش أوكي تشيلسي بات إيش نوحكي بوك هذا أوكي هذا صبر там сахатер дуса останется хуш что хумба примерно представим что ают свои садой чебрила тайп тук садой тайпа масла лам бойшбу метик шойшу цигар ашбол коренной царт элятся нахбу масла бахасан они их приняли на равнине хуза лаха вах элятся цариш тагана лома ашбол садойш لخا بوش بوسادو штеля تцен долди до хаусерду элш ты считаешь или ты думаешь что иш лом халабан харлам тхабу ал итбах атер я дойт бах собо ها башна что не секрет حاجه если تشيلسي دو تخبوش كلجا يتعمج اوتر تايبان تشيلسي دو باغرها تايبان تشيلسي كلش باتش ايش تشيلسي بو ممكن شدو شيش باغا ممكن بو ايش نغحسن اشتيلات سان تايبان تلات بيش بو ايش نغحسن نخش قوم خلش وستايبنو تيلا تتارغ دو ال اش بو اش زمان جو تشيلسي ربيح كان اش بلاح تحت كلش بو تارغ نقطي شو اصلا ني سقيت شو
Если они себя ассоциируют Челси, значит Челси букуш. Ну, Азла, еще раз тебе говорю, все время, когда приходили обществами или сливались в нашем народе, еще раз тебе повторю, не давали, ни в коем случае не давали статуса народ. Им давали статус только тейпа. Об этом прекрасно говорит и Саидов, говорит, и остальные ученые. Этот статус... Поясню тебе. Есть люди, которые стубинваш, которые хотят влиться. А есть люди, которые просто пришли и дали им политическое убежище. Это две разные группы. Так вот, те люди, которые пришли сюда и получили политическое убежище, то есть они стали, и язык у них, они говорят, и все остальное, когда у них спрашиваешь, они могут сказать, что новый тайпану, они могут сказать, что черси тайпану, потому что статус среди нашего народа, им народа не давали, это родина, это земля нахчийцев, понимаешь, а не земля черкесов и не земля нагайцев, это земля, именно статус им, еще раз повторю, многие путают, это говорит не о том, что их принимали всех, это говорит о том, что им давали статус, сам мужим тайпной, в котором всего лишь 10 человек. Биваса эстейпан махбуй, эстейпан мах, кьетео махбокуду, то есть статус его, цена его, она была равной с остальными. Поэтому этому, какой бы большой ни был это народ Сюли или Гумки, какой бы их, даже может быть 10 миллионов, но в Чечне они имели статус только тейпа, потому что их принижали до уровня обычного тейпа, в котором состоит 10 человек. Им не давали статуса, понимаешь? Я публиковал, и у Саидова Заурбека они есть. Им дают статус тейпа, тейп أحسن статус يلا بيدبوي تيب تغيل شلون إما دو يدوي شتكلون ثاني ممكن ثاني حتى يدوي شتكلون والله قيت наоборот. Нет, ты градацию не даешь. Ты вообще говоришь, что тейп это даже не кровно-родственные баха. Это твое мнение, а нет... Сомнения, я могу доказать это. Видео говорит Рюкон. Видео, ты мне покажи научно, где это написано. Научно, махун, башлахун, научно, мел гурт бугай, дух был джаби учбек. Нет, конкретно косяки шкарякон тебя. Нет, косяки это одно. Смотри. Тебе верить, какие у нас основания вот верить тебе? Дела, боды бахадез, нис бога, мелчунат еш уештат, пасан бог сомнению. Тогда осталось пелланде, что то лишь ельша убалдич, остальное кто дюйцак, шансала еш, цатеш что. Нет, делайте поправку. Это утверждение или предположение? Это, да, вот я хочу, чтобы было... Воздуется, утверждение, я так думаю, воздуется. Я вот эту версию верю. Как ты можешь это утверждать? Зау, собордеш. Башламик, вис халитанца, да? Давайте сделаем так. Есть исследователи, есть научные работники, есть профессура и так далее и тому подобное. Я понимаю, что это всего лишь для некоторых людей, это всего лишь ярлыки, но для людей, которые посвятили этому 15-20 лет, эти вещи есть конкретный указ. Если сегодня у тебя есть конкретно сильные заявления, если ты можешь обосновать, тебе ничего не мешает свое основание, на основании своих утверждений пойти защититься, опубликовать и вести это в научный обиход. А все остальное, то, что мы сегодня говорим, это только наши суждения, которые научным образом никак не подтверждаются. Это всего лишь наши разговоры. Они не имеют под собой основания. Почему я тебе поясню? Сегодня тебе никто не запрещает сделать свою кандидатскую научную работу. Любой она Академия наук дала, университет дала, ты должен это подтвердить. И когда будут люди, которым ты доказал и показал естество того, что все, что ты говоришь, как правда, вот тогда мы можем говорить. А остальное четко описано, есть градация, записано кам, тухум, тейп и цену, фамилия имеется в виду. Эту градацию пока никто не изменил. Это тоже мы обсуждали. Но то, что ты говоришь, допустим, под общее понимание слова тейпа, нету нигде, ни в одной научной работе. И даже по твоим словам,
по твоим словам, гары и неры, происходящие от одного отца, у тебя каким-то образом получается с разными ДНК. Я, правда, это не понимаю. Başlam, hani sakatan gar na shvosha gerger du байрас. Но вот тебя а что разные гар на что и shvosha gerger дать байрас. Вот это не понял. Само собой. Не, и гажал, из гара ходил дуй некой. Будер вот это, что-то даёшь линию. Это да, вот что даёшь некий бут ах гар. Дохар гар дут ах буднеки. Осно не сакиетшу. لا خات مجد ده لا برات ابجات باش هون هيترين بوش دات اون ازي لا خات ابجات تشيلورنات ان ستيب يقعد تشينتيبن تانتيبن تو غنا روشي قاش ودحر خاطشتك عملش نيغي وولا وهو ملش غار وول كيتيو اذا هاوسيش يوت غار دحر دو اس ايتالن دوشون ايوم 100% ندوشون غار دحر دو تاق نيقي بو إيش لا لبوجن كاتم مقدر. أس بقيش ناخي واخش خاتنا خمولش نيقي وسو جيخي نيقي وكودي نيقي وقنيقي وجار يخوج دقاش دو تا جسجار بطل دو سريول ديته. إيش دو هم بطل نيقي مو غير دو إيش ديسلوش دو إذا بطل قديم سواس. واس بطل زين نفسه. إيه هاوسيش وي. باشلا. هاو. نشاط وهي دحر ديش تكودر يا بيت سدير ويدو داتو تيب شغلات ديش دروي حاجه شاشه وليش بروست وليش عشان وينوقي حبيخ كان بوتا بوستيم اديك شغلش كوميك شغلش تا целыми группами аш буш то اديك شتو بوقت так уж аж ногче тейп дельче ногче хулю ишеш اديك сtan خيش отно وليش наш дючтек то на цахиет сюда да حاجه جوا بريمير اولي روكا что можно حاجه هين خيور تاع بيرشبل تشيلسي تايبن تشيلسي دو باخ حاجه قوم نوختشي دو باخ ايش شبعه طي تاع شدو هو مخكع بيرشبل طي قشو وي تحجوار لاتشي ايتشوار هيت دبتير ايتشوار وي نوختشي كيتلوخ قوم شخ يق يول بيق خيش قاتش دايجين اولش شنو مع نقيتيو إيش وين يقع عشين بع أربع شق جرجة ويت بخبو إناخ تارخ قصدم خلي ترحمه شيء قوم تيب أول شنو ريبريد دينا عادي تنسى إيش مش بخاي ترحم نوشاش نوختي دو أول إسناخ شبع شو دالش تيبن تشيلسي دو باختر أحتاج هنس شو نوختي دات شو باخبار إيش نوختي ألجة ما نيس بقول إسمون خل خيان نخ بوي چو عش بو چوی چور بوقشتو تن نه غنیق عش تو بوق دو نخچی بوقشت توی سی خچ بوقشن است شو موج بود перевернуть сам мозг هیچ آخیت دوشون نخ چوی بوق دو اوخ چور نخ بوقش هيتيا توز حتى دو جدا 98 года عادش تبي تخسو церковь ду церковь это адюзек обадиюс сардюштек ду адюзек дон ибрагим извар сардюштек шват чур нах буба изду ажа нах бог ду чуй бог ду غلغاي чуй оли допустим غلغа да качен метр нах вот нах чуй غلغا чуй олш да ичо халса да хит долин хит изам хит долин дуца изам пуш долин غلغاي وقت олотуно السؤال انت كدو او цан территорию чау аш дела хау نختي بوش نو تايبن شيش نجح سنتيرا تشيلسي خيش بلا تشيلسي بوكش نختي باتك هو تن وي تايب نخ باتكش وي نختي تايب نخ باتك تشيلسي بوكش статистически есть статистически نختي شو عاش بلا نختي بوش حصل صبر ديلا يا كويس смотри نختي شو عاش تاقم قاسقي نختي خلون رسي يعني الجمهور يقدر رسي عاشوها مثلا دي رسي قاسقي وات رسي يعني نقطه وتوجه سامي انت عاوت ما بزي ويلو خوش ديجيتال هم دوي انت مو تاع شو خاطره باخذ ناقي هو انت نبرتان ملخ ديت شو ناقي كيس не подожди شو تعمل تقيت شو عجل ثاني هم نخيت ناس قعدوا يشوفون بدك الله تعمل بيش ساكولتوريوس بو نخ بوي ايش بو تعمل بيش ساكولتوريوس تا غير قوق دوش بو نخ بو نخشي يتيا ويسني أدل جروب شليت ولج نخشي دحر وقتن تيبنا شو عليه تقص تيبنا سستيات يشتوي
именно Ажа ногти будешь? ошата. Ажа, Ажа чуа версита версита уоху ногти чу. Чуаха уши ногти мот ногти гылкшт июцар ногти хулюш. نجح أحسن شيء ده تبغى تقول شيء راس كتير خير تلعب تقول شنو Уж цашаш бубага базар в любом случае цара ногти цахул худичи. Ну не получается это вот ну да кауцер. Киш комар. هيك نوت لا تعمل هيك نوت لا تعمل Собордайся. Ой, ногти понятно. Собордайся. Я сказал в предыдущем предусловии, я сказал о том, кто и какой статус имеет. Раз, это научно зафиксировано. Второе, по статистическим данным, ступень вежри на все население нашего народа, даже в после Кавказской войны, было 0,005%. То есть это очень мизерное. Это раз. Во-вторых, на сегодняшний день в Чеченской Республике сколько тейпов, кто знает? Я знаю. Собордила. 135 или 20. Никто, сразу я вам отвечу, никто не знает, чтобы вы знали. Сумма вышла. Потому что Собордила. Давай скажем, то, что ты сказал, это твои измышления. Да. Давайте, я говорю только о научном. Измышления, я отвечу. Карта я так еще. Карта, еще раз повторюсь. Но я хочу, чтобы вы понимали. Для начала, если мы берем сегодняшнее количество, оно, скажу вам, за 200 тейпов душу. Это раз. Примерно, чтобы вы понимали. Но сегодня 211. Сегодня, по последним данным, которые есть, некоторые гары и некоторые некоторые заявляют себя как отдельные тейпы. Да. И за счет этого сегодня 300 с хвостиком тейпный суштушун. Возьмем вопрос, возникает вопрос, что же говорили изначально все ученые немцы, все в том же числе и Мамакаев, и все остальные. Сколько было изначально чеченских тейпов? 40 копеек. 40 копеек. Нет, 60, 63. Некоторых 63 это уже было в советское время. Нет, это бирже указывают. У бирже есть, так что это не советское время уже. 63 тейпа, которые изначально считается, что были только, которые говорили, что они ногчи. То есть да, их указывают 60, некоторые говорят 66, но в любом случае 60 лакарбукаш. Не больше 66, но сегодня являются столько. Опять же, это не обозначает то, что нарнийцы всяческим образом пытаются сегодня говорить, что, мол, вот они изучили, прибавились оттуда сюда. Нет, конечно же. К сожалению, гары, некоторые даже свои фамилии именные изменили, имеется в виду, назвали его, сделали тейпом. Поэтому есть какое-то суждение. Есть общенаучное, есть измышление и есть реальность. Реальность такова, если мы будем сегодня по политическим суждениям говорить, все люди, которые якобы получили, еще раз повторю, Черси, и статус ЕЛР публикации Емаина Асундерба я опубликовал, где это нашел, в какой это книге нашел. Здесь написано, что именно исходя из того, что политического воззрения этим людям давали статус, еще раз повторюсь, давали статус тейпа только потому, что они были равны самым маленьким чеченским тейпам, несмотря на их количество, какое бы у них государство не было и что-либо не было. Это раз. Во-вторых, сегодня американцы считают себя отдельной нацией. Они говорят на английском языке. Являются ли они англичанами все? Нет, конечно, не являются. Это насчет того, что все чеченцы, которые говорят на чеченском языке, являются ногчи. Это неправда. Это абсолютно неверно. И по сегодняшним меркам, да и по любым меркам, извините меня, любой сюли может там, который прожил с нами, грубо говоря, 100 лет или 50 лет, даже может 20 лет, он может знать чеченский язык, но это не дает ему повода становиться ногчи. Потому что он, во-первых, это нужно доказать,
Во-вторых, почему? Потому что хок вот эляцу, хок юрта хакарт эляцу, и абоштал дешнишена, хожуаттал дешо. И просто так мадати, нохчи, халхи был нохчи, хума аудал мацали, хазнех санайк алдошталай. Цундера есть моменты, когда мы сгорали в сам даол, что бухвуй основание изложите ешо, мудари, му элдер ай, му нистелдер хай. Цундера вой олшхайна ха сихмалу. Цан еллил статус, мы это видим с одной стороны, му нистуй, они сразу же вечер оштек, царь уамбина, ой цера бяха, ой харадина, но извините, церам Карачаевич бяха, цер Калмыкш бяха, цер там Кабардинч бяха, да, 2000 семей кабардинцев тоже выслали, есть в документах, и так далее, и тому подобное. И сегодня можем мы сказать цер мелбяха шкирбу, это то же самое является, потому что тут вопрос не становится. Если есть письма, и мы знаем публикации во время депортации. Бакар, ты знаешь об этих письмах прекрасно, которые писали письма. Нас забрали во время депортации по ошибке. Мы не относимся к этой национальности, мы являемся теми. Хонхайт бах у нас, АФГ. Эти люди, Стубин, Телец, политически убежище, прожили здесь 100 с лишним лет. Но после того, когда депортировали, когда вопрос, зная наш язык, зная нашу ментальность, все наше зная, эти люди писали в ЦК КПСС, что их по ошибке прислали. Они не имеют к нам никакого отношения, кроме того, что они проживали среди нашего народа. Башла, я больше скажу. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я прошу здесь прекрасно сони письма Шхангер Духаун. Я не называю здесь тайпы, потому что я не хочу. Я понимаю, да, тайпы я тоже не буду называть. Это политкорректность, это не секундача. Один человек или 10 человек, за них не может нести ответственность все остальные люди. Цундера, ой, я галгай бордать, я анди бордать, я черси борд, ой, да, я завуалированно скажу. Вот поэтому есть эти письма, которые прекрасно опубликованы. Ишт эляца барон АФГ, ишт хамичалец бухан, ишт тагна кузацет, эхе аша йона, тагна имат бюча бон. Но эти письма стали публичное, как говорится, достоянием. Знаешь, какие отмазки сегодня некоторые люди ищут? И болдать, и ких-то... Ласкаш придумать. Ласкаш придумать, и НКВДшник. Юбка питантастыня. Вот возникает вопрос. В тот период абсолютно наплевать НКВДшникам, любым спецслужбам, кто там какое письмо написал и для чего это сделал. Почему? Потому что все в это время были в депортации. И после возвращения я хочу напомнить слова всем нохчи, которые Гайрбека муслим дал декал вале, дал дукава вале, дал ялсмани хаша валез. Сун алварду Гайрбека муслим сдин дол камел дегдошен, вайч эбер лашку, вай нажиурта асбол, нохчишка ауха асбол, нохчишка эллек. Эльдо ас дегдоачунца. Мабитлаш вай махка. Мабитлаш вайнюка, вайнбали дейр душуниш. Шей муак, шей юрт, шей лам, лырбилаш, варилаш, кан айш. Цар хар шей дубош, вайнбали дейр душун. Гайрбека муслими гладуёре духа боча. Цадюхар. Вайнт балбе анчхена хухлер духа боча. Шей дейсар. Доцар штеца изваш. Берш адабитин. Боцар штеца изваш. Цар ваймуат бюцар ал ишнокши цахул. والله بالله تالله تقول دال باق إيش بات دال بيرو إيش الله دال باق حيقومك يحاول واتح شيدخ يحاول واتح ووتك إما وذويه ويغوك داست إبا وينوخشي تغنيش دينا شملون جيرك دعوارتين بوي ويديبش دوي عش دوي بوتش إيتسا باز بيش إدوتح باللجين هقومناخ دا هينز уже ви анте واعل هيتسا مسو خينا ورخ دا وري هينز وي انت واعل قان عيش ساري وي ادو سروات موخي كان تو ادو هي شودو تون مو تون خوش بك خزنه سن قورجي بوش خزه بوش دشي سن بول مو بو نوخشي مو خوش اما اي بوغ دات اي وي قوم خو
Он дальше. Башла. Ой, Как раз. يود أقدر أوشون. تخطيب مدر تخطيب نغلات إيدوشون. سوري دس إيميل تشوت إليت ولا أقطيبو تعنخين عستوبين ولا خرد لا وجد لا تاليش دينا إيش باتوي مصلا باخسم إيش باتوي لم إيه وغوانا واخين هر سلام بو هر سموح بو بقوة سلوك إيميل إليت ولا وعيروي وحا تون جواب بلردو تون دولة ديدو اتخويت سخيرو أما حموح لامبيت ولا تون زعم داسي بقولورا ياتي يلا ياتي إعادة ويوري إيش كردون السوندر майле не путайте вещи, которые бытовые вещи и вещи, которые политические. В политическом плане им не давали такого статуса даже после 10 поколений. А если давали, покажите мне хоть одного представителя иного Струбин, может, Эвианула, который имел инородное происхождение, который получил хоть какую-то, когда мы были независимы, когда мы были, каждое общество по себе, который возглавлял или руководил этим народом. Не мягкая люка, не мягкая шюка, сами тахлвачо. И у них алейкум, башка. إذا وعليكم السلام هم شا ويديت مال دولو ويتحن أغور بديجر ودياش دوشون أقوم يقع ونتنال سيبراتيزم رزيجر ودياش دو هند ألشة دي حاسيها أصدق أوكشون سولشة سورك شيء تيب دوبا в том числе сам до ушло цен ночи тай беной шейх хабел бубош бушуниш чунгрой бушун белхтой бушун сулиш хадяш но камял душуни царна подливать яшбой диха малбузи хадо вахошин камял цар тебяч калмикш бушун цар тебяч нагач бушун цар эцея хунки бушун цар и хумшичу хундю цар в первую очередь я то что куду шучар бахаркы шучар бахар асюгат акаба вайстубин вашвала цар устбин вашу масла бахас. И из-за разницы в шумдате это смысл один и тот же, который несет смысловую нагрузку. Да, я спится бахас, свой дихаться бах, но вейвик вей адвитеруй, вот сега вей тиязу вола, хацунаха хапар чупар хаду, тан вейсан иманс вей раствориться дин интернациональный камхал вей ищец. Чечен, бу ночи. Чеченский мой. Башла, совистского дуккою мафица. Совистский. Башла, Велион. Велион, дересу, хока болчага масага саламашалду. Башла, и до иордани дабон бол эхш. Гала кедушаш تونا دينسا ريستي لوشورسو تتا ماسي ساحتي لشو نقطة سوا الاشورسو гала тожуй гала тига маини тикша тига гала кедушаш المسألة вил ош меткюкви вил аш беш мабуш вил буш أكتر شو مشر ويل خو دوشاش وطاق بوتر ويل خو دوشاش إسم ويل خو قلن اشتمت شاش عين مشي مثلا أصلا مشر سكوتر يختاروا أوقس تيت متيقظ كاتر خوص أوقس أكتب شو كاتر مثلا يالخر بو شوي إنش بوبا احتراسو 100% и чой эхка ялхаря ишт ялгахтосо башла. Он тоже может быть абсолютно гунда, с учетом того, что еще непосредственно мухаджиры технина будешь, они многие вещи могут их градации оквай из-за все-таки 150 лет модалицу юкай. Может статься 10 лет тарло, может статься хум не сакията тарло. سون بعضی چی مخاجرش تعبیرش خیلی نسوید اول طبعاً مخاجرش بو سر شاشه سخن دوین دعوی نیخش دو اول شاش اگر سوید سامو то есть مخاجرش بو طبعاً سر شاش وی نخد اولر سر اولر غلقی بود اولر نقشی بود اولر ایش کامیالدی نسوید ام بعدو и царь Эля это смысл к тому, что война в Дуаше в 1928 как этноним придумать, иньяти, элэрдори, они путают совсем разные вещи. Мы говорим о совсем других вещах. Слово «война», «войнеху»,
Лулар нахуй, Гергер нахуй. Никто не говорил, что его Эдваштадт, что его Яковлев с Мальсаговым придумал. Никто об этом не говорит. Мы говорим о других вещах. Мы говорим конкретно как об обобщающем этнониме в научный оборот ввел его Яковлев при помощи Заурбека Мальсагова. Но точно так же это не имеет названия и не имеет силу как этноним. А они все-таки сегодня начали давать обобщение. Якобы это обобщенное название относится, ладуха. В научном обороте четко сказано, кто такие вайнахи. Это чеченцы, ингуши и бацвийцы. Все. Там нету никого больше. А сегодня, вплоть до Чумакова, Хамза, Хайгам Бяшуи, Муаллуи, имаму и Междга. И он говорит, этот человек должен был знать это. Вайям бахцу, эхки, мелхи, нухчи, галгаву, шадыш, вайны эхмадей бахцу. Он имеет в виду война Ахмадей бахцу. Это вот обобщение, оно делит чеченский народ автоматически, отделяя от нас мелхи, масла, эхки и остальных. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, когда вводился обиход в войнах, там имелись только 3. Делили наш народ на 3 части. Это бацвийцы, это ингуши, это чеченцы. Никаких мелхей, тирвай, уарствай. Никогда вот в этот термин, якобы делящийся этот термин на 3 части, не входили. Они были одним народом, нашим народом. Но так получилось, что при подаче Мальсагова слово «нахи» и слово «вайнахи» они вели их сюга, хэнга, милчунг. Любой научный сотрудник России, Европы скажет, откуда берет начало это слово. Они постараются его разделить. Они скажут, да, вай это наше, нах это народ. Это слово является, там, допустим, чеченским, маслабас, чечено-ингушским. Это правда. Однако, если скажут, как обобщающие 3 общества, которые некогда были едиными, когда попросят перечислить, туда будут входить только чеченцы, ингуши и бацвийцы. Никаких мелхостинцев, никаких орстхоевцев, терлоевцев, биноевцев, эксбайтоевцев и всех остальных там не было. Ни де юра, ни де факто. Это нужно понимать и четко. Поэтому я не против слова этого. Но я хочу, чтобы мы же говорим, если вы говорите о каких-то просто разговорах между собой, чисто болтать, туда-сюда, это нормально. Но в науке, все, что он говорил, для меня станет весомым, когда я получу какие-то конкретно описанные в научном журнале, в научных исследовательских работах, я могу это сказать. У меня есть ссылка на, допустим, на АФГ, который занимался этими исследованиями, и он в своих работах говорит так-то. Его поддерживают такие научные деятели, такой-то, такой-то, такой-то. Оля, все, это имеет силу, это имеет вес в науке, и все. А если не имеет, это, а кто это? Ну, это говорил Башлам. Ну и что Башлам говорил? Кто такой Башлам? Кто такой АФГ? Нохч Махко? Это часть этого народа, но они не являются, примерно я говорю, они не являются ни научными сотрудниками, они не являются ни кем-то, тем-то, тем-то. Я хочу, чтобы вы понимали, статус наших слов зависит от науки. Без науки это просто-напросто устные предания и наши домыслы. Поймите, я не против ваших слов, я не против ваших взглядов, я за них. Но тажим серьезный гумант any слой, никто не будет слушать ни АФГ, ни Нохч Махко, ни Ахмада Абубакарова, ни Башлама Чимаева. Там должно быть конкретно ссылка на определенные моменты, на определенные ссылки. И мою чамелил сахульшо проблему, даже в час асбак, это YouTube чабула язин зуд, она говорит, что она студентка ЧГУ, то есть Чечено-Ингушского государственного университета, что ютубовские науки, это пример тому, что я говорю, если бы, она говорит, покажи хоть одно слово подтверждение твоим словам, но она не знает, что у меня есть в Инстаграме, грубо говоря, 13 тысяч постов о чеченском народе, где каждый 99% из всех постов я обязательно оставляю
сноска на эту книгу, сноска на этого ученого, автор этих слов это или гипотеза, это теория, это исследование, это полевой материал от этого человека. Если вы не делаете свои работы таким образом, всех это касается, и меня в том числе, и Заур подтвердит, он в этой области работает, Заур. Без этих ссылок и без этих доказательств, чем являются наши слова? Вот просто скажи мне, вот человек, который занимается наукой, занимается в этих кругах, чем это занимается? является просто его собственным мнением, не более того. Все. И имеет он вес вообще где-либо? Абсолютно никакого веса это не имеет. И дословный. Самое главное, если Бог что, если сейчас черси речь белахтен, что черси ду, то ночью ду элер, швей хулю Бога Бога, и ночью черси, мой дорогой, ночью черси букуш. Но если они себя признают, речь о махшеш, признавать дешко, ночью хулю, мана просто ночью чуаш будешь, ночью черси элер мегедук сера, ночью гумки элер мегедук сера, чуаш булди. И все. Закон وي قوما دقيق شويك إملو وي حقيول وي تيبنو تيلات عن تيبنو وي حقيول ما سيت بكليني خيتيل وجه وي موات وي غلق بقيوم هاتخوش يو который себя не признает другим уже все شو خوال حقيول لبو وي نقشو بوخ شويك وش حقيبيك وعاوشن شي إمام شمال زامنا خويل ميو خويل تخو شوخ داس قوني عدن تو ممكن دو بوش عش بالأحسن نقشو موات بيسك هنا بري حرسي دعوانا أغاز موات بيش حاليا لرختانا Русский хочешь мовать его? Башла. Is دوس بوشك. إنيس دات بوش. الصحيح قدرس أوجس дальше даются дats. Все, савело. Вот тейпши сейлорас упоминать и даться, чтобы не накалялась обстановка. Те, тейпа, он садит, по проблеме. Не, там, ОВГ, там очень сложно, там. Самое сложное, да. Ладно, так глупость. Интивой и ногчи тебе кан уже вахоешь ногчи еще хиет богш бешауин халут има уахтилла сразу начали открещиваться. Тохош по вайнха вайин свой тетвач бешаец на аболуш больш и такой тейп доли уж шавик ватига чеченский происхождение имеете что хобеш сюлибу цуюа уж первые которые отказались от нас شاش هوش башаш общий аварциш по элла хашей отказаться дыр все уже дата смегуш отбить табах as принцип ночи чуа перут он был уже самим это не тебя касается, это вообще для всех касается вообще просто он акцентирован дать ОВГ немец депортация Волшхайна, он здесь осел, ой, мог кажется, Уайцан Ахмабахар и Вела, айна хаахуша хайнтихиу. Ногчи, да, ногчи зудаяли. Ногчи шит он Белчхайна, окчуая концу изам, вот исаннах бент илочба. уже واحد التياتري это мне вообще не интересно. Чаще укроен халзам правата шейгай танца лицо. Зачем мне они нужны? Зачем? Это пошлам смала эхшпа той шейла матхабу энгной. Тлацада вообще. И же тхабю внутренний националист. То есть не принижаем другие типы. Но пошлам сказал, я тоже это поддерживаю. Признать не خبرت دوش признать не хавалу модер признать без окефи башна очень много заявлений и освобождения выступления обвинить бюкайн типа шебеш поголовно ахадицаря отказаться динакция поголовно сам шиму дархно поголовно матединация ага так почему ты всех обвиняешь اشینت اتوات بالا عمقی اینشش نقطه خیتا نقطه بکش مطبی когда عمقش ساعت اوشش نقطه دوله حباخه берца اوشش عمقи дол царам дикуандари не говорят не говорят
ويدق بوجنا أنا ويدق بوجنا في ميكروفون شو أو محيق سلام تخزس ديش تو كمل سون بروس خز خز ده لا ساعشتا هو أجريسيف نقمل ديش ستون ديل خير خيروش هار ميكروفون ولا عيل نيس لاشون بيح ما بيلش أنا просто чёрный микрофон. بيح ما بيلش ده ليش تونا خلاص короче سؤال ما خيستي عشتول إندي تشابرلو يعني يستي عشبو عندي بو قدل جنبيت بوس وير زيري بوتلوفسكي رايوني يقتون ولا قطع رايون يق وتجع عشاء وين تقيتش متكويس تجعها شو بيسنا سو مسنا عندها غمخ أول شلوش متاع زيلبو شلوش متاعها نقش بوي سو مسنا عينا تجع потом ما походу полцатель точно говорят видать оттуда их вытеснили может быть теперь кюк или حتى بيصير حلبو البوتيري هو مش كنزياش بوتيري كيك إلى تبي سيح بول غير بوشتو نوتالش да تعبرون خلني كم ساعة تجاه اشتغل حبيك شو между الجسارة например то عندي دول وقارش زلوا دول допустим ишем شيء دبيت متك بولش بوش но تان زمان شو دبغن بوكش ديك حلق تان عينك اشتغل أشياء نوع شيء كنت حبيك كنا شيء دبيت متك بوتي لوما كده إيش مش عينه شيء نوع شيء حاجة سلام بيك وزريشون فاميلي تلخصون تنتا известный из وركويتا أصلها أنا يرتي فاميلي ويرتي سلام بيك عندي ورقة شيء والله ولا رجعت بوليتيك قيادة شو ده وار بوش قينا خجي أصلا سلام بيك خجي سلام بيك عندي وريز عند الحبيح كان نخش بوش هو جاره تختو مش بورتنا شو سيلو دوي هنا دوي دق تو أغور ترتاني يخوتو شو متكو يا بني ما عيول ساقون زاخير حوين خيل جماعة أقم سيلو ألج نيس خلص نخوتو شو مت يحشش نخش دول دي سيابو البوش وسلام بيكس إلف ده تو سيلو ده لا سيلو دو تو شش سيلو دو ألج تعو تشينا تو تيدو تشينا لو شو الخلوة لين هذا يحكم دكتور إيلرتو يديا تو استشيش سيلو دو تو دعبغ أنا تيرا ده أنا تيجي خلونش ده حبيه كان عند واي بو يديا هذا عشت ألج نيس ما تقولي يدون ده شابير كابوتا بقولونا دونا Ажла, там, душам, давайте поставить, чтобы на этом вопросе точку, я тебе наш маквоч, он хазит едос. Анде шейлам больше, шеймуах больше, юртёш буй, и царь бо сам да сумтац. Зилвай гагатленч, прибеш шейт, нагасан шейлам буй, шеймуах буй, царь бо сам да саундац. Бог قدو. نعم ويتك هم بوش ده تيجي حبيه كان نقش بوش وسيلي بو سيلي باتش ويخيتش ويختناخيش ياش نقش دو بوش حبيه كان إيش وجه سيلي باتش كده وقت شو متكويس. نعم سيلي بو أصلا عندي سيلي بو. سانيقا دبير بردا هو مصلحة يصوش سيلي وباه سيلي وقسو. سيلي وق ده هون ده سيلي وق سيلي هي ده. سيلي أيست كتور جورة تخو عندي قام دو أدلنا تعال نقش ده سيلي ده. أول دو مصو سيلي دو لا مصو عندي غاش عندي موضوع هذا. ما عندي تبغى من أول من نداغستان ما أو عندي تبغى راح شو شو. Цундера تعال بيقبل شتات وأسيوت أكبرتري. يلا ده. Ни нагайцы, ни кумыки, ни лакцы, ни аварцы, как говорится, никто, кто говорит, что он является шокнохчу, аж в основе своей гумки кой рустю, ноги кой юртю, и в процентном соотношении шабиш гокшту 100 тысяч бацуш на наше население. Царь шаш гумки был шей муатта бюцарь, царь ой муатта ха, царь шей традиции шлили царь. Да, абсолютно верно. Никогда научился. Очеченившиеся кумыки, о, царь, шей гункиш. Осетия больше гункиш, это ваши чеченские кумыки, оли. Дейл дуал. И тут ничего. Потому что они живут среди нас. Если живут чеченцы в Дагестане, это царь Муол сюлиш. Это дагестанские чеченцы, ол. Это абсолютно самодорождаться. Это там московские чеченцы, питерские чеченцы. Какая разница? Банкися, бэш-бас, грузинские чеченцы. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Иорданские чеченцы. Да, мацей тайп дузига, майство хилди алвай, шуахт бусига. Массу общий царь, грузинские чеченцы, олта, цугюриш, да. Да.
Это обычные термины. Просто говорю, что есть моменты, мы политические какие-то воззрения путаем с националистическими. Политические, они, конечно, жители, раз проживают на территории Чечни, все, они жители Чеченской республики. Но когда вопрос возникает, Хатайпи, Тухуми, Даиши, Чечниши, Юрты, Кик, Хаит, тут прошу заметить, у нас разные взгляды на это. И там бях билдас. И вот Акабас, мы знаем прекрасно войну Чешука, чисто шейтайпик бецейлочбук. Не то, что чисто шейтайпик бецейлоч, шейвирдик шейтайпик цейлоч. Есть это? Есть. Можем мы их упрекать? Нет, это их мнение. Да, мы геницаны, магина. Чин собственный даст. Чин собственный да, уйдет, верь слушал. Верь слушал, ответственный за него. Верь слушал. Верес Валах. Да, он имеет право выдавать свою дочку за кого хочет, за кого не хочет. Это ему Всевышний дал право, это его ребенок. Дал халха, то мужа плуждалах дается, каждый индивидуально будет отличаться. Поэтому мы не должны путать нацизм и национализм. Нацизм – это пагубно, и этот хадис, который все говорят, почему-то соцсетиешунах именно, ну, достоверно, хороший хадис, что этот хадис относится именно к нацистам, которые гордятся своими отцами. Мы не гордимся, мы единственные националисты, это те, которые говорят, у нас есть наш народ, не пытайтесь из него сделать какой-нибудь борщ, смешивать все овощи, все фрукты, фрукты баса, разные ингредиенты и делать из него цачуар пеца юшок нохчи бу хидадок амниш что мастер гларам бу бусул бежриду ама нохчи сун таанешди на совежри сун бойз үш беной бу вардлой бу энгной бу белхто бу нохчи тейп наш совежри бу Алгай бу. Ну, галга, so это автоматически. Ой, штаты это юшон, там есть. Дил мадил. Нохши сан шекуёч, вай гергер нахбу, вай нахбуду, да. Баш там кое, да? Ауге, это ходжи ват, а видимо. Вы из министр нефти единственный из нашего народа. Esülitun ehbet maşhun balhan. 90 года дука бочандаг да дизи сона дагдо и dia meeting хватенжик что положение шолшена. До хацухена юдалдар этяк хвала мрай оппозиции дудавчи бу. Сухена сон юхалата итунах مو تاع فيش كول غاسك مو اولي تون تاع اتكي تشون مت كيسان تون دوكا تون اخبارت مشبال هيت تاع تاع شي فكر حال دو اطلقها هيت غلانچوس كرايونا газификацию яштиги белхш беш дуахш дутко сега ха мержо махка дутко бол беш садак бу қосаметки лелчун худо метки Сега инс мержоя тхатай пан буиш бумта мержоя юту из цередовой. Сега инс енош да бол бел иш цвет халялин рамзан синс газа халигансан юкшуксан вери инс асбога ма цухайна хайнс и 91 год ген ханят инс да ягари улыч. Сега хомичеру ботай пан мило Штадуш садуш иш сантай понистер ча хана хуа иш болго чогу шаш мержоеду аз босо нохче уба специально бохаси инс хохтемант эоде хомшта дивисте сомуатта худа да 06 хыксе машин шо уш хилсия бол хбух бош аш бумта хле ахше вош хатеқе хан вохо сагу 60 по-любому когда сон чобо мичоро нохче Теркистер уба сакениото сают тюцигар усопер. Шумтун оппозиции мадар босо хетио. Мел хал сают яли. Что бо? Что чокаш вок сагуй сам 40 беда со 20 сло лёгкуй. И то сразу сон дуа тыцо дудаю
типа цавеш, да, что хун, что оппозиция, модели бо виловел, ас бо дела, да, му, а инца тут вам оппозиция бос. Хоть я что, модели лается лохсу. цан тайпан утхойши. Ну, цан тукна утхойш, савас утхойш. Ингва, и чиси, а что дольше, все равно он мне напоминает, он оппозиция. Оппозиция, модет он бос, охетя. И тут и хаджи и хазнесан дешан волша шилила хушна ну цахен zaman часугас шу леqdarja шу албасам грамотный олсак вот ну цухенаш юшна бацал ногчи чуа Баатен даг я стольц рыптолста гор. Иза и док зауга үш юшна бацал вот диешта цуа олша латит биеш барқиет йотах. И такие грамотные люди, которые дальновидные, шнах бешба, это цундера, и сюли ачи муэдон, цуни отмет кют этюаха, и сиса звахлуш, и цун бехвадер, тахан и сюли махка, она мох вала, казне сакона сагот, Дикса гор, рыптолста. Hauslаш, хаюсвай, перечислить давай. Дудаев, Warstvo Helirsunach, Jukti Virsunach, Ivrei Virsunach, Tatu Ubosha, Itau Shulhumshucha. Tatini Arubos, да, Hauslаш, Tatam Tseway Nochit Ayon, вообще бас, Hauslаш. Завгаю, Ноги у Эли, Нохчеват Эли, Ронки у Salamberg, Hayut свой Salamberg, Анди у Эли, Hayut свой Кивик. Терский казак у Эли, хают свой асентеш сайок, кивек хацеяк, хорш хуняден сюлиша хабюл бу Эли, из хума танешдина 93 страниц доклад хаяр, сон дагёх рюк, дагдошон, и доклад опровергнут ДР. Дагёх 93 хилцаариш басла. Суяюш 93 страниц. У меня есть этот доклад. Этот доклад я сохранил и духдаш. Сухант Эварашу. В этом докладе и в тех же выступлениях Абадиева Идриса, Серяздина Султыгова, царь Амелдяшная наше видео, что аусиш, шум хитцалц, и терква, ногчи мобатериш, оппозиции мобар, шум хитцалц, док завгаю, нагайцу, и гунядиду. И эти люди сегодня абсолютно без всякого стыда и зазора показывают истинную причину того, как нужно разделять и как нужно властвовать. Это великая политика, которая показывает. Из Хасбулатова Руслана сделали кабардинца, из Дудаева сделали еврея, из Доку Завгаева сделали нагайца, из Сасламбека Хаджиева сделали там другого. Еще раз прошу не путать. Есть очень хороший адат у нашего народа. Ой, когда представитель или ребенок наш, или взрослый человек делает что-то противоречащее нашему адату, ой, бахкачар, ошказену, вообще ногчи уй оля. Это абсолютно сегодняшняя версия. И адат хунду объяснить, то, что это не просто так говорилось. Это говорилось, когда человек делал что-то против нашего народа, будь то доносительство, стукачество, разделение, против интересов нашего народа, всегда ставили под сомнение его происхождение. И не всегда обоснованно, к сожалению, или к радости. Но у нас такая вот фишка есть. Я хочу, чтобы не подавались на эти провокации. Особенно харцу еще Юни Коучбал, Юни по свои убеждения, прекрасно, вы помните, как он выступает за нашу национальную идентичность. И таких людей очень много. Но и есть такие люди, которые сегодня являются нашим национальным представительством. Шейн Мирбячана, Сотатарин, Уи, Сашибаксин, Буй, Сахардуй, Савождуй, Бош. Эти моменты мы тоже знаем. Шкурные вопросы были всегда. Шанох чего-чуна, шами червелуху, шокомана, долдяш, дозалдяш, лиршу. Таланештина ха, воймах, подытоживать. Воймахта, войкамма, войтейпниш, войтукмаш, войдит сундючту, войди карчдюч даци,
нисун текаш харч, барт халет харч шумдуй. Мне нише хорстаги шию, хорани ишта, и ёк проблем. Халах волчхайна ха, дуqa bolshar zadah dirsugi вопрос, halqa suli hundu yaqnir, imam shamil, bibol twatsar, usur muatsar, deir mawari. No kurali, dozali, armilo, itayb dui, awela dilda, naftiyasho, تشين ده سنة هنا قايلة مقاير قامل ما يشكن يا لين هردين وجدين يهمش ده سأل اشتغل يتغنى حقو شمشتوش تغنى اشتق نوخشي بيرزلاك خزقيات شينك ايني جيديو عياليو نيمت يلا فرنسوز يلا ايطاليانس يلا بي باشقيات نوخشي из да свой бош, дикий год да свой бош. Но если мы говорим о патриархальном обществе, и нохчил бош, то дуаша, цюни мяйнца дойш, цюни дозелца дойш, уин цы юшбеш, уин эязу юшбац, уин беш, уин датиест юшбац, уин ца дойхуша, уин барт боша, уин дадуэлхи, уин кани хирю, уин ца дуэлхи, цы юшбеш, со великий пачал куалгачу, царь нуай ушвой буйхасун, идеен ка харю хар сун, я уверен в этом. Теперь, хайот свой сванж, 20 тысяч человек. У этих сванов шонуай бон, масла баба, но ДНК умадаила история, талам бабур, и сванши, шонуай цабух бош не сушку. И теперь у меня вопрос. Шонуай цен нохчибу. Кстати, энгнуай гвардлуай шонуай цабон. У них была группа Q. Они показали, что они являются одними, кстати, ранние аланские могильники, которые были найдены. Бесланский финальный могильник. Да, это показало первый ДНК Хагайтнак Шонуай Бушель. Масла Бааса. Вот эти сваны, которых всего лишь 20 тысяч, среди их языка, как минимум, когда я попросил исследовать как минимум из тех слов, которые он нашел, 250 слов имеют одно и то же значение, полностью имеют с чеченцами. Когда я говорил Пшавы, Херсуры, Сваны, Асэчхан, Тушины, Ачан, Сваны, нет, это не так, но почему? Царь Лилушел пишет, почему в вечерах почти что касчат, царь национальный пясюшон из Тангахс, яшта, царь Муатта очень богшбу, так духа дола языческий, метик царь очень йохшу. Башла. Пяс ясони, нахчу куйбони, бегал болшбул. Не, вообще бог, царь шей, пяс санил дер выглядит яс бог дус, асикой это цабас. И вот эти вещи, когда мы говорим, когда мы изучаем. Асир дадут, дадут уже, чак дадут. Не, я выше говорю шорсу. Да, хуериза. Должен архивный документ. Это момент я сихаться уже век датятся уж очень долго здесь. Но и бог дат свой таламбаться без, таламба без, хауса без, ниц хочет гоши нокаться дош. Югазаться юахше ахар али асса أبغى أقول إتبكرك أقول قيس سو بكري تقاش هم دوق قيس ولا قيس شرط سو إيش قيس وش حوش شو وين ديزك هدو وين نرنيش الحاجة شيء أبردلون أم دودوي أم üç bollah tüyülmüş üç bollah etsarak وين قسم مو بيشبو وين قسم دير بيشبو نيسون يا بقون يا وين دادر نخشل بوش Başla, za çok dolu masbahçı nereden çağırırken ki yıktır ve sosik olan. Yani do tur da bu eli bu çağır falan çeçin boşta. Hundu koyasın ne çdüş. Hajla. 1657 год карту он опубликовал Николаса Сансона. Судья Чечен Алла и Махбуй из-за Белгалбахкин волчу. А первое упоминание самих Турлоевых вообще не то, что Цахила, а вообще Бахкина 1658 год. На год спустя. Как они могли это по их теории, логике, если они так... Маша, я тебе больше скажу. Я это публиковал, я это делал публикацию. Я тебе больше скажу. Есть еще дополнительные контрольные. Когда эти князья
охотились и занимались охотой, они прибыли в урочище, где на камне было написано Чечентала. То есть, если они основатели этой местности, если они основатели этого города, возникает вопрос, то какой Чингачгук прискакал и до их прихода выбил на этой местности и увидел эту надпись. И дух момент чуешь. И тюрьна еще не только из Гунядин, Чеча Гунядин, это на самом деле... Корзина для ловли рыбы. Это кумыкская Гунядин, узоры, цветы. И он швайн хазарю, ой, барт бож. Ой, таламбяш, ой, история, хунда диез. Өзре, ой, чу адоли, катна бастуа. Зурабси, адланси, кайцан вашуа, ой, эфира. Данатя, тенцун дерез, хил далси, дал поддержатель. Ой, кана ирю эфир, со таган, настраивать яш, дух евелисо. Кана, ой, эфир ирю, да, лаха, ой, дистек. Да, дюцерду, хинсу, пинт ирдол, ашу эфцохидан. Шадиш даться, доша, кана, эфир в 10 часов, сейчас хагул дуй. Ибрами гукла, ютуб, вернее, подключить пяша. Далси, дуэль, дерез, хил. И желательно, шей материал, фи. Ой, это что, юшка, чен халха, кинчки, ла. Листок, ла. Ой, халх. Азюши, антас халха диан. Дорожда архивный кяхтыш. Суэло перешел Альпы, благодаря ингушской сотне, она кяхтыш. И говорит, Дела, свободных дичь. Сонч, ну, да, бакар, хинс, ас предводительный лишь хокейтио. Асу начмах вайт, трай сур, цани борт, трай бобли, ашхабов борт. Я вообще здесь максимально завуалированно работал в этом плане. Гушу я каках его. Ma servis Вообще. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa ya, beje.